Ну что, начнем? Начнем. Так, какой этот тот возьму, значит. Что, друзья, всем привет. Наконец-то, ребята, вышел этот момент, этот час пик, ребята, час X, точнее. Все, ребята, сборы на север. Большой привет с Республики Коми, с глубинки, ребята, поселок Первомайский, который находится на самом юге. И сегодня мы немного продвинемся, ребята, на соток 7 севернее, так как Республика Коми, ребята, она великая, она богатая, она считается крайним севером. На рыбалочку, само собой, на рыбалочку. Многие знают по видео, то, что, ребят, я собирался, и наконец-то, ребят, наконец-то этот день. Все, ребята, у меня сборы, раннее утро. Погода у нас плохая, всю ночь шел дождь. Ну, по прогнозу будет хорошая неделя, так как, ребят, рыбалочка прям на целую неделю. И я думаю, будет все интересно, все здорово. Весь такой, ребят, на взводе, не знаю, забыл что-то, что нужно, вот именно. Потому что едем на машине, и мест, ребят, не особо много, чтобы разложить лишнее барахло, которое оно вот иногда и нужно, иногда и не нужно. Но в целом, ребят, самое необходимое, это вот целый рюкзак по снастям. Это блесны, воблера, поводки, катушки и так далее и тому подобное, так как рыбалка основная будет на спиннинг. Но все-таки я взял фидер, ребята, так как рыбалка на фидер мне очень нравится, и в целом там тоже попробуем на реке Печора. Обязательно канистр, ребята, везем с собой мотор. Надо будет много бензина, так как на месте нам его просто не взять, нигде не найти. И вот везем, ребята, литров 100 бензина с собой. Ну, естественно, спальник, какие-то лишние вещи. Ну, много вещей беру, потому что на Печоре, ребята, сегодня солнышко, а завтра, может быть, северяк подует, и Уральские горы рядышком, там можно замерзнуть. В общем, надо брать теплые вещи с собой. Канистрочку, ребят. Это на всякий случай по рыбке. Ну, не знаю, как получится. Ну, в целом, туда сначала продукты, сейчас какие-то такие вещи, а обратно, возможно, будет 50 литров рыбы. Еду, ребята, просто с наикрутейшей, наверное, компании. Такого даже не придумать. Я с вами знакомил Андрея Вездеход Коми, ребята, помните? Ездил к нему в деревню, мы немного делали рыбалки. Короче, познакомился с Андрюхой. И в целом, у Андрюхи канал уже, многие знают, что я делал рекламу на него, знакомил вас с ним. В общем, Андрюха едет на своей машине, сначала он грузится у себя, едет за мной. И едем, ребята, мы вообще к легенде, наверное. Ну, для меня он точно легенда, так как давно хотел с ним познакомиться. По телефону, поэтому мы с ним знакомы. Но вживую, ребята, тем более в ионных краях нет. А многие его знают, ребята, тоже блогеры. Будет, походу, весело, ребята, у нас. Ну и в целом, я вам покажу его чуть попозже. Короче, у нас банда, ребята, просто вот такая. Все, братцы, давайте, собираюсь. Ждем Андрюху. Ну и в путь дорожку. В районе 700 километров. Вечером будем на месте. Моторы, лодки. Там дальше будет, ребята, контролировать уже тот человек, кому мы едем. Но чуть попозже, ребята, вы с ним увидитесь. Все, братцы, на связи. Погнали. Огоньки Андрюхи. Я все готов, ребята. Небольшой мой шмурдяк. Канистры. Все, ребята, уезжаем.
Здорово. Вот и он. Все на камерах, короче. Здорово, Андрей. Полна коробочка. А говорят, Рено не резиновое. Полетели мы с поселка. Так, у нас 100 километров. Первая остановочка город Сыктывкар. Там у нас немного гелав, да, Андрей? 49,5 до тебя от меня. Угу. И там, ребят, немножко закупимся. Там кое-что, надо еще флешку взять. Ну, короче, там по мелочи. Ну и потом дальше больше. Небольшая экскурсия. Вот, короче, ребят, полная машина. Вот так пока. В городе там немножко разгрузимся, перегрузимся и в дальнейшем пойдем дальше. Погнали, все, полетели. Много продуктов. Сейчас по-мамайски будем смотреть, потому что вещей надо. Вещей что-то надо набрать. Каких-нибудь приколюх, вкусняк. Да и так, что по мелочи. Такой рынок здоровый, под крышей. Всякие разные. Хлеб, не хлеб. Сейчас посмотрим. Колбаса, не колбаса. Засолки в самый раз. Лёшка, пакет еще один, пожалуйста. Греча и рис. Так, ребят, ну что, чуть-чуть нахватили. Сейчас за хлебом вкусным. Чуть-чуть, говорит. И у самого еще за спиной рюкзак. Ну, это чуть-чуть. Так, вот хлебушек. Здравствуйте. А нам хлеб вкусный, пожалуйста. Так, пакет нам надо. Ну, можем. Так. 5 семян. Пробили, да? Самое главное, да, Андрюх? Ребят, ну что, погуляли по магазинам. Вот так у нас затарено получилось. Дождь идет, надо бочки вот эти пустые. Продукты туда, в принципе, сложить. Ну и такой дождь, быстро пакеты накидали и, короче, так. В Ухте будем заправляться, все топливо будем там брать. Там все и переложимся. Все, Андрюха заправляет машину. Все. Получается, с города, ребят, выезжаем. Время у нас, времечко у нас 11 час. Ну, все, прям.
километров 400, да? По спидометру. Ну, ты еще за мной заезжал. Чуневоре, ребята, остановились в кафешечке покушать. Такая маленькая, уютненькая. Кстати, Саня, если будешь смотреть, тебе привет большой. Проезжал твой дом, смотрел, видно с дороги. Смотрите, ребят, какие тут надписи всякие. Здесь было вкусно. С Тюмени были, слышишь? Да, что, да. Угу. Сыктывкара. Тоже что-нибудь оставим. Ладно, перекусим. Тут уже до Ухты 60 километров. Там заправка, да, и дальше. Давай ложу. Давай уже. Там заправка, давай. Ладно, что, приятного всем. И нам. Да, ты карандаши. Взрослые захватили. Кушали. Ухта встречает хорошей погодой. Отлично, отлично. Ну, до Ухты еще 60. Ну и дальше потом пойдем. Так, поели, перекусили немножко. Да, у нас дождь, а тут прям солнышко классно. Отлично. Как его называли-то? В этом. Кто здесь был раньше? Бензин. Забыл. Так, братцы, ну что, вот и Ухта. Второй город получается, да? Такой более-менее большой, я имею в виду, в республике. Все, тут солнышко, ребята, Ухта встречает солнцем. Хорошо, с одной стороны, хорошо. Все, братцы, вот уже Поверните направо. проезжаем. Ну, мы особо здесь задерживаться не будем. Сквозняком пройдем. Сквознячком и Прямо да, 1 километр 500 метров. и дальше пойдем. Ну что, здорово, здорово в целом. Итого, Андрюха, уже пройдено 472. 472. Отлично. Еще 200. Еще немножко, ребятки. Так-то и спокоится уже. Ну что, ребята, Ухту проскочили. Все, полетели дальше. Сейчас Андрюха говорит, Лайвош, вот там у нас будет плановая заправка. Все канистры, то, что мы с собой везем. Опять же, машину на полный бак. Ну и, в общем, топливо. Там у нас перезагрузка, кстати, будет. Полностью будем раскладываться. Потому что вот в Сыктывкаре покидали. Дождь шел. Дождь помешал, да. Хотели как бы все в бочку ложить. Ну ладно, как бы нормально едем. Ну сейчас заправка, да, и ну и в целом уже все. Уже на точку пойдем, уже конкретно, уже напрямки. Ну да, погода, конечно, здесь намного интереснее, красиво. Вот такая погодка, ребятки. Грибочки собирают люди. Шикарно. Из осени приехали в лето. Да. Хотя едем с юга, понял. Видал, какая красивая. Каменистая. И чё тут? Ребятки, как же без этого? Минус колесо у нас. Минус колесо. Теперь и переложишься. Вот такие дороги, что у нас. Да. Нет, вот этот маленький, да. Ебать, затягивается весь. Ой, я с прицепом поливает, да.
что, мы в деревне Воевожа. Местные посоветовали нам шиномонтаж тут. Мужички, походу, занимаются. Надо запасочку сделать. А у нас запаска беда. Одно колесо у нас. Сейчас посмотрят мужички. Какой шиномонтаж. Сейчас посмотрим. Ребятки, ну что, поменялись, нашли оперативно, как бы, быстро сделал, молодец. Короче, будете в краях этих ребят, деревня Воевож, да? Село Воевож. Село. Ну, Троицк, мало ли в этом районе, ребята. Рома, номер телефона оставлю. Так что, если что, мало ли кому-то понадобится. Сейчас вот внизу появится. Так, ребят, ну что, все, заправочка у нас. И остается там чуть больше соточки. Вот, ребят, даже ценников нету. Все, выгружаемся, заливаемся. Ну и все, в путь. В фильмах, да? Вот такие заправочки. До сих пор есть еще, оказывается. Кстати, на Лукойле. Так что нормально. Так, 110 литров хватаем, чуть больше. Еще плюс машину. Ты забыл колонки старые? А как? Все, пошла возня. Покупайте, друзья, Рено Логан. Едем в дождь, ребятки, походу. Капитальный причем. Вообще черный, смотри, Андрей, все. Прям так прилично, блин. Да. Уж. Я тебе писал. Ну все, последняя 30-ка. Дорога уже все такая. Прям таежная. Все уже и уже. Все уже. Скоро в тропиночку превратится деревенскую. Будем на месте. 26 километров. Все, ребятки. Добрались. Время у нас 19:18. 659 километров. Плюс, ну, 30-ка еще. В районе 700 километров на месте. Че, мир, рыбак? Оптя! Ивотик. Окей. Зайцев, Гена, очень много, слышишь? Да. Ах, здорово, дружище. Привет, Крепыш, привет. Ну что, добрались, слышишь? как? Ну тут далеко забрался, ё-моё, блин. Нормально. Устали мы, устали. Чем дальше едем, тем больше рыбы. Да, Все верно. точно. Запах Печоры уже чувствуется, понял? Вон она рядышком. вот она. Здесь, правда, Дорогие все мои, заросло. Всё. Теперь уже осталось вот буквально немножко. 100 метров. Теперь только вздохнуть. Все, Всё, что, ребятки, что поняли, да, кому приехали? Я вам немножко тайну говорил. Ну вот, в принципе, на машине все понятно. Геннадьевич, Коми рыбачок. Наконец-то.
Вот, ребятки, коми рыбачок-то. Вот так вот все это дело. Язёк, карасик, окунёчек. Отлично. Вот, вот эти вот окуня и вот эти щуки, это позавчера. Позавчера, да? Позавчера пойманные. Свеженькое все. Да. А это с ледника, видишь, чем хорош ледник, сохраняются вот эти караси, эти были пойманы в мае месяце. Вон, смотри, сохран какой ледники вообще. Да, классно. Как будто это спички не ставишь, Геня? Что такого? Не, я Вот так такого. руками немного тык-тык. У нас Не, обычно... зубочистки, да. Ну, надо. зубочистки, да. Не нашел я зубочистки. Спички или там... Тихо, не ругайся. Не ругайся, родной. Все свои, все свои. Ну что, братва, все. Ну, Геннадьевича. Многие на канале, ребята, знают такого парнишку. Но в целом буду знакомить вам. Коми рыбак, ребята, Геннадьевич. Его на деревне. 700 километров получилось. Тяжелая дорога, но все-таки мы на месте. Там, ребята, уже стол накрыт. Гостеприимство прям вообще на уровне. Смотрите, какая картоха. Парканулись. Ну что, поздно приехали, ребят. Сегодня ужин, разговоры. Завтра уже будем рвать когти, ребята. Недельные рыбалки. Будет все весело, я думаю, круто. С дороги, ребят, не могу сообразиться словами, так что не обессудьте. Ну все понятно, ребят. Коми рыбак. Рыбка здесь, рыбка там. Все, пойдемте за стол. Будем общаться, разговаривать. Ну и в целом подарим подарки. Привез немножко подарок. Короче, все, ребят, я уже ничего не могу говорить. Устал с дороги на самом деле. Ребята, смотрите, просто слеза. Слеза у Геннадьевича. Я все, кстати, хотел попробовать его одного рыбацкого напитка. Но это, так сказать, Андрюха, экспериментальная модель. Настоящий рыбацкий у меня полторашечка есть, так что мы попробуем его обязательно на рыбалке, который мы пили зимой. Этот рыбацкий, так сказать, легонький. Легонький, да? Да. Прям легонький. Для тренировочки. Не, ну реально, ну на самом деле это, ребята, это не заводская канитель какая-то, это все свое. Свою, никакой химии. Вот, кстати, давайте на стол немножко посмотрим, все свое вот тут. Ребрышки, кстати, вот, ребята, смотрите, по поводу вот этих ребер, изёвых, кости, не кости, смотрите, ребят, какая красота. Салатик. Ребра я да, нет мелких костей. Все свое, ребят, очень круто, очень здорово. Геннадьевич, давай, хочу рюмочку за тебя поднять, за твое гостеприимство вообще. Да. За сына твоего. Я рад, что приехали. Сам хоть тяжелый на подъем, хоть ко мне приезжают. Молодцы, что собрались, все-таки приехали. Зимой ждем ответку к нам. Не, Геныч, к нам точно не вытянуть, 100%. Не знаю, Даже да. бы Синель бы клювала, скажи, заброс, она не Зимой, приехал бы. Зимой, да, у нас делать нечего. Дай бог. Геннадий еще тут коробочку привез, накидал всякого разного. Пойду подарю. Коробка такая посыльная, ну ладно. Чё. Ой, 16. Ну что-то где-то в районе 200 с лишним, короче. около 200. Геннадьевич, наверное. посылки любишь получать? Очень. Держи от меня. Ты не обессудь, то, что она в такой посыльной коробке. Было просто на работе, что-то такое лежало. Короче, я тебе положил там такое, знаешь. Ну прям не знаю, может пригодится тебе в этом деле. Так что этот, прям взрывай ее. Можно открыть, да? Взрывай, да, смотри, как бы этот, не знаю, может тебе ножик какой-нибудь дать. В общем, смотри. Где насчитают комаров? Я понял. Не, сейчас можно пчел разводить, у тебя что, Да, пчелки пчелы. есть, как раз завтра смело подойдешь. У меня, да, теперь можно с пчелам. Как я рыбу бы снял без Да, этого? да, да. Вот все. Это Роману. Это мелкому Генчику. Ну все, отлично. Ленчика уже не загонишь. Она уже там, у нее с 5 лет ходила на рыбалку, ловила рыбу. Теперь ее уже не загнать. Чего только тут нет. Ну что, горелочка, чтобы всегда на огне. Нахрена я успел заказать, а? На Алике как раз. Запас. Ну, запас, слышишь, куда-нибудь на избенку отвезешь, что, водочку Нет, положишь или это не буксируешь. тяжелое, я с собой буду взять. Возить. Горелочка. Это кемберский фонарик, Ген, слышишь, Да. подвешивать. О, Это топорик, вот слышишь. это палки на налиму врубить. Там его подточишь, как тебе надо будет. Это как раз не надо вот такой топор уже возить. Ну и так в целом вообще можно что-нибудь замутить как-нибудь так.
Ну, говорю, в основном на палке, да, как раз не надо. Да? Не мочить, ничего такой. Его можно и на кабуру закрывать, на ремень зацепил на пояс. Ну там газик к этому. Газик, понял. Так. О, Ну Скоро это ты понял, сезон. да? Сезон скоро. скоро сезон. Короче, нашел у себя, положил, чтобы было у тебя. Я не знаю там вообще что, но там вроде дробь. Там дробь, да. Комбинированная, главное, пятерочка, троечка. Ну, Короче, все Сборная остатки Союза, да. Сборная Союза. Ну да, там так должно Сделаем. быть, по идее, так. раньше Как- дробь лились сами. Сами. Да? Главное, что были гильзы и капсуля. Пыжи рубились сами. Сами. Порох где-то раз что-то найдешь, там насыпку пороха уже сидишь, заряжаешь все. Теперь, я не знаю, или хорошо живем, или что, блин. В рябчика стрельнешь, к дереву приходишь, дерево все утыкано этими каплями. Они втыкались, короче, как ножи на дробь. Острая. Набор рюмок. Знаешь, Ну, завтра придется обмывать. Ну да. ну ты Я же- как раз Андрюха искал. У меня как раз Две это... штуки только с набора нашел. Весной еще полный набор. Нет, у был. меня все 4 живые из Чечни, которые привозил, вот это, ну, с командировки. У меня 2 осталось. Но все вот эти расклеятся, а потом заклею. Расклеятся, а потом Не заклею. потерял. Теперь они все голые, короче. Ну такие же, да, размер. Хороший размер. Есть меньше, они похуже. Есть вот это самый такой. Ходовой. Да, вот 30 грамм, наверное, 30-40 даже. 50 грамм, наверное, полная получается. Полтинник, да. Это вот сейчас не стопка, это рюмка получается. Шикарно, шикарно. Так, ребят, ну что, всем вечер добрый. Все уже такой, знаете, ребята, раскрылся, немножко выпил, может из-за этого. Ну, не с том расчетом, ребят, хочу с вами пообщаться, то что вот она деревня, ребята, и вот она спокойствие. Вы понимаете, ребята, что там сзади печора, на которую я ехал. И завтра мы туда поедем, ребята. Вот у Геннадьевича, ребята, он стоит домик в деревне. Вот это ионная структура. Вот здесь, ребята, он живет. Ну, относительно, конечно, не здесь, но опять же, здесь как бы ионное все. Вот здесь лодка, мотор. Здесь ионная рыбалка. Здесь он добывает рыбу. Ну, я Геннадьевича давно хотел увидеть, ребят, на самом деле. И опять же, все это свершилось. 3 года, ребята, я бы дался. 700 километров, да, для каждого там из вас кому-то непонятки. Ну, что 700 километров, прыгнул, погнал. Ну, такая дорога, ребят, такие переезды, такие маршруты. Опять же, без колес у меня все не получалось. А здесь, ребят, я на месте. 10 часов ночи, вечера. Я на месте, ребятки. Мы ужинаем, сидим, балдеем. Я завтра знаю, что, ребят, мы завтра пойдем. Пойдем просто в тайгу на рыбалку. На атмосферную рыбалку, ребята. Это пещера, это вообще все. Прям вообще не знаю, ребят. Я просто представляю, что еще неделя вперед, ребята, неделя рыбалки. Мы будем по избам двигаться, будем заморачиваться, будем что-то делать, искать рыбу в любом случае. Ну, потому что, даже здесь, ребят, рыбалку можно поискать, потому что, не везде. Сказал Геныч, что уже яснее идет. Изя поймал пару штук, то бишь, а хотя здесь изяка грязи. Все видели, ребят, у меня изя вообще плохо, у нас только лещ. Вот у меня последняя рыбалка была, я фидеру отдал. Здесь опять же спиннинг открою, ребят, я отдам всю, гадость свою старую, которую не отдал в этом сезоне по спиннингу. Я дам все туда, все выплесну. Здорово, ребят. Ладно, что, я думаю, завтра будет день, будет пища, мы увидимся. А так все здорово. Все, братцы, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ребят, на канал. На ребят я ссылочки оставляю в описании. Подписываемся, ребят, поддерживаем. Ну и в целом, путешествие только начинается.
Давайте поддержим эту серию, ребят, этот масштабный проект, реально. Будет много чего интересного. Все, ребят, мы только начинаем. Спасибо, я добрался. Все, братцы, давайте. Погнали. Сейчас только начинаем. Погнали. Я с уверенностью говорю, понеслась. Доброе утро, ребята. С добрым утром. Утро начинается с кофе. 6 утра. Ребят, деревня, смотрите. Спокойное утро. Погода, не сказать, чтобы шикарно, но все-таки растянула тучки. Возможно, будет солнышко сегодня. Вчера доброе застолье, ребята. Подкосило нас всех. С одной стороны, полночи посидели. Ну, это должно быть так, ребята. В любом случае. Рыбацкий напиток прям великолепный. Пьем кофе. Ну, наверное, на сборы, ребят. На сборы. И все вперед, ребята. Все вперед, только вперед. Не знаю, ребят, какие будут приключения у нас. Но не буду загадывать. Я думаю, будет все великолепно просто. Все, потихоньку к кофейку. Только все проснулись, 6 утра, рано еще. В целом, пьянка только начинается, ребят. Доброе утро. Вот на такой кроватке. Вот у Гены получается, как, не знаю, как родительский дом. Тут деревня. Старый дом, ну, он еще, ребят, живой. И вот здесь я отдыхал сегодня. Шикарно спал вообще, просто круто. Сны такие снились. Замечательно. Ну так, что, у нас все проснулись. Мы начинаем сборы потихонечку. Ребята, большое. Идем за молочком. Молоко я очень люблю, деревенское. Или баночку. Вчера, кстати, тоже ведерко нам угостили, но поставили его. И уже, короче, такая пенка образовывается. Идем за свежей. Гоняет котов, да, Шарик? Шарик. Бурка стоит, ребятки. Квадроцикл. О, Смотри, сливок сколько, видишь? Вон. да, ну это коровья, Геннадьевич, конечно, свеженькая. Вот так вот. Это не магазинская. Так что. Все отлично. Что, Живем. банку положили, банку забрали, да? Да, все, это братан тут. Все вот так вот делается. Мне нравится деревня, вот эта тишина. Дорога, наверное, да, по-любому. Ну, считай, во-первых, федеральная трасса, Геннадьевич, понял? Ну, считай, Сыктывкар-Киров трасса идет. А дорога на юг, во-первых, ну, вообще в Россию, туда, считай. Это рядом с дорогой, там Да, дальше-то, до которой... Да. Коровочка, ребята, утром дала молочка. Сейчас вот это, да, с утреца. Блин, я вообще по молоку маньяк, конечно. Вот, смотри, видно вот. Да, видно. Сливки, вот так вот сливки это молоко. Вот так сначала делаешь, вот холодненькое. Оно в холодильнике. Натуральный продукт. Это не покупное порошковое молоко, это... Вот. Всё. Вкусняшка. Тебе, Андрей, как? Молочка? Не, Нет? Ну, зря я я. в детстве перепил его. Я его пью каждый день. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. О. Паивали. Будем здоровы. Будем здоровы. Вот это вкусняшка. О, Чувствуется жирность, мягкость. вообще классно, да. С собой возьмем остатки тоже, да, обязательно. Обязательно, Геннадьевич, конечно. Давайте наклоню вот так.
чтобы лучше было видно. Коптилочка, да? В принципе, сюда вот перекладина, вешается раз слой, два слоя. В принципе, вот здесь вот третий слой. Можно, да, сделать? Да, но я просто ложу сетку, чтобы на всякий случай, если... А так, по идее, можно эту сетку убрать, это съемная. Сюда укладываешь третий слой, вот мелкую рыбу, допустим. Ну, наверное, так, ну, мне кажется, рыбы так немного. Короче, ведра 2 рыбы можно сюда запихать и нормально. Раньше я сюда закручивал патрон, железный патрон. Мы сейчас, в принципе, и сейчас его закрутим, чтобы не было дырки вот из дыра. И все, он заполняется опилками, пальная лампа. И погнала, да? Да. Теперь, ну, М, буква М получается, модернизированная. Теперь сюда я дымарь заткну, дымогенератор. У меня дым будет идти здесь. На крышку я сделал. Вот такое вот отверстие. Раньше все было плотнячком. Вот такое отверстие. Лишний дым будет уходить здесь. Вот так вот. И должен получиться вот такой вот паровоз у нас. Все работает. Да. И уже муха сюда уже не залезет. Все плотнячком. Даже если что-то где-то что-то потухнет, ничего страшного. Ну да. Все. Но потухнуть не должно, я так думаю. За меня вступление скажешь. Там один, нет? Или средняя? Средняя, наверное. Там один я не брал. Пушка, бомба, петарда. Все. Так у тебя тут, слышь, можно еще столько же засунуть. Ну я и говорю, а мы хотели еще третий ярус да, сделать. да. Все четко. У страха глаза велики. Два ведра сюда смело влезет рыба. Да. Легко. Рыбалку. Вчерашний улов Геннадьевича надо обработать. Позавчерашний уже получается. Позавчерашний уже, да. Целом, ребят, это смоки. Выдвинуть оттуда. Хобби смок, Вот эту трубу. которая, кстати, у меня такая же есть. Чуть вытащить. На ход я еще не ставил, но вот в целом вместо деревянного шкафа вот Геннадьевич бочку сделал. Ну, у него относительно и так, и так. Но это здорово. Сейчас поставим. В принципе, одной топки там на 7 часов хватит. А потом вечером приедет. если Супруга приедет, поменяет. да, и сделает дальше. Мало. Мало нам. Щипать виды. Ладно, Дюка. А махом зато. Что они там? Катись, рыбка малая велика. Ну, с Богом. Всё. Отлично. И вот отсюда должен идти, да? Да, вот пошел Все, дымочек. пошел дымочек. Все, очень медленно и красиво. Пока занимаемся делами, картошечку копаем. По дому дела. Вот эта штука на 7 часов, ребятки. Ну, в принципе, можно будет еще и добавлять. Ну, по вкусу и цвету, соответственно. Посмотрим потом. Тут емкость. Так, продукты туда, на пассажирской, чтобы Да. бензина не проводить. Бензин надо. Есть мерный стаканчик? Ну давай так я померяю. Разбавить? Надо разбавить, конечно, у нас бензин еще не разбавленный. Так там на месте разбавим. Так, ребят, ну что-то все-таки мы уже собираемся. Наконец-то. Рыбацкий напиток, ребята делают свои вещи. И смотрите, самое что интересное, в деревнях, наверное, у каждого. Это вот это. Ух, красавец. Ой, какой красивый, ребят, смотрите. Охрененно. Привет, привет. Блин, лошади моя слабость, походу. Это, наверное, самое любимое животное у меня. Ребят, гребут вообще капитально. Вкусно? Кушай, кушай, хороший, кушай. Молодую траву кушают. Охрененно. Ну вот этот вообще красивый, ребят, смотрите. Да? Да. Да. Ох, какой ты красивый. Ты блондин у нас, да? Или блондиночка?
А, это блондиночка, девочка. А ты заодно не поворачивайся, я знаю, вы легаетесь. Девочка красавица, блондиночка. Ну кушай, 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 хорошая, кушай, кушай. Выдвигаемся на движ. Да, Андрей? Ну, типа, столько волокит, поставили спереди, потом сзади, пешком пошел, сбился, закрутилось, как это смотрел на озеро, вот такой. Охренеть. 70 лет вот таким потоком течет чистая вода, получается. Из-под земли. Из-под земли 70 лет вот таким подходом. И она, структура воды такая, что не замерзает, она теплая. И зимой постоянно здесь вот это промывает полыня, вот река. Охренеть. Не смогли заглушить, они искали нефть, пошла вот вода. Сначала с нефтью, потом пошла чистая вода. Но она все равно с таким привкусом. Но пить ее не рекомендуется. Не, ну говорят, да. Хотя и пили раньше, и спирт разбавляли, рояль, как говорится, а холодненькая же, ледяная. Ну да, Артезианская скважина, сколько метров оттуда вколочено, блин, получается? да. Охренеть. Это сколько воды, да, в природе, чтобы... Вообще, да, ты представляешь? 70 лет течет и все. Это как мы с Весновки приехали, здесь выгружались, ебать нам. Как бедная Нива влезла, я думал, она резиновая. Думаешь, у нас меньше? Машина вздыхает, блядь. Наконец-то разгрузили. Андрюха, ключик возьми под это, на 19. В зипе в рыбацком, в этом лодочном должно быть ключи все. Ну что, родные, наконец-то на реке. Ребятки, вот эти просторы, куда мы рвались. Ребята, смотрите. Вот эта река, кормилица. Вы представляете, какие у меня эмоции? Просто бешеные. Вообще жесткая, жестко, ребята. Ну наконец-то, да ну нахрен. Я опять на реке, ребят, Печора. Маленький скарб, ребята. Ну, на 2 лодки относительно. Здесь, в принципе, не особо вещей, даже ну, не думайте, что тут прям куча-куча. Здесь относительно бензин половина, спальни какие-то места, снасти, ну и там немного продуктов. В целом, вот, ребята. Ребята поехали. Сейчас Геныч, получается, ставит у Андрюхи машину, едут на одной, едут вообще туда, в тот край, и тащат 2 лодки, ребята, сюда. Чтоб, ну, мы здесь отсюда стартовали. Ну, так получается. Геныч все как бы сам контролирует, все сам смотрит. Печора, ребят, встречает нас водой полноводной. Вот буквально она просто прибывает, ребят, на глазах, смотрите. Вот. Вчера, говорит, вода была где-то вот там, в этом районе. Грязь, муть.
Ну, в целом, не знаю, ребят, как рыбалка, но я думаю, что-то будет все равно какая-то, да, вода большая, вода прибывает, это плохо. По Харюзу, плохо по... Ну, относительно по Харюзу плохо, я не знаю, я с Геныча дошел, окунь, щука должна быть. Короче, ребят, ну, вода прет реально жестко. Я тут остался за старшего. Ну, я думаю, возьму спиннинг, ребят, и покидаю уже просто не могу. Все, давайте снаряжаюсь что-нибудь и погнали. Все, рыбалку уже надо начинать. Пока они сейчас все доберутся, пока притащат, пройдет час, наверное, а то и полтора. Я очень покидаюсь, ребятки. Ну, факт в том, что, ребятки, вот они просторы, ёк-макарёк. Смотрите, ребят, каменные пески вообще, просто плесы, все в камне. Не такой, как у меня, и река, конечно, намного меньше. Но здесь камень, галимый камень. Галимый камень. Фух, все. Я прям вздохнул. Очень долго, ребята, очень все муторно, но опять же, а как без этого? Как без этого? Все, надо снаряжаю сейчас. Соберу пару спиннингов. Взял для этого места новенький ультик, ну, для окунешек тягать. И в целом, ребятки, ну что, я в тубусе взял пару спиннингов и все-таки взял фидер. На Печоре прям охота. Но здесь явно ясь, сорога. У меня на рыбалке такого нету. Взял, ребят, новую палочку. Ну, как бы Лариса Юрьевна, думаю, меня простит. Все-таки покупалась она ей на сплав. Но мы не пошли, не получилось. Вот такая удочка, ребята, такой вот такой удильник, 1,7 грамм, кайдовский, ребята. И относительно сразу у него два хвоста, это ультралайт и лайт, вот относительно. Я поставлю, наверное, все-таки не лайт, а ультра. Ох, смотрите, ребят, какая игрушка. Ах, огонь. Под забросик. Также, опять же, это, кстати, от Алены Сергеевны подарок на день рождения. Под кормушечки. Точнее, под катушечки. Вот, ребята, такая катушечка. Тоже специально под ультик вот этот. Смотрите, ребят, шпулька уже готовая под малый шнур. Здесь две шпули, глубокие и относительно малый. Вообще, смотрите, на моточке понты. Шнур взял вот такой кислотный 0,1. Тоненький, ребятки, чтоб здесь кайфовать просто. Вот такой шнурик, тоненький, ребятки. Сейчас мы сюда закрепимся, все. Снаряжу сразу пару спиннингов. Тяжелый, легенький. Огонь вообще. Опа. 0,1, ребята. Вообще тросичек маленький. Подмотаемся сейчас. Ну вот, ребята, видите, что происходит с первым шнуром. Просто шпуля полная. Это, конечно, мы не забываем. Опа. Это мы не выкидываем. Все, относительно все четко получается. Душно. Там такой каменный хребет. Туда, кстати, машина подъехала. Умылся немножко. Что, пойдем пройдемся. Первую рыбку, ребят, надо без пацанов быстренько достать. Я уже чтоб я уже отловился. Ух. Ну все здорово. Ребят, эмоции просто, я не знаю.
Пушка. Пойду на хребет схожу. Там по-любому возьмем. Вы видите, сколько малька. Охренеть. И ну явно, конечно, это живая река. Все, я вышел на косу каменную. Вот здесь сейчас и попробую. Вот они, ребят, каменные хребты-то. Каменные косы. У нас только песчаные. А здесь они каменные. Вот здесь такое завихрение. Здесь явно, ребята, окунь стоит. Ну, вот и окунек, ребят. Первый. Да? Он самый. Ух, смотрите, да какой хороший, ребят, смотрите. Охренеть. Вот он, ребят. Видите? Хапнул рапа. Опа. Давай, друг. Ну все, четко. Вот и второй, ребят. Вот и второй. Да, опять же хороший, что тут говорить-то. Смотри, как жадно, ребят, берет. Прям в шахту. Так, ребят, ну что, ну огонь, огонь. Штук пяток поймал, короче. Ну, с одной косы. С одного места. Такие грамм 150-200. Хорошие кони. Ну, я думаю, этот как его. Это только начало. Так, чисто, ребят, жду. Обкидал спиночек, обновил Юрину. Твой спинник уже в деле. Там собака пришла, ребят, к месту. Машина приезжала, лодка пошла. Пойду я, ребят, туда к месту, там потому что у нас продукты, может, разбирают. Ну и, в общем, пацанов надо ждать. А так, все по окуню, ребят, нормально. Окунь по-любому будет радовать. Так что все четко. Ладно, ждем хлопцев. Должны уже подъезжать. О, блин, а. Вот, ребят, лодочка вторая. Картоха. Пустые? Ну что, братцы, по коням. Наконец-то, ёк-макарёк. Опа! Вы сказали в 9, значит 9. Ну да. Так еще без 15, Геннадьевич, видел же? Так, и камера. Я уж чуть камеру... Без 15,9. Отчаливаем. Как я договаривались. Русские долго собираются, но быстро едут. Печорка, братцы, печора. Ну что, отошли немножко. Как Километров немножко? Километров 7, наверное, 8. 7-8 отошли. Ну и что, Геннадий говорит, вот здесь, ребятки, сейчас будем обкидываться. Самосвалом пойдем потихоньку. Вода поднимается, да, прям. Пути. Прям страшно поднимается. Ну, посмотрим. Посмотрим матушку Печору. Вот, ребята, есть зёчек первый. Опа, иди со мне, красавец. Геннадьевич, наливай, брат. Легко. Возле травушки, Почему, ребята. Андрюха? Так, Так, ну язи хороший, ребят. Грамм 500. Стабильно ему будет. Ух ты. А, бодявый, бодявый. где моя камера, ёшкин кот. На блесну, ребятки. Тихо, тихо, брат. В синем бардаке таком вообще ужасном. Ну, рыболовный бардак. Геннадьевич, Вот она, блин, вот она, первая рыба. какие берега вообще. Берега, Ух, берега.
Геннадьевич, слышишь, трехэтажный дом, да, будет по-любому. Пятишку, наверное. Пятиэтажный. Ребят, смотрите, Пятиэтажный, по-любому. камера не передает вообще. Береги этот и тот, А Геннадьевич опять запел. между ними река моя. Так, ну что, вода, ребят, грязная, прибывает. Геннадьевич, короче, по резине. Я пока по железу, ну, будем смотреть. Первый изек, но это как бы не аргумент. Будем Не потом. обиделись, сказали, мы больше Андрею не будем попадать, он нас отпускает. Да, Геннадий, кстати, у нас правильный рыбак, коми-рыбак, который говорит, что рыбу надо брать. С одной стороны, я это поддерживаю и, в принципе, не любитель того, кто отпускает рыбу и говорит, что как бы это он правильно делает. С одной стороны, какой еще вред ты ей делаешь, и не факт, что она выживает после того, как ты ее отпускаешь. Обжигание рук и так далее. Ну, опять же, ребята, это домыслы. Ну, в общем, что, пробуем. Вот такие берега, ребята, еще раз смотрите, ну это круто. Печора, она, кстати, славится с такими прикинь, да, берегами. вот по весне, вот когда вода прибывает, это же там берег, а снизу вода, да? Вот она, вот она, вот она. Вот, ребята, вот он, видите? Ну, этот маленький, да? Малыш, да, такие Геннадьевич отпускать будем. Ну вот. Белого Ну видишь, нет. разловил резину, смотри, Геннадьевич. Белого нет. Огонь, огонь. Смотри, вот смотри, вот там вот малек плещется, наверное, еще вот что-то, да? Ну, в целом все, ребят, что, ну, давайте пробовать. Так, у нас пакет резины съедобной, кстати, всякой разной. Вот эти, это, кстати, белгородская резина, ребята, хлопцы, спасибо вам за резинку. Вот такие. Работает. Работает, да. Геннадьевич пока, короче, взял кислоту, но у нас всякие вот есть раки, шмяки, вот цвет масла, кстати, говорят, очень классная штука. Будем пробовать. Я не знаю, как масло, но вот давай. Смотрите, ребят, охренеть. Вот это живцы. Без хлеба, без ничего, да? Вообще, просто куча. А что за, ну, рыба, Ген? Гальян речной. Гальян, да? Да. Это не молодь рыба, она такая и есть. Ну, по жизни, да, такая? По жизни, да. Но она вырастет, может быть, вот с палец длиной вот такая. Ну, это, в общем, как бы, ну, для всей рыбы, как бы, это и пропитание, правильно? Конечно, это есть гальян речной, есть гальян озерный. Это не молодь рыба, это не молодь хариуса, не молодь дятя. Это гальян, речной гальян. Они такие, без чешуи, ничего. Мы их даже в детстве ели, как бы можно их почистить. Выдавливаешь кишки, жаришь с яйцами, вообще обалденная штука. Охрененно. Ой, я только закинул, получается, вон уже полный сачок его. Охренеть. Вот так надо рыбачить, да? О, смотри, даже тут какая-то другая рыба одна. А, ёрш. Не, окушок, подожди. Маленький окунь, да? Микроокунь он даже попался. Ага. А остальные все вот гальяны видно сразу. Посторонняя рыба попадает, она сразу отличается. Охренеть. Вот так вот надо А рыбачить. кто-то есть, ребятки. Кто-то есть. Опять не хороший окунь. О, кусок. Окунечек. Ага. Ну да. Вот такие, кстати, Андрюх, там и попадались на перекатике. Ага. Вот он, ребят. Такие же, да, были? Да, чуть Там, побольше. там где? Даже побольше чуть. Но... Ну что скажешь вообще по рыбалке? Что я могу сказать? Пока сухой. А знаешь почему? Потому что рыба по суху не ходит. А Согласен. рыба по суху не ходит. Значит, наливай и пей. Согласен с тобой Надо полностью. что-то менять в этой жизни. Ты По-любому. поймал сколько сегодня? 5 отпустил, 2 поймал. Да. Андрюха поймал 2 рыбы, да? А, стопы, я поймал вас, переловил всех. Вот. Там у тебя полное ведро, блин. У меня тут 100 штук, наверное, блин. Ты, кстати, окуня еще поймал. И окуня, да, А у меня двух штук поймал окуней и отпустил. качественная рыба. Так, у меня тоже не тухлая. Андрюха, что ты там говорил по малосолочке? Малосолочка. как раз есть уже. Да. Огонь. Ну что, кушаем? Я думал, ты мне водку налить хочешь. Понял, ребята. Андрюшка делает вещи. Это небольшое. Так бодает, короче, знаешь, как будто не окунь нифига. Есть, наверное. Вес. Он висит просто.
Я говорю, подъезд, По красоте. Понял? Смотри, а тут она стоит, Геннадьевич, понял? Хорошо стоит. Это, ну, то же самое, типа, бля, как будто ясь. А, окунь, да? Акушарик, акушарик. Вот так вот надо. Пока люди кушают. О, красавчик. И у рыбы обед. А вот он. Мяча. О, огонь. Отпускать не буду, даже не просите. Отпускаем, Геннадьевич. А? Отпускаем, Отпускаем? конечно. Охрена. Это же щука. Такую отпускаем, Геннадьевич, по-любому. Да, отпускаем. О, смотри, морковочка, да, Геннадьевич? А я кидал туда, нифига, я понял. Правильно ты говоришь, рыба есть. Ну, может, и подошла только. Надо просто брать ее. Ну все, значит резинка будет двигаться. Ребята, кто-то реку переплывает. Сейчас будем догонять. Посмотреть просто. Охренеть. Или медведь, или кабан. Вон, ребят. А, медведь, ни хрена здоровый. Ребят, медведь, смотрите. Кабан здоровый вообще. Охрененно. Вообще здоровый медвежатина. Но медведь. Геннадьевич аккуратно может кинуться. Ой ты бурый, красавчик. Ой, косолапый. Побежал, блин. Мишаня, привет. Привет, Мишаня! Геннадьевич тащит. О, хороший, смотри, Геннадьевич. 3 раза, О, главное. подобрали резину, смотри, морковка работает, Геннадьевич. По красоте. Я говорю, раз взял. Да. 2 взял, нормально. Вообще классный, да, грамм 200. Окунь. Отлично. Отлично. Так, ребят, ну что, с плавом пошли. Это он жадный, он только где его надо найти. Да. На протоку-то поехать, наверное. Там прошлый год хорошо накормила. Угу. Так, ну сейчас, Геннадий, сейчас еще поймаю 2. Я тоже резину поставлю. Но пока... Если одного, то нет, да? Нет, один мне не показатель. Как бы относительно. А куда у нас Андрейка поехал? Сказал, пляж, Ну, у говорит, меня разведу. тоже Есть поклевочка. Тоже, Геннадьевич, тоже окунек. Опачки. Ага. Гоп-стоп зелень? Да, мы подошли из-за угла. Есть, Геннадьевич. Окунь. Ох, нифига. Вообще такой пойдет уже бродяга. Красавец, да? Угу. Ну что, ребят, смотрите, такие вот красавчики. Пойдет, да? Вообще красивые. Печорские, ребятки. Вкусно, они жирные очень. Кормовая база не то, что у нас. У них прям, ну, разделываешь и прям видно, что жир. А у нас белый, бледный, бедный бедолага. Жира даже нет, да? Да, он. А тут вон, Нет, смотрите, это ребят. вообще у них жир заплывает. Да, прям они наевшиеся. Их даже жаришь, и уже другой вкус даже. Ну, вкусовые качества даже. Что одна рыба, но разница другая вообще. Проверено уже. Ага. Похоже на щуку. Ну, это окунь, смотри, какой хороший. Ух ты, блин, нифига. Красавец, да? Вообще классно. Чуть-чуть бы вообще туда. Резина большоватая, видишь, немножко, Геннадьевич. Такой цвет работает, но видишь, чуть-чуть поменьше ее надо. Но так в целом, блин, молодец. Уже считай, какого достаешь. Она цепанула, да. Да. Сразу. Ага. Геннадьевич кого-то зацепил. А? Зацепил, говорю. Сдалека причем. Хороший. Ох ты, Такой блин. же, да? Ну, вообще. Вот, ребят, вот это конек уже. Прям красивый. Вот он, печорский, ребятки. Ха-ха-ха. Вон он. Вот. Ёкош. Да. Ну так. Да, он, ну, Геннадьевич правильно говорит, что он если есть, то что он берет. Но что-то не хватает. Не в куче, а получается раскидано. Раскидано, да, из-за воды. Вот, то бишь, собирать надо его и как-то не стайно. Не стайно он идет.
А так в целом стоит, ну как бы есть по берегу, да, вон. Ну что, ковыряем. Вдоль берега взял, да? Да, прям вот сразу только закинул, бам, бам-бам, хоп, подсел. Далеко прям. Прям далеко. Чё, ладненько. Вертушку вроде распечатали, вроде как работает. Такой цвет. Да, на нее, кстати, но я вот тут маленькую ставил. Что-то нифига. Сейчас у меня есть маленький крэнк. Попробую на него. Почта, получите отправление, посылка пришла. Вот такой, ребятки, сейчас попробую. Так. На воблерок, понял. Воблер? А что так зацепило, что ли? Сука, что ли? А окунь, боком идет. Забагрил. А, да, еще небольшой. Ох, воблер, ох, воблер, ох, воблер, воблер, воблер. Ну что, воблерок разловили. Сейчас попробуем вот такой белый лепесточек. Не знаю, может покрупнее что-то надо. Может поактивнее будет брать. Ну, правильно Геннадий говорит, рыба есть, но сейчас просто не то пальто. Вот такой большой белый лепесточек. Белый лепесточек. Вот. Так, попробуем. О, на лепесточек, Геннадьевич. Смело, да? На беленький, да? Ловиться мел что-то и сразу. Опачки. Вот такой тоже. Смотри, а в шахту понял, Геннадьевич, смотри. Ага. Прям в шахте. Жадно хапнул. Прям все три. Вертушка, да? Да, беленькая, кстати. Попробовал так. Третий номер чуть укрупнился и он прям в шахту, ребятки, закинул, блин. Вот так вот. Ох. Слышь, ребят, ясь походу. Походу ясь. Вот, не успели налить рыбацкий, и у Андрюхи сразу поклевка. Смотри, на меня, Щука. на меня прет, на меня. По-любому щука. Мне кажется, что ясь. Молодец. Антаран, красавец, да? Грамм Вообще, 700. да, вообще такой зачет. Ну-ка расскажи что-нибудь, расскажи, друг. Расскажи. Блин, по ноздре получил, да? Ну не обессудь. Мы рыбаки, а ты рыба. Всё, пошли, язи. Ну я же сказал сразу, Геннадьевич, ясь, видишь? О, понял. Чувствуется, блядь, он такой. Видишь, он даже с тобой говорит. Ну, поднимись. О, красавец. Ух ты, ребятки. Езек. О, или сик, слышишь, или хариус. Щука. Не, ясь. Эх ты, стукнулся, родной. Извини, роднишка. Ух ты, красавец. Братцы, пока вы кушаете, я рыбачу. Ты заметил, Геннадьевич? Пока ты ешь, у меня идет все дело. Кстати, вот зеленка работает, Геннадьевич, понял? Не зря я вернулся к ней. Такая тоже есть. Вот попробуй на нее. Под рыбку Только не у меня грех и вторую. такая блесна у меня ящики, который новый ящик большой, Мгм. который Саня подарил. А, жила рыба, жила. Ну, хорьская охота. Стандарт, да? Вот один Да, такой стандарт. чуть покрупнее. Стандарт вообще. Это, мужики, кино смотрели? Конек. Башкой мотает. Лево-право? Ага, туда-сюда. А, молодой. Солнечный. Не, таких будем... Подпенно это пойдет. Не, таких отпускаем. Андрюх, знаешь, что мне народ говорил? Ребят, смотрите, вот с того места опять второй. Ну, не езжай, что теперь, если не хочешь? Ой, красавчик, иди сюда, к папочке. Ой, ты золото комок. Смотри, жадно хапает, ребята. Ну, Вообще огонь. Не крупный, Геннадьевич. Такой стандартный. Нет, тут окушки-то попадались покрупнее. Да? Да, вот, кстати, вот с бровки, понял. Ну, как правило-то они должны там быть. Не крупный, да, небольшой. Да, берем чуть покрупнее. Братцы, как бы, ну, относительно здесь-то можно по этот.
хотел сказать, матом повыбирать. Тут можно чуть-чуть повыбирать. Да мы так тоже относительно. Ну круто, ребят, смотрите, травы много. Каждый заброс трава. Тина вот идет, смотрите, вон она. Видите, ребят, прямо она идет островом. И в целом, как бы все равно, пока проводку делаешь, вертуха мотает. Вот относительно здесь на поводке уже накидала вот эта тина. Но все-таки все равно достаем немножко рыбки. Езя сколько там, штуки 4-5. И окушков штук с десяток чуть более. Ну таких. Пол-ведерочка набрали. Пол-ведерочка, Геннадьевич, да, считает. Вон, видите, ребят, как острый пивот. Это вот это все, вот это травище, вот это. Нехорошая вот эта грязь. И вот относительно так и есть. Ну ничего. Так, мы что, стоим на месте? Нет, сейчас пошли, вон, видите, ребят, что. Просто нахватал вот этого всего. Ну, получается 70% проводки идет, 30% проводки не проходит. Че, Андрюха, как дела? Андрюха, кстати, харю засолил, ребята. Гена сейчас покушали они, а я что-то тут неохота. Ну, молодцы, правильно все. Охота еще хариска поймать щучкой, и все, в принципе, в цвет будет. Так, Геннадьевич. Блин, смотри, опять хороший Геннадьевич. Да, такой грамм 150. Вообще огонь. Молодец. Все четко. Ну, на 150 забросов, 150 грамм окунятины. ну в целом-то все равно кидаем, правильно, Геннадьевич? Мне кажется, Виктор, сейчас вот протоку зайдем и пойдет мазута, мне кажется. Андрюха, пошла мазута, нет? Классный вечер. Классная погода. Классные люди вообще. Окунь, да, ребят, окунь такой, знаете, прям трудовой, ну, по-мамайски. Ну, для этого места Гена говорит, что ну, он не должен быть так. Все, ребят, вода, сюда, подъем водички. Андрюха там где-то бороздит, что-то там, не знаю, бодается. Семгу, походу, хочет взять. Так, ну не знаю, ребят, что, спускаемся. Уже мы от деревни очень далеко ушли. Накидали рыбки. Сегодня у нас, кстати, рыбки есть, что поесть. Геннадьевич кидает, вот, кстати, на эту, на живца. Живца и то не берет. То, что видели, наловил, да, он. Кстати, есть такой вариант, ребята, что когда бывает на блесну не берет, вот живца он хватает очень хорошо. Тут даже живца игнор полный. Да. У нас музыка, ребят, немножко. Ну, в целом, как бы. Идем. Геннадьевич, а что, идем до деревни другой или будем в избе ночевать? Ну, мы сейчас как раз напротив острова, изба напротив, я не знаю, давай. До деревни, так до деревни тоже не клюет. Угу. Короче, ребят, вариантов вообще куча. 3 избы по расстоянию этого, по этому маршруту, где мы идем. Плюс деревня у Геннадьевича, там тоже дом свой. Короче, вообще по красоте. Ну, в целом посмотрим, что. Солнышко еще пока позволяет. Будем От нуля мы далеко ушли. Да, от нуля дошли, по-любому. Пол ведра мы своих поймали. 100%. Все. Не знаю, посмотрим дальше. Что. Пока вот так, ребят, такие просторы. Я на Печоре просто вообще в целом. Этого одного только достаточно, чтобы здесь просто что-то сказать. Смотрю, тоже что-то не очень. А здесь ведь реально мы ловили. Да, Геннадьевич говорит, что здесь прям он окунь хапал. Сейчас его. Чем тут за полдня 20-ку выдернули. Есть еще один корятин. Ну видишь, да малька не берет. Почему? Здесь есть он окунь. Он просто не хочет. Ну и хочет сегодня, Григорий, завтра будет клевать, что. Сам же знаешь. О, малек дохлый. Будем смотреть, что. Я только как раз по резине хочу попробовать. Вот такой, ребятки.
Фиолетовый. О, смотри какой. Значит, хорошенький, да? Горбачок. Говорю, 3 раза уже било. Это взял полностью на все 3. Вот видишь, полный контакт. Полный контачок. Красавчик. Все верно, Геннадьевич. А то, думаю, мы не клюет, да? Только НЦГН. Только так и никак иначе. Сейчас я попробую. 6 грамм. Ну, зато нападение очень долго будет. Ребят, взял. Первые проводки. С первой проводочки хапнул сразу. Ну, резина сразу по кайфу, что ему стало. Окунь, по-любому окунь. Окунь, конечно. Опа-на! Смотри какой. Красавец. Нормально, Геннадьевич? Отлично. А сейчас смотри какой кабанчик. Белобрысый, да? Ох, ребята. Печорский. Вовремя ты поменял. Сразу, смотрите, захавал резинку. Сразу зажрал. Ну что, резина-то. Ох, ребята, красота. Смотрите, какая река. Печора матушка. Полноводно, глубока. Солнышко садится, уже вечер. Надо на базу ехать. Так, ребятки, второй уже. Геннадьевич тут завел какие-то кустарники. Сказал, здесь окунь будет. Так и есть. Все верно Геннадьевич сделал. Потом мы там ходили по берегам каким-то не нашим. Я знаю, окунь будет. Я знаю, окунь есть. Когда в стране советской такие люди есть. О-хо-хо. Есть? Да, есть. Ой, опа, нет. А был. Видал? Дует, 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 дует. Свежий есть. Опа, смотри, Геннадьевич. Красава. Ты видал? Под музычку. Дует, дует, Есть, дует. ребята, окунь есть. Ветерок. По двороваечке Летает. работаем. О, красавчик. Митя. Огонь, да, Геннадьевич? Митя. Так, Геннадьевич. Не, ушел. Нет, подожди. Нет, идет. Есть, идет. Он просто со временем сам по себе идет. Он спокойно идет, нет. Ну что там хороший, а вон, вот он. Ни хрена себе. О, красавчик. Геннадьевич красава. На резину, да? Да, вон на резину. Лапигон. Отлично вообще. Он съел. О, конь. Там не отилки, там каша геркулесовая. Нету больше отилок дома. Ну, всё, давай. Возьми рыбу на пробу, маме порекутку, да? Везушечка работает, Геннадьевич. Ну, Не наш калибр. мелкий. Да, небольшой. Вот, ребята, смотрите, под вечер, короче. Опа, есть. Есть, да? Микро, да, резинку взял. Ага, это вот эта серебристая. Нет, просто ядовитая. Тащишь? Ход. Ну, на резину больше сходу, конечно. Ага, смотри. Трепанул как хорошенько. Блин, нам бы поближе, Геннадьевич, подойти. Немножко, ладно, не будем шукать уже. Просто не достаю нифига. Ёшкин кот. Рассмотрелся. Вот это театр. Ага. Смотри, что делает. Его тут море. Ух ты, ясь, Геннадьевич. Да, хороший. Валерка. Ух. Смотри, вообще добротный, да? Ребятки, смотрите. Блин, езжа на спиннинг просто вообще по красоте ловить, конечно. А у меня борода. Пока Геннадьевич бодается со шнуром, ребята,
Я пытаюсь. Все нормально, вымотал? Отлично. Ребят, ну тут что, нашли вот стаечку хорошенькую. Ультик, ребятки, представляете, да? Шнурок первый. Катушечка просто по красоте работает. Ну, окуня тоже грамм 200 попадаются. Самого большого, наверное, за сегодня грамм 300 поймали. А так в целом вообще по красоте, ребят. Смотрите, такая заводь. О, поклевка. Был ударчик. Да, на вертушку все бью. И ясь, и окунь, ребята, работают. О, поклевка была опять. Он, блин, бьют, они стая прям догоняют. Очень круто, конечно. Есть. А, вот. Есть ударчики, да? Есть, да, он бьет. О, есть. Все, видите, ребят, какие дела? Просто Геннадьевич прям хоп, хапнул. Ох, блин, это ясь походу, слышь, Геннадьевич? Да? Не, что-то такие рывки, походу, ясь. А, ни хрена там окунь, блин. 220 грамм, блин. Геннадьевич красавчик. Вы поняли, ребят, да? Смысл? Четко просто стоишь на точке. Тут вообще течение 0. Такая заводь, блин. И охрененно все. Даже спешишь бывает. Спешить не надо. А вы видите, сколько не видно, просто у него нету Жоры нету, Жора. Жора! Сюда иди. Вот на резину, да, Геннадьевич? Да? Вот на эту, да? Ядовитая. Ядовитую. Надо вот лягушку вообще вот эту, блин, Опа, поставить. все, есть, смотри. Там где-то долбит, понял, Геннадьевич. Ага. Ну не крупный, смотри. Крупного выдернули, походу. Есть. Тоже есть. Не, у меня хороший. У тебя хороший, у меня не крупный. Смотри, как бьет. Нет, ты смотри опять какого кабана достает, а? Ты понял, нет? Ну-ка, ребят, на резинку попробую. На вот эту. Охренеть. Геннадьевич, Так, у меня только камера нахал. включилась, получается. Опа, перехлёст. Нет. Нет, окунек, смотри. Нет, Окунек. красавец, да? Да, такой тоже неплохой. О, и у меня тоже есть. Да ты чё? У меня пошел, да? Смотри. Ребятки, смотрите, на вечерний жор попали. Капитально. Геннадий. Опа, Опа. значит, у меня попало. Видно, не судьба. Видно. Андрей Локтачев! И целый день О, выезжал. ребята. Да. Геннадий. Только про щуку говорили, вот она. Да. Не крупненько. 600-700. Пойдет. Малосолку, кстати, с нее тоже можно охрененно сделать. Вот такой высоты. Вот такой. Опа, нифига. Смотри. Бьет, понял. Смотри, да? Я говорю, первый, еще 7 осталось, да? Я сказал, Андрюха, будь окуня поймаем, поедем. Вечер, утро мудренее. Опа. А, Опа, Опа. сход, да? сход. Видите, окуневая яма. Кидай, Андрюха, микроджиг, и будет тебе удача. Да. По-любому удача будет. О, удар. Потому что вон, здесь окуневая яма. Акуна матата. Осталось 7 окуней поймать и все, едем. Опа, есть. 6 окуней осталось поймать. Оп. Есть, да? Все, 5 окуней осталось поймать. Мелкий, не считается, Геннадьевич. Не считается? Да. Ну ладно, 6 окуней. Опа, есть. Сразу удар, смотри. Опа, смотри какой красавец. Это что такое? Щука? Щука, да. А? Щука, по-любому. Не, ни хрена. Яйца. А, щука.
Геннадий жгет сегодня вообще резину. Ты понял, Андрюха, слышь? 5 окуней осталось поймать. А, нет, это не окунь, да? Нет, не считается тоже. Это не окунь. А? Все, батарея села. О, Андрюх, опять щука. Щучок? Да, но не считается. Не считается, зараза, мелкая. Тут реально яма хищника какого-то, слышь, Геннадьевич. А? Тут реально яма хищника какого-то. О, смотри, есть. Ребята, вы видали? Просто. Заброс есть, заброс есть. О, что такое было? Хрен поймешь. Чуть не сикиваться нифига. Я и не знаю. Есть. Геннадьевич, Да блин, у меня батарейка. есть. Молодец. Смотри, Молодец, красава. смотри какой. Смотри какой. Янцикаден. Геннадьевич, смотри какой. Янцикаден. Охренеть, смотри. Подожди, я еще, да, подожди. О, Сколько у нас осталось? 5? 5, Геннадьевич. 5 осталось, все, скоро домой. Охренеть. А у нас батареи садятся не вовремя, блин. Ну это ерунда, у нас первая батарейка села только. Так что все. Так, погнали дальше. Все, батарейку поменяли. Андрюха, сюда плыви на веслах. Сюда. Тут яма просто кишит. Окуневая. Кишит. О, есть, смотри. Опять, Все да? на глазах просто, понял? Опять хороший. Смотри, Это щука. щучка. Да. По-любому. Не страшно. Щука, Ну, хорошая, да. да не, какая мелкая. ты ж. Мелкая, да. Пускай цепляется она, зараза. Вообще охренеть, ребят. Просто, вообще просто по кайфу. Опа, я, наверное, это перекинул, да? Не надо, да. Охрененно вообще. Ладно, вот так вот делаем. У тебя резина? Нет, блесна. Вертушка, Вертушка? да? Ну, тоже. Так, ребят, ну что уже, все? Сумерки над севером. В шортах-то уже прохладненько. Геннадьевич песню затянул. Отлично. Все, ребят, у нас получается тут деревня. Геннадьевич сказал, будем спать на дому. Старая, 19 века, 300 лет. Моей деревне, а это еще старше, наверное. Старая деревня, ребят, под боком. Короче, будем у Геннадьевича там балдеть. Проплыли 3 избы. Одну показал маленько, но так в целом есть к ней можно закинуть как бы ноги на лавочку. В целом, что, ведерко сняли? Да, не важно, Всё, но хватит. сняли. Нет, давай вот еще крайний заброс на сегодня. Давай. Опа. Так, ничего трофейного, ребят, не вытянули, но окуня хорошие, есть там по грамм 300, 100%. Есть кофе 5 наверное, вытянули. Кстати, я всех, наверное, вытянул. Геннадьевич по щуке ударял. Вон сколько, штуки 3, наверное, поднял. Все, последний заброс. Смотрим. По Андрюхе не знаю. Пятишку. Кто за пятишку? Я за пятишку. Пятишка. Ребят, смотрите, какая красота. пятишка. Вообще охрененно. Охренительно вообще. Так, раз. Нам раз, еще рыбку почистить, что? три, Засолиться. 4. О, И ужин. Еще ужин, ребят. В целом все, пойдем что. Пойдем, хорош. У нас еще Бурвой. впереди вот такая рыбалка. У нас в целом еще все только впереди. все впереди. Это да, день заезда он не считается. Да, день заезда не считается. Ну, Мы так ведерко. просто побаловались. Ну, побаловались тоже неплохо стало. Все, ребят, заводимся. Сказал, поехали. Всё. Давай, ребят, до лагеря. Вот и деревня, ребята. Подходим. Что, братцы, сейчас у нас шмурдячок вот такой. Прям неплохой. Надо поднять гору в деревню. Ох, вот так. Под 5 надо сделать. Придется
Да. Ну а чё? Бензин личный, ребят, все. Вот тут основной лагерь будет, получается, в деревне вот этой. Так решили мы. Но деревня высоко. Ребятки, тяжело. Такой подъем жесткий. Столько вещей. У нас вот будет базовый лагерь. А здесь у нас, получается, будет на неделю все. Сейчас мы все просто заносим. День заезда. Первый день рыбалки возле заезда самый тяжелый, ребята. Потому что мы не спавшие толком там туда-сюда. Ну и то ведро рыбы, ребята. И нифига я кайфанул сегодня. Сейчас еще рыбу чистить. А еще капец. Но в целом. Ну то, ребята, это вылазка. А такая должна быть. Смотрите на Геннадьевича, ребят. Просто на Геннадьевича. Я не знаю, как он вообще сейчас в гору будет, пойдет. Зачарована. А он только поет. По полной программе. Это просто мужик. Просто мужик, что базарить. Красавчик. Какая-то работа. На Гену посмотрим, бля. Не знаю, ребят, видно, не видно. На камере, наверное, плоховато уже видно. Но помимо наших лодок, 2 казанок, тут еще раз, два, три, четыре. 4 казанки. Кстати, вот, не знаю, вот здесь, в этом районе, ну, большой спрос вообще казанка идет. Где-то крылатая, где-то вот без. Немножко, ребят, сейчас, может, не поясню, но вот в целом без крыльев. Точно марку не скажу, но смотрите, вот раз, два. Кстати, они все без крыльев. Только у Геннадьевича вот крылатая. Допустим, вот он у друга взял. Или у брата, не помню, тоже вот без крыльев. Ну, классная лодка. Она здесь вообще прям ходит. Прям ходит. Вот по 9,8 относительно она здесь двигается классно. Вообще прям вместительная. Вообще пушка лодочка. Вот, ребята, у нас 20 литров. Ну, вот окунь, ребята. Просто конский. Отборный окунь. Мелко не брали вообще. Вообще классно. Вот такие. Горбачи. Ага. Сейчас по углам тоже. Хлеб я тоже в тамбуре оставил, там прохладно. Сейчас развесим тоже по углам. Ребят. Да, конечно, по углам сейчас сделаем. Все. Да, по стенке не надо, что там на столом, да и все, что нахуй здесь-то. Все нормально. Ну, вот видишь, в хате. Андрюх, давай отдыхай, я сейчас все сделаю. Вечер в хату. Этими я разожгу печку. Помыть ноги или что? Колеса ебанулось. Жесть. Я хочу ротнуть, блядь. Вот. Стол. Горит. Подмазик. Ничего. Нормально. Неважно. О, брат. Вот, я думаю, что такое чужого бурлит? Вот она, родная. Что, протожно на Геннадьевич? Ну давай, лишь бы не дымила. Труба-то открыта, нет? Да она постоянно открыта, вон здесь она стояли, дымогане. Ребят, что у нас тут? Потихоньку-то быт. Вот Быть. еще немножко. Опачки. Все. Геннадьевич свет замутил. Если хочешь быть здоров, пей ты молоко. Нет. Печурку, ребят, растопили. Все у нас. А я, пожалуй, вот это. Андрюха что-то у нас, что-то какой-то больной. Умрет, наверное, скоро, не знаю. Да не могу, я устал, блядь, дайте мне выспаться. Скажи, не дождетесь, да?
В общем, ребят, ну что, ну да, в целом, конечно, все это очень Я тяжело. вас самих на кладбище еще на вездеходе увезу, Да. ебаный в рот. Ругается, короче, ну ладно, понятно. Ладно. Так, что, Геннадьевич, что Молочко, по молочку, в первую очередь, по молочку. Вот такое молочко деревенское, пока не скисло, надо пользоваться моментом. Андрюха завтра хотел сделать блинчики. Да, Ну, будем. будем. Огонь? Отлично. Пока да, но через 2 часа будет кислое. Значит, пьем. Надо пить, надо успеть. Значит, пьем с печеньками, да. Доброе утро, ребята. Красота. Ребят, деревня, река Печора. Смотрите, я спал. И получается окно вот сразу возле дивана. И с утра просто открыл глаза и смотрю, ребят, речка. Такая старая деревенька. Вчера темно уже было. В общем, здесь у нас стан будет. Здесь вся будет недельная рыбалка, здесь будет основной лагерь. Не знаю. Будем подниматься вверх, вниз. Что-то где-то здесь. Рыбалка на фидер будет у меня. Пару раз, наверное. Посмотрим, как здесь дела. Ну, найду место какое-нибудь интересное. Пока спиннинговать будем. В общем, попробуем тоже. А так, в целом, вчера приехали, ребят. Перекусили, все без задних с ног повырубались. Устали с дороги. Ни хрена, ничего мы не успели. Ну и в целом, как бы, молочка напились и спать легли. Сегодня в 7 утра, ребят, проснулись. Дел много, завтрак. Собираться, сборы. Ну и рыбалка сегодня. Целый день отдадим рыбалочки. А так, кушаем. Балдеем. Завтрак, ребят, будет яйца жареные с колбаской. Доски пока разделочные не нашел здесь. Кофеек поставить надо. Что-то где-то братцы гуляют. У меня уже тут все готово. Кофейку. Так, на скоряк быстренько колбаски, ребят. Продукты набрали, надо вот такие вещи сразу в первую очередь. Масло. А потом уже крупы пойдут. Там остальное. Рыба. Можно будет готовить. А самое такое 2-3 дня, которые хранение без холодильника действует. Вот пришел до водок умыться. Смотрю, тут, ребят, вода прибывает. Ё-моё, вообще жестко прибывает. Вчера вот тут нос только стоял, получается, на берегу. В воде он весь.
Ну все, брат, покушали, позавтракали. Вчерашний лов надо обработать. Ночь холодная была, ничего с рыбой не стало. Сейчас чистим, солим и на рыбалку. А туда сейчас не промыть у тебя. Ну да, ее надо мыть. Жиру сколько. Жирный окунь, но еще по красоте. Да хоть до жопы, я тебе говорю, 2 секунды я там. Потом, блядь, если у тебя двойники стоят, блядь, когда ты его выдерешь. Не, ну двойники может быть. Мне в основном на жаре как-то двойники стоят. Ну, что двойников возможно. Но одинарный крючок. Одинарный, да, я... Точно разбавленный, да? Да, да. Он желтый просто, масло желтое. Я всегда топливом заправлял. Так, ребят, ну что, 9 утра, поздновато, конечно, но немножко дали себе поспать. Прибрались, все продукты разложили по местам, прибрали в лодках, все порядок. Лишние вещи наконец-то стаскали, чтобы уже так не ходить с такими загруженными лодками, чтобы скорость получше была, да чё. Ну что, в принципе, у нас все готово, бензин заправлен, лодки в порядке, в лодках. Все шикарно. Все, пойдем на рыбалочку, ребят. Вчера шли местами самосплавов, туда-сюда, ну так, обкидывались. Вода вот Гена говорит большая. С одной стороны, говорит, вообще, может, даже рыбалки и не будет. Ну, вчера чуть-чуть поймали, так что попробуем. Попробуем, ребят. Все, отходим, хлопцы. Погнали. Сегодня уже рыбалка у нас. Поехали, Андрей! Ну, Геннадьевич, понял. Яркую. Первый заброс, да? Да, и покрупнее, и покрупнее. Да, вертушку крупную поставил. Вот, попробовал, думаю, если Красный. зеленая берет, красную тоже должен работать. Хапнул. Чё, туда же, да, Геннадьевич? Пока да. Ага, понял. Ну да, здесь вчера прям вообще классно было. Щукарь маленький. Вчера они тут тоже хватали. Геннадьевич, туда сколько раз кидал, понял? Нифига, не активный, но... А есть рыба, есть, ребята. На 10-й раз, да. На Его не может здесь быть, я говорю. Здесь кидали сеточку короткую, да? Пол ведра рыбы за раз, просто 35-ку, блин. Да, а я туда кидал раз 10, считай, нифига. И в любое время года здесь она как бы держится, не знаю почему, даже вот летом вода падает, здесь вообще мелко, да, а здесь получается небольшое углубление, тут травка такая, и она здесь стоит и держится. Тут закрывает полностью, получается курюшка. Сейчас просто одному. Что-то Геннадьевич сегодня раздает, понял, с утра. А я знаю почему. Выпил потому. Потому что рыбацкого напитка немножко выпил. Калачик. Я же говорю, на сухую рыба не идет. Да-да-да, это точно. Опа, понял, Геннадьевич, смотри. Ты же тоже немножко выпил. Но я тоже немножко хапанул. Тебе тоже. Только хотели ответить, да? Ага. Что-то раздразнили. Начал немножко активничать. Был ударчик. Был, да? Под траву, да, что-то было такое. Гондоны, смотри, вот что делают, блин. Выпили пиво, блин, и выкинули бутылку. Да, в натуре. Ну, ребят, какие-то лодки стоят. Бутылки плывут от них.
Сейчас, Гена, подплывем. Туристы, по-любому. Местные. У местных резинок, местные на резинках не рыбачат. Угу. Хорошенький, да? Ну что тогда бодается, башкой мотает. А, калачик. Облеснул, да? Блеснул. Опять вертушечку поставил и нормально. Щучка, что ли? Та, наверное, мелкая травянка, которая была возле берега. А нет, хорошая. На абордаж ее не взять, короче. Опа. Так кто ее поймал? Ты или я? Ты вместе, Геннадий. Успокойся. Короче, ребят, подобрали ключик, резиночка, удочка простая. Даже без микроджига, просто на крючок резину зацепил. Да. И сейчас пока Геннадий уже 3 штук уже достал. Даже без аттрактанта. Просто на резину хапает и все. О, смотрите, ребят, что делают. Опа. Сейчас я тоже отводной сделаю. Попробуем на отводной. О. Подсечь не могу что-то. Клюет и клюет. У меня где-то еще пакет со снастями был. Вот этот нет. Ты что он такой? Ух ты! Хрен давит, блин. Вот так, ребята, будем сейчас ловить. Так, Геннадий, вон, смотри, быстро смастерил. Вот так. Пистолетский, да? Да. Нет, этот со шнура прям. Ага. Шнур тоненький. Вот сейчас вот такую, ребят, резиночку маленькую цепляем. Чебурашка 10 грамм. Ну и вот так петелька. Погнали. Будем пробовать. Течение, наверное, слабоватое. Видишь, дальность заброса просто будет большая. В чем прикол? Вообще красивый. Я тоже цепанул, кстати. Тоже поклевка, да? Да, вот такой маленький. Отлично. Нашли ключик. Да, ключик нашли. Есть поклевка. Забагрил? Забагрил, понял. Как-то... О, Геннадьевич. Поменьше немного сегодня. Ну Да. такие середнячки. Нашли чуть-чуть, но... Сейчас попробуем постоять здесь. О, поклевка. Да. Бук. О, еще одна. Бодает. Опа, еще одна поклевка. Отводной. Да, на отводной. Бьет по резине. Подняла что-то как-то даже. Сейчас запутала тут у меня. Тут отошли. Сейчас мы оттуда их притащим опять. Только тут еще. Есть. Вот тут уже пациент наш. Хороший, да? Да. О, ну блин, это не... Ага. Это уже наш красавчик. Ну что, ёкаешь? Оп. О, смотри, сразу. Ну, это... Ты что, такую? Есть поклевка? Есть, да? На вертушечку. Красивый. Красавец.
Жадно хватает. Весь тройник. Ну, кидались окуни. Да ты че? Я вытаскиваю, а 3 штуки сразу, один за одним. Вот. Прямо я только закинул сюда, вот переехали. Последовала поклевка, вот еще сразу поклевка. На резинку, вон, сразу поклевка идет. Вот, смотрите, какие кабанчики. Блеснул так себе, не хотят. Да, блеснул вот именно что. Мистер, вон, смотри, тут их куча, вон, видел, да? Опять за твоим сейчас кинулись они, накинулись. Вот так, ребята, ловим. Красота, да? Вообще огонь. Просто резинка, ребят. Крючок. Ну, в данном случае у меня мормышка. Сейчас зимнюю удочку не взял. Короткую, сейчас мы... Я говорю, хорошо переехали. Удачно. Он поперл у меня тоже. Удачно так переехали. Сейчас бы зимние удочки на балансире прямо отсюда, вот так, из-под лодки. Но удочка 6-метровая. Немножко неудобно так. Рядом с лодкой ловить. Наверное, да? И наживку никакой не надо, понял? Да, ни мальков, ничего, просто обыкновенный крючок и резина. Мимо. Специально выкинул? Нет, по ящику попал. А, в ящик попал, от ящика дефицитил. Да, видишь, неудобно немножко. О, поперло. Что творится, да? Это специально выкинул. Да, этот мелкий. Вот это да, хороший. Вообще прикольно. Новый вид ловли. Получается. Ловил, в принципе, только у меня не пустой крючок, а как бы маленькая блесенка, и туда цеплял этот вот. Вообще огонь. Андрюха куда-то уехал, да? Андрюха что-то там где-то бодается, но Мутит. мутит воду. Ну, что значит, правильно подобранный рыбацкий напиток, да? Это точно. Кстати, надо этот. У тебя там тачишь уже, Геннадьевич. Кстати, надо по рюмочке, как ты думаешь? Легко. Что-нибудь закинуть в рот, но да, выпить. Я только за. О, ну как, да, красота, блин. Там у тебя тоже, кстати, это нормальный ботинок. Даже как-то скучно уже стало, да? Как-то даже неинтересно, слышишь? Одного за одним, как будто это все. С утра искали, да, еще так, ну, рыбалка как рыбалка. Поисковая, ищем, подбираем. Нашли. Тут нашли и все. Он ее только так херачит. Вот это вот называется печорская рыбалка, ребята. За вот этими ощущениями-то, в принципе, сюда ехал. Не то, что там рыба. Рыба она. Так, вон, хороший, видишь, что он, это так себе. Вот на длинную удочку вообще даже окунь 200 грамм, это такие, Да. удочку догибает полностью. И вот действительно вот этой заводюки, да, получается, смотри, таскают хоть вот тогда с Григорьевичем, да, вытащили мы 60 литров, там вторая лодка, там тоже там литров 40-50, да, 400 килограмм рыбы. А она все есть. Она все есть. Идет, она кончается. Когда конец августа был, я не помню, или сентябрь уже был, уже охота открыта была, да. Середина сентября, что-то ближе к концу сентября, потому что черный утро. Тогда еще удачнее и чернушка был, там, не помню, 2 или 3 уточки. 3, наверное. Все нормально. Самое главное, взяли тару, поехали на 5 дней. Первый день поймали 11 корюзов. На прикате на мушку. 11 штук, это больше, почти ведро стало. Вот так вот ведро не наполнил. Все такие хорошие. Да, у вас здесь можно ловить. Рыба-то, наверное, у вас и мерится ведрами да бочками. А у нас килограммы.
Взяли, поехали где-то дней на 5. За полдня накидали вот эту всю тару, что была, вот 60 литров, все ведра была, 60 ведра. И все. Куда потом? Домой? Почистили, да домой? Все, да. А, даже половину не чистили, наверное, так из дома можно чистить. Потому что это чистить, это еще полдня уйдет. Быстрее ловишь, чем чистишь. Ну да, согласен. Ну, вон он, Геннадьевич, там показывает себя. Вот он, ребята. Печорский. Самый крупный, он сколько Гена ловил? О, Самый грамм на 800. прям 800, да. Мне по окуню кило 100. Жирные, ребята, вообще капец. Жирные вообще они. Но кило 100 я 8 лет поймал я этого окуня, на, как говорится, на озере. И вот с 8 лет я никак не могу побить этот рекорд, Ага. кило 100. Близко подходил, там 800 грамм, 900, вот такие, 700, полкилошки были. Один у меня ВКонтакте тоже здоровый как черт окунь. На весу взял, я сфоткал его тогда 950 был. Близко к той, как говорится, планке, то что 8 лет. Я пацаном еще на малька поймал вот такого малька, просто обыкновенный крючок. И на озере еще. Я хлопнул, еще не могу теперь этот рекорд никак еще перебить. Красивый парень. Блин, красивый, конечно. Жирный, ребята. Вообще жирный окунь. Он вкусный, его пожарить или уху сварить. Копчёшка, да, с него прекрасно будет. Уху сегодня, да, можно замутить. А мы копни котелок, наверное, ничего не взяли, да? С тобой не взяли, наверное, ни котелка, ничего, да? Ты если доставал с носу, то значит ничего нету. Долго. Ух, охренеть, слышь. Вот это пойдет кончик. Да, Еле держишь. красивый. Еле держался. Хотели так показать зрителям, что не упустили кабана. Гуляй, Вася. Не Вася, это Федя. Феодосий, блин. Как мы хорюзов называли, как только бедно. Мелкие васьки. Крупного поймали, как назвать? Феодосия. И пошло-поехало. Феодосия, блин, просто так, с дурью вот шляпку, блин. Это тоже, конечно, блин, зимой на лесной речке это красота, а не рыбалка. Когда вот попадаешь на крупного, с лунки тащишь, он упирается, блин. В лунку не лезет, и леска звенит. Вот, опять Опять кабан взял. ушел. Шел. Такой же по весу был. Ну, видно, да. Так, ребят, ну что, отрыбалили? Отлично. Попали на жор, вообще шикарно. Час рыбалки просто. Полная лодка рыбы. Едем чистить рыбу, обедать. Вот она, Геннадьевич, жила. Золото России. Золото севера. Сейчас. Да ладно. Ты когда приехал? Я уже отъехал и снова приехал. Так, 4, Геннадьевич. А что, будем считать? Давай посчитаем. Да, 4, 7, 10, 13. С другой стороны достану. Мы с Геннадьевичем 100 окуней ровно у нас, причем щукарь один, там одна маленькая. А, стоп! 102! 102. Андрюха у нас по язям сегодня ударил. Вот такие красавцы. 102. Давай. 102 окуня, ребята. А я главное это. Сейчас все будем это обрабатывать. Андрюха по язям дал. Попал там на язя. И черпаю. Черпаю. Почистил уже. Смотрю, лежунок дохлый, а окунек плавает. За удачный синокос. За рыбалку это уже как-то тост такой обыденный такой. Давай за погоду. За погоду, за нашу рыбалку. Да. Вот, это. Так, на севере, ребята. Вот представляете, да, Андрюха ходил бледный на видинге, а теперь вот приехал сюда и загорел за один раз. Спрашиваю за загар. На севере загораем. Так же можно загорать. Без проблем. То же самое. Ну, такие нам турции не надо. Вот, держи, вот они. Все лето тролль.
идет, да? Да, да. Водит это? Нет, это просто она такая цепная, кривая попалась. Все. Скоро будет вкусное. Что у нас сегодня на ужин? Я не На обед, ребят, у нас будет сегодня по-простому. Андрюха привез котлеты с картофелем. Ты веришь, Геннадьевич, этому продукту? Да, я ел. Согрей, говорит, в микроволновке будет готово. Не знаю. Сейчас попробуем. Микроволновки, что главное, верхнюю крышку. Так, а мы сковородку уже взяли хоть, нет? Не, мы прям в банке согреем. Зачем нам? А, и мы забыли на печке, да? А мы так же прям согреем. В банке может подгореть, конечно. Я всегда с собой беру Мешать видеокамеру. надо. Не, Полностью надо открывать. просто чуть-чуть приоткрывать. Андрей, рыбу Раз. кинешь, пожалуйста. Вот это. Так, сюда. Да, за лодку сюда. Два. положи, да, нагревает-то просто. Макароны такие брал по-плоски. Есть Три. возможность. Сухие, воду добавлять надо. А вот плов с курицей, да. Вот так, ребятки. Забьем и ведром. Греем. Ну ничего, есть еще пока. Вода теплая, по сравнению даже с вчерашним днем она нагрелась. Да, да, да. 2 дня. Да, рыба хлоп-хлоп-хлоп перестала клевать. Она не кончилась, она есть, она просто перестала клевать. На хариусу-то сверху мушка. Это жарко, короче, блядь. Да. Она Это чувствуется потом- она. Ну, все равно добавляешь много рыбы, все равно. Я укладываю так, чтобы там уже добавлять нечего. Поздно дойди. Руками прижать и все. Давайте, братцы. Как говорится, чем Бог. А я вам расскажу историю, мужики. Главное, Сосновгорск, Ухта. Ready to connect. Ну, Геннадьевич поломает, мне кажется. Куда ты рукой-то упираешься? Можно упираться, в принципе. Нельзя Давайте, упираться. давайте за голову. Так, ребята, в курсе, да, то, что когда начинают мужики бороться на рыбалке или на охоте, это, Here's successful. это может сказать, что 1 литр уже ушел. Не свисы. Давай, давай, бодайся. Че ты, блин, сразу сдаешься, Геннадьевич? Да нет, он запрещенный прием применил. Он сверху меня обхватил, на залом пошел к кисню. Я знаю эту фишку. Мне пацаны все прикалывали. Пацан худей меня валит, короче. Давай Я еще говорю, раз. как ты валишь? Давай еще. А вот, говорит, перехватываешь Давай когда, правой. и вот здесь вот заламываешь. Геннадьевич, давай правый. Андрюх, Ну сейчас, давай правый. давай правый. Правый-то я слабенький, я же левша. Если кто не в курсе. Андрей хоть коми левша. Оп. Ну, все по правилам, все нормально. Давайте, работайте. Терпи, что ты сразу сдаешься-то? Я не сдаюсь. Терпи. Все. Все сломал, да? Не, Ну что ты, Андрюха, можно было блядь. побороться. Но я не хочу, чтобы у меня потом клешни 3 дня рыбалки и было на смарку, понимаешь? А семгу-то доставать еще надо, Ну, правильно. семгу-то мне все хватит. У нас многие приводили в школу. Ну что, родные, уже вечер. У нас что-то немножко затянулось все это дело. Ну, сами должны понимать. Рыбацкий напиток, ребята, это сила. Реально. Такой напиток Геннадьевич делает вообще по красоте. Его пьешь просто и душа просто раскрывается, ребят. Мы сейчас стоим на косе пляжной. Вот такая она вся шарпанная, ну, закинутая. Большая вода здесь, ребят, получается. В общем, какие планы у нас? Что у нас? Геннадий сейчас пойдет, ну, на деревню. В районе 30 километров пойдет. Выгрузит рыбу. Получается, у нас получилось в районе 30 литров. Ну, 3 ведерка получается. Ну, окунь есть. Немножко щуки. И, в общем, и все. Ну, уже все очищено, уже засолено, уже все. Поставят в ледник. Ледничок есть. Вот. Возьмет кое-какие вещи. Ну и в целом отвезет рыбу,
Там надо кое-какие дела сделать. Короче, ну, с тем расчетом туда и едет, потому что дела. Так бы, конечно, эта рыба уже засоленная лежала. Все, у него лодка пустая уже, приготовленная. А мы сейчас с Андрюхой пойдем вниз, порыбачим еще вечерку. Ну и потом ужин. Денек прилетает на рыбалке вообще незаметно. А так круто, ребята. Ну, вы не знаю, вам находиться, ребята, тут надо просто. Смотрите, какая река. Печора, матушка, она богата рыбой. Богата рыбой. Хоть и вода на подъем, все равно добываем. Да, охота харюза. Охота харюза. Окунь, щука, ясь, известен она и мне на своей реке. Вот здесь есть харюз, ребята, здесь есть другая рыбка. Ну да, не получилось, не попали. Но опять же. Ладно, что в общем. Еще фидер, ребята, будет у меня. Походу будет вообще весело. А так с Андрюхой сейчас пойдем, откидаемся. Там, где надо будет. Ну, что-то половим. Пока будем ждать Гену. Все, на связи. Если что, будете раньше меня в деревне, ключи в этом, не сверху, а снизу под тряпками, в прихожей, веранде под тряпками. Ну, Это на всякий случай, если будете... вдруг не вернется. Погнали. На Печоре не посидеть-то. А? Захарик, где эти 8? Или ясь, или щука. Смотри, туда пошел в траву. А, щучка. Андрюх. Не, мелкая. Так, груди достал. Держи на весу. Да, на весу держи. Берем, нормально, почти кило. Ах ты, да тихо. Молодые они такие здесь. О, молодые, сочные. Бери, нормально. То, что, друзья, мне нравится рыбачить с профессионалами. Даже без разговора. Я сачок сунул, дрюню завел. И приятно рыбачить, да, Андрюха? Даже без разговора. Еще приятно, Андрюха, когда она клюет, понимаешь. Ну, щука не берет, ребят. Не, щук не берет, да, кстати. Я сегодня троллингом прошел. Так, ребят. Щукарь, слышь, Андрюх. Маленький. Так, Андрюшка вещи делает. Так достану, Андрюх. Хариус. Ясь. Ясь. О, изёчек. Ясь хороший. Не расслабляй, чтобы это не зацепился. Нифига, в шахту заглотил. О, первенький. Андрюшка молодец. Базарит. Разговаривает. Смотри, как все дружно, коллективно, да? Вечерний. Вечерний, да, клев пошел. Изишка есть. Ну, смотри какой. Да. Бодряк. Красавец. Вообще хорошенький, да? Красавец. Опачки. Андрюшкин. Так, Андрюшка на шоколаде. Есть окунек. Оп, видали? Вот такая хрень. Зелено-желтая, непонятная. Смотри, как глубоко взял. Да, жадно хватает, я тебе говорю, Андрюх. Да, прям жестко выковыривай. Они такие хватают, ну, прям глотают. Видал? Да, вообще. Прям съел, так съел. Ну что, друзья, смотрите, вот на этом фоне я сделал фотографию. Вот Дрюня сидит, и окунь, и он будет на весь кадр, и там Дрюня улыбается. Я сделаю фотку. Опа, смотри, есть. Да блин, смотрите, он что творит, а? Так что, нет? Не, так достанем. Смотрите, Дрюня что делает.
О, это вообще красава. Ну это слабо, смотри, вообще. Ну, покрупнее будет, что. В общем, ребят, пойдем на лагерь мы, походу. Геннадьевича будем ждать. Будет ночью. Поехал в деревню. Ну, отвез, все. Ну, мы с Андрюхой поедем ужин готовить. Ямка что-то не дала, да, побаловала так маленько. Есть капа, щучка, да, что-то пару окуней взяли, нормально. Вечерет, ребят, смотрите, печора какая спокойная вообще ночью, вечером. Красивая, вообще дышать даже, даже дышится как-то морским каким-то воздухом, что ли. Базару нет. Все, поедем, ребят, что, курицу готовить, там такой бройлер у нас замороженный валяется уже второй день. Надо Он его уже приготовить. растаял Он давно. уже растаял, надо его готовить. Все, полетели до деревни. Пока с Андрюхой что там, да, Андрюх, прибраться маломайской, да? Да, в лодке порядок сделать. Что поймали, сейчас пошкерим, посолим и будем готовить курицу. Всем привет, друзья. Погнали. Веселейся, ребята, да? Вот и второй день. Ну, первый день, в принципе, сегодняшний. Да, сегодня классно почти по окуню попадались. Геннадьевича до сих пор нету на реке. Ну, в целом, будем идти домой, готовить ужин горячий. Вот, ребят, еще один вечерок на Печоре. Еще один вечерочек. Все, прибрали с Андрюхой. Сейчас рыбку, которую поймали. Ну, там немного, конечно, но все равно килограмма 2 поймали. Окунек. Так, заезжали там на завой, там такая лужа, ребят, там такие окуни, бам-бам-бам. Но окунь здесь, да, здесь окунь в порядке вообще. Сейчас хапнул иска, щучку. Не знаю, ну в целом, завтра, наверное, сделаю рыбалку по фидеру. Ну а так пока что, деревня. Старенькая деревня. Нас ждет, встречает. Геннадьевич должен приходить уже. По темну, наверное, будет спускаться. Здравствуй, деревенька, ты моя. Ага. Так, ребят, ну что, печурку протопим по-любому. Также, опять же, 2-3, как вчера сделали. Две-три штучки и все, типов хватит. Пока еще лето, походу. Да. О, хорошо. Фу. Ну что, в общем, освещение дали в хате, ребята. Здесь, кстати, иконочка есть рыболовная. Сейчас покажу немножко. Только никому не говорите, что я показал. Вот она, ребята. Видите? Она спрятана. Вот так в целом что у нас и все. Тепло, светло. Печурка распорядилась. Убил дикий мед твоих губ, а на том берегу, было все, что забыть никогда не смогу. Фига ты вернулся, слышишь? Не, ты не поверишь, мы минут за 20 за тебя зашли. Как ты? Ну, бля, это хорошо, что еще пацаны меня отдали, блядь. Так же, ну. Позрастел. Добрый вечер, хлопцы. Друзья, всем привет. Ну что, вечер в хату, как говорил мой отец. Ну, в целом, ребята, такая у нас сегодня Обстановочка. обстановочка. Обстановка по кайфу, я хочу сказать. У нас ужин так и не доготовился, на скоряк замутили картошечку, ну потому что кушать охота. Грибов нет белых. Да, а так в целом, ребята, вот она парится. Курица. Жарится, парится. Геннадий еще дают даже должное. Копчуха. Вон, навез рыбы, ребята.
вообще хрен знает, завтра клевать походу не будет. Геннадьевича такого нет, кстати, он говорит, что рыба есть, мы ее едим, Рыба к рыбе. она клюет. Да, кстати, ребят, ссылочка как обычно. Ну, Геннадьевич показывает на своем канале, когда он ест котлеты зимой, земной рыбный и ловит вот таких налимов. Это есть такое, ребята. Рыба к рыбе, по-любому. У Геннадьевича такого не прокатывает, так что вот это все опровергнуто 100%. У Геннадьевича все так есть. Что хочу сказать. В целом, Маломейске мы немножко, опять же, немножко разгрузились, разбавились, разбаловались, опять же. Такие баловники, ну как быть. Печурку Ну, как без протопили, этого? что? Печурку протопили, все тепленько у нас, все здорово, что в целом. Домашняя, Да, уютная взрослый обстановка. мужика, ребят, зря. Ну, вообще классно. Покушать, закусить, выпить. Геннадий сейчас только напитка, так что ну, будем балдеть еще на недельку, вторую, 2-3. Не, стоп, пока не выключайся. Огромное спасибо Андрею, автору канала, потому что все уже камеры выключили. Андрей выключил, я уже все выключили. А вот Андрей сделал вот включение именно на том моменте, что показать, что не просто все шелковое и пушистое, что на самом деле мы показываем то, что как есть на самом деле. То есть мы отдыхаем душой и телом. Мы отдыхаем по-мужицки, по-простому, с рыбацким. Вот перепелка. Ну, закончилась. Достанем второй. Закончилось. Достанем третий. Да и бог с ним. Это все не на камеру. Это никто не увидит. Андрюха молодец. Сделал включение. И огромное за это ему спасибо. Огромный всем вам привет каналу Андрея. От канала моего. И от нас вообще всех. И то, что мы нормально, мужики, отдыхаем. Как умеем, как можем. И Геннадьевич, Как вообще, положено, самое главное. как нужно. Да. Геннадьевич, вообще Да, огромное как спасибо. нужно. Слушай, без тебя здесь не было бы ничего вообще. Все нормально, да. Мы живем не то, чтобы сказать одним днем, но мы живем так, что мы уже живем. То есть нам не обидно уже, что какие-то дни, там, годы прожиты бесцельно. Мы прожили Да. это. Мы уже, когда будем мы взрослыми, когда-нибудь постареем, да, бы скоро, блин, Андрюха, мы же прожили вот эти моменты. Вот. Да. Это было. Конечно, конечно. Это было. Вот эти Это- моменты были, вот, это было круто. Это уже хорошо. Моменты эти вообще Геннадьевич, отдельная Геннадьевич, ты история. вообще, вот, ты вот на самом деле можешь. Издавна мужчина был заготовщиком Да это все и промысловиком. Вот. Просто вот общение. Мы Представляете? выехали в тайгу, мы заготавливаем рыбу, Это мы всё- рыбачим, это всё нормально. мы отдыхаем в тайге. Для нас Благодаря Ютубу. да, Я даже не узнал, Ютубу, Кто просто... такой Андрей Новиков? Благодаря Ютубу я узнал тебя. Да. Кто-то где-то раньше, кто-то где-то позже. Несмотря на количество голосов, несмотря на количество подписчиков, я уже знаю вас заранее, да, получается? Мы встречаемся здесь, и что? И что? Получается так, что мы знаем друг друга давным-давно. Да, да. Самое главное. А дальше что? А дальше А общение. дальше мы смотрим общение, да, и все. И как оно что и будет, это видно будет дальше. Огромное спасибо Ютубу, что предоставило возможность встретиться с людьми. Я говорю, не Ютубу, я бы в жизни вас не знал. Честное Да. слово. Андрюха, я бы тебя не знал. Фигня. Огромное Фигня. спасибо Ютубу, вот это. Ютуб, спасибо. Спасибо, что встретил автора канала. Вот этот молодой, тоже автор канала, ну хоть старый, но хоть молодой, но тоже, Начинающий. ну, начинающий тоже. Главное, люди хорошие. Главное, что Вот. общение, да. Геннадьевич, ну как по-взрослому, как надо сказать, что было все? Сависбур. Вот. Что было. Будьте здоровы, Живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты. Еще через 3 дня где-то. Да. Нет, 3 дня время. самое главное. Доброе утро, ребята. В 7 утра проснулись мы в старинном доме.
Блин, вчера ребята погудели, мы вот так прям. Относительно так и говорю, потому что, ну а что скрывать, все как есть. Мы все взрослые люди, никакого детского сада, все четко. Геннадьевича дождались, приехал на деревню, спарили кушать. Картошка жареная, так и доварили суп, который сейчас будем пробовать. Выпили рыбацкого напитка. Ребята, ну это напиток вот просто реально, это просто пушка. Вот из-за него говорю, вот тут он встал, не знаю, относительно я просто еще, можно сказать, немножко под хмельном, но у меня ничего не болит, ни голова, ребят, ничего не трясется. Бывает, знаете, там то, что там от магазинских каких-то напитков кому-то как-то не важно, но относительно, говорю, здесь прям все по красоте. Ладно, что, маломайски убираемся, завтракаем. Схожу сейчас на речку, помоюсь, сполоснусь прямо, ну, потому что 2 дня уже, 3 плюс дорога и рыбалка. Каждое утро, ребята, проход по деревне, выход на речку, умыться. Взял футболочку чистенькую, залезу в речку и полоснусь. Вода, правда, холодная, но ничего. Побалдею. Ребята, как заново родился. Футболочку поменял. Чистенькую. Печора. Холодно, ребят. Солнца сегодня такого нет. Какая-то дымка стоит, ветер холодный. Вода прет. Какие планы, ребят? Немножко расскажу, пока поднимаюсь к дому. Сейчас будем брать низовье. Поучаствовать относительно, если мы вчера еще здесь рыбачили, Геннадьевичем как встали, ну вы все видели, все серии, ребят, в описании, кто не смотрел. А так, в целом, ребят, сегодня идем на низовье, там ищем место под спиннинг, под рыбалку. Я ищу место под фидер, ребята. Все это найдем, ну в любом случае найдем. Геннадий говорит, есть яма там одна, туда, говорит, сядешь. А вечером, ребят, туда идем на шашлыки и рыбалка на фидер. Чисто здесь хочу, ребят, попробовать. Да что пробовать, здесь будет все работать. Только место надо найти. Прикормка есть опарыш, есть кукуруза. В общем, сегодня будем рыбачить на фидер. Ну а пока до обеда спиннинг. Все же по спиннингу. Ну и как-то так. Ладно, завтракать. Курочка, ребятки. Мясо, слышишь? Мясо прям вообще достойно. Ребята, пришли к нам гости местные. 3 штуки, да, Геннадьевич, тут всего лишь? Корова, бык и ихний ребенок. Вот, услышала, смотри. Ага. Смотрит на нас. Да, ветерок сегодня, конечно. Знаешь, как курица. Как курица, да? Пресновато, да. Не, посолил, нормально. Немного пресновато. Так, какие планы сегодня, Геннадьевич, рассказывай. Как гид у нас План? все-таки. У нас планы одни. Жить. Да, жить, чтобы рыбачить. Верно, все. Без комментариев. Ладно, кофе, чай, май. Ну и в бой. Что, время уже 9. Надо Это уезжать. и есть наша жизнь. Так точно. Точно так. Полетели. Все, отходим, братцы. Второй день рыбалки. Погода сегодня неважная. Ветерок. На Печоре есть ветерок, ребята. Тут он ветерок. Геннадьевич оделся. Я что-то не знаю. Ну тут... Да. Ладно. Есть рыбацкий напиток, Геннадьевич. Боевое настроение. Я вчера ночью в шортах приехал. И лишь бы клев клювал, слышишь, чтоб я не замерзал. А так нормально.
надо рыбачить. Первый окунь второго дня. Да, Второго. открылись, распечатали, Да, можно Геннадьевич. сказать, второго, да. Блин, хапнул, понял, капитально прям. Там в глубине, да? Да, с глубины достал. бурунами. Под бурунами хапнул, ну. Ох, заглотил. Четко, да, проглотил? До желудка. Вообще аж в шахту, ну. Что такое? Яйца. О, на резину, понял, Геннадьевич. Резинку, да, взял. Лягушку двухногую. Ага. Такая вот резина. Две ножки, считай, хапнул. Вот, да? Сработало. Сработало. Что-то тяжело пошло, блин. Вот, ребят, я нашел себе местечко. Сейчас промерим глубину с Геной. О, уже поглубже. Все понятно. Короче, здесь это в этом районе, Геннадьевич. Ветер сегодня, ребят, конечно, не дает. Вон, тоже есть. Они вот оттуда прям идут. Да, они вот стоят под бровочкой, но походу вообще нескончаемое там их количество. Размер, да, маленький, ну не крупный, по сути. Так. Опа, есть. Каждый заброс, ребятки. Но размер не тот. Не крупный кушок. Вертушка белая. Ловчу просрал. О, Геннадьевич тоже затрясся. О, это уже красивый. На печати тоже как бы надо понять, где она стоит. Ладно. Поставим другую ему тушечку. Эту зелененькую поставим. О, Геннадьевич. Все крупнее и крупнее. Красавчик. Я здесь лётинка обычно, поменял просто вот это. А, это как... Тройничок поставил каплей. Ну, это от этого балансира. Балансир, это каплю поставил. Так. А если выше? Это будут, наверное, по-любому. Ага, зеленый не хочет. Так, ребят, старый поплавочек вчерашний, который отработал на ура вчера вообще. По красоте. Есть. После туалета руки мыл? Ну какие, ребят, красавцы. Мормышка и вот эти твистерочек. Я удочку уже у Геныча обрезал, чтобы дальние забросы забрасывать вот так. Потому что у него шестерочка, неудобно. А так в целом. Но сегодня ветер, сегодня не дает рыбалку. Вечера она такая есть капризная. Если ветерок, то все. Здесь ветерок уже все. Волна большая. Работает штука такая. Да. О, Андрюха тоже такую сделал с настущечкой. Ну, тут, ребят, каменная гряда такая, коса, и вот под нее
Стоит он, штук десяток выдернули. Так, немножко подыгрываю. Пультиком вообще игрушка, даже рука не устает. Красота. Повеселее. Плаваем, да? Ищем. Ну, место, говорю, да, такое вообще суперское, прям. Ну, да, издалека выдернул. Там они, короче, на быстрине стоят, понял, Геннадьевич? Там они далековато. Че, щука? Ясь и 5 окуней. Ясь, да, даже есть. Так, ребят, ну что, на реке вообще ветрище. Проточка тут небольшая. Попробуем сейчас на проточке здесь побаловаться. Тут. Ладно. Вот такая маленькая лужа. Ясь стоит, щука, окунь. Вся рыба. Попробуем что. Окунечек. Окунечек, окунечек. Хватает, а жадно, ребят. Но сегодня, да, сегодня не то. Сегодня, наверное, отдыхать надо будет. А вечером уже фидером попробовать. Может, что получится. Вечером может. Так, а так на реке сейчас делать нечего. Волны. Угу. Глубоко надо, джиг, значит, ну, все верно. С-под поверхности не достаешь все равно, бортушка не так заглубляется. Есть. Снова, Андрюх. Что ты будешь делать? 2 раза, слышь, Геннадьевич, было поклевка. А я на джиг этот перешел. Так, Андрюшка у нас что-то поймал. Окунидзе. О, горбачок. Окунидзе или... Смотри, Геннадьевич. Глубоко берет, хорошо. Да не, вон, смотри, резина-то какая, дюйм. Для бродяги-то великоват будет, но жрет. Ну как, Дрюня, впечатление о рыбалке? Отличные. Ну, да, они все красивые, да, здесь? Прям шикарные кушки. Опа. Еле-еле берут. Вот когда окунь берет хорошо, он это заглот, а этот еле за губу. Да, я уже заметил. Тырк-тырк-тырк, еле-еле получается. Так, ребят, ну что, очередной переезд у нас. Вроде ищем, так, по 5-10 штук выдергиваем с места. Едем еще в одно место, где вчера были, попробуем. Сегодня, да, сегодня не то. Ветерок, другая погода и все. Так, в целом-то уже наловили, ведерко, я думаю. Ну, слабенько. По сравнению с вчерашним слабенько, да.
резинку. Да, я поменял, думаю. Солнца нету сегодня. Малек не гуляет, не бегает. Окунь, наверное, поглубже стоит все-таки. Какой, да? Красивый. Да, он есть. Он есть, но он не хочет есть. Он есть, но не хочет есть. Все верно. Резинка, как у него глазом сработала, наконец. Сейчас тоже поставлю маленькую. Подгоняю. Сразу. Ох ты, это, походу щука была. На резинку, да? Угу. Что-то, да, щука, походу. Ну, сразу понял удар. Только кинул. А резинка тут выручает, вот такая игрушка. Хрененно, блин. Вчера, считай, рыбалка вся на нее и была почти. Спешная. Вот такие были бы, да? Да, 9. Это первый, наверное. наверное, да. Ребят, ну что, берег наш. Сегодня вообще слабовато. Ну, немножко поднакидали. Так. Ходили, бродили, искали. Там штука, там 2. Вода падает, и сегодня вообще как-то непонятно. Ну, по сравнению с вчерашним днем просто вообще. Там супер клев, тут прям не клев. Ну, не пустые. В общем, рыбу чистим, прибираемся. И, как я и обещал, ребят, хочу попробовать фидерком посидеть. Побалдеем, костерочек сделаем. Короче, вот такие планы. Ну а пока чистим рыбу. Геннадьевич, чем порадуешь? 27 окуней, 1 щучка, 1 язь. Килограмм 5-6 может больше. Вчера точно полная была, да? Вчера, да, ну считай, 102 это днем. Но еще не вечер. Еще не вечер, правильно. Вот, ребят, сейчас все обрабатывать. Как обычно, солим. Ну, да, есть, конечно, экземпляры вот такие приятные прям. Вот, горбачи. Красивые. Вот такой макар. Мясо налево, да? Куртка потом жалко будет. Жалко, конечно. Продуктов еще много. Тушенка, шмашонка, колбасы там. Ну, тебе только 20% скидки на. Давай ты 20 на. Все равно, блядь, не это. Все, ребят, только рыбу почистили и все, хорош.
Только отъезжаем. Все, погнали. Вот, чайки тут, конечно, покрупнее будут, я бы сказал даже. Вот это те здоровые. Вообще здоровые. И ворона тоже туда. Что, ребята, добрый вечер. Вечерний выход у нас. На часика 2-3. Ну, я хочу попробовать на фидер, как здесь фидер на рыбалку по спиннингу. Все понятно. Ну, фидер теперь посмотрим. Все. Пошли местечко сегодня днем туда отправляемся. Взяли мясо. Будет ужин у нас там, костерок. Обалдеем. Все, погнали. Вот вот такой галечек, ребята. С Геной тут проходили. Метра 2-2,5 есть. Ну, в принципе, Андрюха говорит, заморачиваться с глубинами нет смысла. Я хочу езя половить, ребята. Здесь есть дрова зато. Палочка. Посмотрим, как дела здесь будут. Парни дрова собирают. Мясо у нас есть. Барбекюшка. Ужин сделаем. Ну, а я вечера хочу прям побалдеть. Не знаю, ребята, можете спиннинговать, говорю, от меня оставьте. Я просто знаю, ребят, что здесь помимо езя есть плотва или по-печорски сорога по грамм 300-400. Вот ее приятно тоже половить. Явно как бы и не за рыбой, чисто рыбалочка, ребят. Быстренько сейчас и беру монтажик и на кукурузку, на опарика будем делать вещи. Попробуем. Место, конечно, такое не особо, конечно, течение. Ну ладно, кормочки, ребятки, по прикормочке. 3 почушки я брал. Так, на всякий случай, лещ шоколад. Но здесь леща нету. Лещ жареные семечки. Лещ плотва черная. Вот ее, наверное, и замесим. Ведро, ребят, у нас с-под рыбы. Большое. Баночка туда кукурузки. Кормиться с нее, если что, буду, ну, насадку. Зато замешивать, как, ребят, удобно, да? Мне тоже многие советуют, Андрюх, возьми побольше ведро. Разбивать классно. Ребятки, костер сделали. Ну, все, что, глубины нет, ребят. Ну, кормушка, сотка сразу. Секунда, бам, дно. Мелко. Метра 1,5, может, чуть больше. Ну и грязь херачит. Грязи прям вообще валом. Не знаю, не то место, мне так кажется. Ну, попробую потом поближе покидать. Сейчас кинул очень далеко, клипсу не ставил, явно. Какая клипса. Ну, здесь такой рыбалкой не рыбачат. Шашлычок, машлычок, под коньячок. Вкусно очень. Тайга-то у нас совсем другая. Шишки видны даже, да? Да, вон ее шишки висят. Сейчас Геннадьевич покажет. Вот, ребята, кедрачи уже. Ну, это малыш, да. У нас такие тоже растут. Вот листвяночка. Здоровая. Ох, какая красивая. Листвяночки. Сейчас пойдем кедр посмотрим. Так, ради интереса.
стоит, да? Вон, да, ни хрена в натуре. Хрена он здоровый, блин. О. Я слышал где-то то, что Вот даже не обхватить, видишь? говорят, что надо 40 лет, 80 лет, чтобы он плодоносить начал. Пусть. Шишки-то были, а кедровки все почикали уже. Видишь? Кедровки уже все почикали. Пустые, да? Да, вообще могучий кедрач. Интересно. Ну вот и мяско. Мясочка. Чуть-чуть, да, можно было, да. Маловато. Я разрезал так, что-то смотрю, вроде как нормально. Надо было чуть-чуть. Минутки 2-3, да, можно было. Можно будет это еще. Смотри, сколько. Да, тогда передождем, да? Хорошая рада. Второй медведь, ребята, за рыбалку нашу. Далеко, метров 500. Он, наверное, к нам на шашлычки идет. Да. И что-то смотрим, уходит по зеленке черной. Геннадий, что за зумом, не знаю, видно вот у него. То точка, и то оно что-то это теряется. Света, видать, не хватает. И что, теряется. Вдоль берега пошел, да? Не, он как будто Он, даже он плавает, купается там. купается, но. Ну, они всегда вот так вот от мошки, мошка долбит, Щас, они щас, ночью вылезет, все... вылезет. Ого, на берег Всё, пошел, да. уходит. Выходит на берег. Тоже черный, да, вроде? Немножко бинокля не хватает. Чуть-чуть зума, да, побольше бы. Ага. Он идет, здоровый, Ага. блин. Все, искупался. У медведя на Рыбалка, бару. ребят, 3 камеры, 3 канала. Ну, за Андрюху я уже говорил, но Геннадьевича, наверное, многие знают. А так в целом, ребят, кто не подписан, просто предлагаю подписаться. Подписаться в любом случае, ребят, потому что Геннадьевич показывает крутую рыбалку в этих местах. Поддержите, ребят, чисто от меня, от души. Ладно, что, отходим. Поужинали. Медведя повидали. Пых. Удочки, ребята, удочки. Все, что, рыбалка у нас не получилась. Махом затянулось все. Пока мяско жарили, не успели. Ну, зато посмотрел за фидера, что здесь делать нечего с ним. Пока что. Ну что, идем в рыбацкий дом. Это не изба, это рыбацкий дом, прям у Геннадьевича. Что ни на есть, прям дом рыбацкий. Андрюха уже ушел туда. Ладно, сейчас разденемся, печечку протопим. Не знаю, посмотрим, как сейчас там атмосфера. И в целом будем отдыхать. Жалко, что ли, да? Хлеб. Собака будет счастлива. Сметана. Завтра что-то надо сделать, вот это, чтобы она не испортилась. Так, ребят, что, провизия у нас еще вообще море. В этом в лодке у нас еще 20-ка. 10, 30, 40, 50, 60, 70 литров бензина. Молоко. О, наверное, сделаю оладушки потом. Здесь у нас всякого разного: яйца, печенье, хлеб.
Малабас. Надо есть, да. Вот таких охотничьих настан. Сало, ребята. Макарошки. Все в норме. Жить только можно и жить. Тут еще тушенка, картошка. Все есть, ребята. Ребята, еще 10 часов. Все, отбой. Сегодня у нас так грустно, скромненько. Спокойно. Спокойно. По Чайковскому. По Чайковскому, нифига себе. С малинкой, ребят, понял. Все, мы Чай с малиновым вареньем. устали. Надо немножко реально отдохнуть. Вроде как будто сидишь в лодке, кидаешь, ну, блин, энергия забирает вообще махом. Целый день на ногах, считай, спина устает. Да, спина, вот такого все вот это, да. Плюс такой режим, как бы перекус, что-то такое, быстро там бам-бам, переезды. На воздухе. Еще клев такой был поганый сегодня. Да, скучно, да, что-то мы как-то переезжали. Ну, в общем, как бы все равно, что-то мы там выдернули, там ведерко-то получилось. Сейчас по чайной ложке. Короче, сегодня у нас спящий режим, завтра будет день. Туч, не тучи, ну вроде как все образумится. Посмотрели вроде как погоду. Что нам светит? Все хорошо. Все, отбиваемся, да, и завтра уже будем что-то думать. С утра что-нибудь приготовим. Ну, короче, посмотрим. Лишь бы дождя не было. Прогноз-то посмотрели, дождя нет вроде бы. Ну и так в целом, что, рыбацкий домик. Все нормально, комаров нету. Сплюнь сейчас будут. С Геннадьевичем на диване давим. Андрюха там у нас на кроватке один, короче. Ну так в целом, в тесноте, но не в обиде. В принципе, тут втроем вообще в самый раз классно вообще все. Все, Геннадьевич, еще отбиваемся, да? Да. Спать. Где-то там еще должно быть. Потому что этот порвано было. Повезли, порвались. Ну вот такой у нас санузел, я имею в виду по рыльно-мыльному. Сходил на речку, умылся. Отлично. Не знаю, ребят, как пишет. Вчера уронил на камне камеру, и у меня есть трещина на объективе. Я вот проверить не могу. Не дай бог будет затемнение или пятно. Тоже меня, ребят, извиняйте. Везде камни, галечник. Аккуратно надо, уронил и упала прям не те место. Не знаю, по приезду буду заказывать новую на этот. Надеюсь, что продают не саму камеру, а объектив. Ну, в общем, что, в деревне, ребята, свет есть, но здесь дизель работает по времени. Вторая половина дома рыбацкого с освещением. Живет там местный человек, но его тут частенько нету. Сегодня он приехал вроде. Иваныч хочет как-то от него провести свет. Ну, понятно, это не за бесплатно. Чтобы в рыбацком доме был свет, ребят.
получится, получится. Ну и в общем вообще красота, конечно. Потому что на такие дальние поездки без энергии вообще тяжело. Ну я имею в виду по зарядке телефонов, хотя они здесь не нужны камеры, фонариков. С освещением будет все получше. Ладно, посмотрим. Нет, это покупное, но оно 45 градусов, наверное, да? И нет таких? Боится, да? Ну что, let's go. Пробуем. Прокатимся сейчас. Съездим сразу на косу, на вчерашнюю. Сегодня погода более-менее. Солнышко проскальзывает, такая стоит дымка какая-то непонятная. Съездим, посмотрим. Сегодня 3-й день рыбалки. Рыбалки 3-й день, Да. а 4-й день. Да, А с да. выездами ты- Ну, с заездом, да. Вода падает. Может, это даже к лучше. Что, встречаемся на реке? Как обычно, проверочка. Там будем посмотреть. Видишь, воды, опа, ёшкин, у меня же вон там. А, да, со вчерашнего вечера у тебя. Беда у тебя там. Что, какая обида. Надо было на берегу это делать. Блин, надо подплыть, Геннадьевич. Да-да-да. Ты видел там, да? Стая. Вон, смотри, что там делает. Во, смотри, какой кабан. Не так, летите, да, нужно? Подплывай, Геннадьевич. Не докидывай уже. Сейчас хорек закинем. Нашли стайку, ребята. Сам себя обозначил. Сейчас и корёки нормально. Он прям здесь. Сейчас я попробую нашу проверенную. Течение, они это, как говорится, пресна легкая поднимает высоко по течению. Угу. Вот есть поклевка. Так вроде бы повеселее, чем вчера. Угу. Клюнул один. Попробуй чебурашку. Выдернул. Хапнул. Есть, да. Ушел, видишь, да? Ага. Вовремя я с очком-то. Главный сачок только завели и ушел. Ну видишь, показал себя, иди сюда, блин. Да-да-да, он в траве, там в траве. Хотел езде, получил езде. Хотел везде, Геннадьевич. Борец, он красивый, конечно. А? Сорвался, но я успел сачок вовремя, блин. В сачке сошел, считай. Красавец. Конячок, Геннадьевич. Башкой мотает, слышь, как настоящий, да. Ушел, что ли? Не, так достанем. Нормально, конек. Это что у меня? Во-во-во.
Нет, окунь. Окунь тоже. Я думаю, что у меня поплавок-то утонул? Смотри, как заглотил, а? Хапнул. Ну, да и хорошие коньки, но... Вот, ребят, лесная речка. Прозрачная полностью уже. Да. Чистейшая вода. Холодная, да, Геннадьевич? Конечно, холодная. Ох, нифига. Вот надо бутылки набрать, которые пустые есть. Да, крутая река, смотрите, ребят. Чистейшая просто. Насквозь. И холодная. Бирюзовая речка, по идее. Угу. Да, ну попробуй. Ни хрена она холодная. А? Холодная, говорю. Холодненько. Вот тут летом, ребят, рыбу Гена хранит. Ловит, когда плавает много. Вода ледяная, не на градуса 2 может. Как раз как холодильничек. Что, езда, что ли, хапнул? Нет, окунь хороший, смотри какой. Вот это конь. Прошло и полгода уже. Да, вообще. Еле-еле, смотри. Ага. Слабенько, да, слабенько. Опять вымучиваем, Геннадьевич. Что-то где-то взял с центра у тебя, даже непонятно. Блин. Под нос, походу, попал, бля. Ходим по таким, ребят, мелькам. Ну вот это, по идее, до этого все было берег. Все залило. Ходим тут, пробуем. Пару коня еще выдернули сейчас. Прям так в наглую Гена ходит. Вот этот завихрёк вчерашний. Да? Ну вот этот завихрок как раз есть, но все четко встали. Ох, ветер не дает даже забросить. А тут ветер, конечно, посерьезнее будет. Есть. Есть контакт, ребята. Не надо, смотри, какой кабанчик. Грамм 200, не меньше. Опять с этой бровки идет. Рыбку обработали, обед, решили подняться домой, покушать там. Ветер не клюет, слабенько, ребят. Решили сварить макарошек, вчерашний шашлык зажарим, все перемешаем и будет у нас шикарный обед.
лучок. Жаречку сделаем. Что-то все говорят, но нет такого. Ты что, столько расстояние пошвырять надо. Вторую палочку попалась бы. В полевых условиях, ребят. Ну, кушать надо, что. Мужикам надо кушать. Я быстренько законятелюсь. Зато нормально сейчас мяско, макарошки. Вот так вот. Тапочки кто-то, блядь. Двенадцати нету даже, как он говорит, это, говорит, те личит уже конкретно. Давайте задам. Баня подсоединял, на соплях, я говорю, говорит, вот так, я говорю, пожаре устраивает, на соплях сел, как говорится, да. Так вот будет, так вот нормально будет, да? Ну, у меня вот целый есть. Свет сидит, ну, свет есть, очень скаляпит, а тут у вас есть. Мне тогда Димка даже говорил, я говорю, я уже знаю, Димка говорит, чтобы это, помните, разговаривали на всякий случай? Будем. Ну, на время в этом году ни хрена. Пику, представь, спиздили. Островку? Да. Водка? Нет, стойки, это скалидор. А с кем бухал? Кто у тебя в гостях был, блядь? Тут только один приятель есть, Маринчик. Васька? А, не Васька, а Вася. Вася. Не-не-не, у меня нету. Я говорю, спиздил, как говорится, кто, я говорю, спиздил. А, оказывается, Маринчик спиздил, Жорика пригнал, как говорится. А потом Жорика, я говорю, с откуда тебе пара? Так, ребят, что, немножко пообедали, накормили коренного жителя из Магикян. Пашка. Пашка, ставишь бур? Бур ставишь? Ну так, Немножко устал, да, немножко сегодня устал, да, сюда. не выдержал прессинга. Сейчас проводим с Геннадьевичем. Не унесла душа поэта. Немножко. Ничего, нормально, что. Ну, заодно, думаю, проверю, как на крепкость. Ну, видно, что не особо слабенький, конечно. Ну, ничего, нормально. Завтра, кстати, баню обещают, посмотрим. Да. Посмотрим, как Паша он сказал, сделает. Паша сделал, мужик сделал. да, Черная Паша? баня, ребят, будет. Черная баня, я знаю, что такое страшное дело, но баня такая своеобразная. Ладно, посмотрим. Ну, сейчас Пашку сопроводим, что еще, так скоро будем собираться. Слушай, да, пойдем, еще у нас вечерний Чурочек, клёв да? должен быть немножко, все-таки хоть половим. Ладно. Ну, Геннадьевич кабанчик. Взял одного, взял второго, раскидал. Все, пообедал парень. Рябин-то сколько, а? Блин, да, вообще много. Все, Пак, давай. Что, Геннадьевич, говорит, зима холодная будет, да? Говорят, как бы да, но не, она сейчас еще мало зрела, она кислая, горькая. Просто вот ее в таком виде вот собирают и потом на
верховые петли на рябчика очень хорошо. Угу. Раньше, говорит, в Советском Союзе 2 тряпочки подвешивали. А почему? Мы тоже так делали? Пионерский галстук. Ну вот-вот. Я говорю, во времена сталинизма бы расстреляли за такой, наверное. Да. А он как раз цветом таким бордовым. Я батя резал пионерские галстуки только на раздел. Что, братцы, поужинали, точнее пообедали шикарно с местными. Время 2 часа дня, уезжаем на вечерочку. Все готовы, заправились, все шикарно. Андрюха, все, на 2 лодочках пойдем сейчас. Ну, по старым точкам и будем подниматься наверх. Посмотрим. Вот, живота, отъели! Клюнул, походу, иначе. Издалека. Была поклевка, да? Да, подтопил что-то, я не знаю. Ну не волна вроде точно. Начинает. Сейчас, короче. Осторожно, очень вяло, но начинает что-то вроде. Да, мне тоже кажется, вечером сейчас мы все равно найдем своего. Рыбалочку найдем. Уже тишина, что-то когда-то должно быть. Одна поклевка и все. Да, он так не особо жадно, но хватает. Дернул разик за хвост и все. Мне кажется, больше червя надо. Я по нему глаз можете попробовать. Попробуй, там что есть средненький. Передвигаемся, ребят, кстати, с якорем. Binance трак. И вот он специально приспособил, чтобы он до мотора не доходил. И в топ еще передвигается вот прям вместе с этим якорем. Ну, в одного. Якорем? Да, я что объясняю. Хоп-хоп. Все, переместились. Опять же якорь стоит. И все, давайте дальше работать. Вообще маленький. Немножко переехали сразу. Маленький. Второй, да. А тут уже человечески слышишь. Оттуда сдалека слышишь под травой. На ночь, понял? Да, это тоже. У меня он тоже. О, видишь, нашли косячок, ребята. Какой он? Пионерский размер. Ну да, среднячок. О, нашли, ребят, ставят, смотрите. Отлично. Вот тут она прям сразу с подлодки стоит. Видите, он как-то держится все равно. Опа, смотрите. Есть контакт. Все, Геннадьевич, нашли жилку небольшую. Да, пока. Тут Янскадан. Надо искать этого полосатого. Мне сказал, Есть. во. Ушел. Ну что, минут назад, да, что такое будет, да? Ушел у меня. Никто бы не поверил даже. Вообще. Видите, ребят, косячок стоит и все погнало. Все весело. Его надо искать, просторы большие. Кстати, по барабану близ на вертушках все начинает брать, да? Да, если он есть, он берет, реально. Вот, смотри. О, видал? Значит, Только что была тишина на все, а теперь пошло. Буквально в течение 1 минуты все меняется. все просто решилось, да. Переехал 100 метров буквально. Все по красоте решилось, да. Опа, смотри, видал. Видал, Геннадьевич? Пошел. Среднячок большеват, наверное.
Сейчас, ребята, я тоже зацеплю, наверное, эту резиночку. Поплавпоппер мне вообще радует, Геннадьевич. Блин, на него рыбалка, знаете. О. Ну, Геннадьевич погнал. Все. Рыбацкого не колдуешь, даже поклевок не было. Видал? Вот тут как раз бровка, Геннадьевич, понял? Вот где-то вот она здесь прям, недалеко. Вон он. Смотри, видал? Что творит? Что творит мужик, а? А стоило просто рюмочку накатить, Геннадьевич. Ты понял? Рыбацкого, да. Опа, видите, ребят? Есть контакт. И походите, скажи, Геннадьевич. Самый то, я тебе скажу. О, видал? О! Все, пошла канитель. О, красивые вообще кушки. С утра 5 штук, сейчас за 5 минут, грубо говоря, 20 штук уже, да? Да. А так и есть еще. Обыкновенный смотри. крючок и резинка. Геннадьевич, ты понял? Смотри, крупнее, понял. Каждый заброс укрупняемся, ребят, смотрите. Охренеть. Вот это рыбалка. О. Все прет просто, масть. Все, когда вот идет, он идет тут. Страшное дело. Иначе что ищет, то всегда найдет, правильно? Не зря мы начали с оттуда потихоньку. Андрюха, у тебя потащил. Вот где-то вот тут, ребят. Прямо вот тут сразу. Вон он, Геннадьевич, где-то нет поплавка уже. Ну, со дна смотрю, видишь, почаще. У Геннадьевича почаще поклевок. У меня все-таки вертушкой сантиметров 50 заглубления. Ну, конечно. Сейчас вот этого такого же поставить, я думаю. О, смотрите, что делать, ребят. Да какой хороший, смотри, понял? Все, ребят, давайте ставим тоже. 6-метровка, он вообще приятно притащить. Ставим такую же движуху. Вчера вот, позавчера мы с Геннадьевичем вот именно отработали. Они, наверное, может, от этого пену испугали, сказали, не, мужики, не пейте. Ну, потому что сколько решили пену, что-то не то пошло. Ну. Так, да, ставим глубину, измеряемся и все, погнали. То бишь, вот это похоже на печору. Я могу подальше забросить, да, вот так в целом. Ну. У тебя ветер немного поменялся. Вот, смотри, закинул второй. У меня там тоже что-то был удар. Все, есть контакт. Вот они, ребят, видали? Резиночка. Вот, да? Нет, у меня он. А у тебя? Все, резиночка. Все на месте, иначе. Куда, сюда закинул? Нет. Сюда? Да. О, уже дернул. Так, сбоку проверю. Бывает даже вообще не шевелется, стоячего, да, вот он. Просто берет как малька, вот видишь? Да. Я так думаю, минуту штук 10 точно, да? Это в одного. Ох, на какие хорошие, ребят. О, смотри. Вот. Ну, 10 поклевок точно, может быть. Это поклевка, это. Через раз точно. Даже и дергать не надо. О, пошел. О, ни хрена себе, вот это вес был. Запуталось что-то там. Ветерок, правда, наверное, шипение. Ничего страшного. Вы сами все видите. Вот.
Все, на поплавке, да, Геннадьевич. Это не поплавок, это у нас этот, как название? Изюминка. Это хитрая снасть. Поплавпопер. Смотри, как сразу весело стало. У нас уже корыто уже полное. Ух ты, нифига. Попадается. Красавец. Красавец. Они все красивые, Геннадьевич. Вот рыбалка, ребята. Вот это рыбалка, как на черных камнях. Просто красота. Геннадьевич там не успел. Яшки такие, середнячки такие. Вообще хороший, да, то бишь съедобный. С него что хочешь, и пожарить, и уха. А уха здесь, ребят, жирная, конечно, будет. И копчулка, вообще, копчулка будет просто шикарная. Копчулочка просто шикарная будет. А тут солнышко как раз такое еще. Ну просто, да, нашли, встали вот. Ветерочек, тепло, да, кайф вообще, ни комаров, ничего. Мошки нету, да. С этой стороны, Геннадьевич, посмотрю сейчас. Может. Уже поклевка была, нет? Нет, я подтаскиваю просто. Может, тут они стоят тоже. Да. Нет. Здесь еще. Смотри какой. О, дитя тоже, да? Смотри, минута затишья, и кажется, уже не клюет, да? Нет. Это, оказывается, просто новая тайка подошла. Скорее всего, я так думаю. Все отлично. Или остатки старые еще остались. Да, дожимаем уже, Геннадьевич. Но еще есть рыбалка. Выдолбим. Ну, нормально, сколько? Штук 30 как минимум. Если не больше. Вон. Видите, красота там. Продолжается поклевки. Вот еще не каждый успевает подходить. Подыгрываешь, ребят, все равно вот так это получше потом получается. Порезвее все это дело. Вот такая штука работает еще. С оттуда, ребята, сдалека. Походу не крупный тоже. Нет, нормальный окунь. Сейчас Прикинулся дурачком, думает. нашли, ребята, он здесь сместился. Получилось так, что точка прям под лодкой получилась. Мы сейчас уезжать не будем. Вот смотрите. Кидаю 10 метров. 5 метров провожу, и будет поклевка. Где-то он здесь прям стоит. Крючок крупный у меня здесь. Вот, вот она. Говорю, прям под лодкой. Оп, поклевка. На все, да? На все, на все, но вот здесь, ребята. Нашли его родного опять. Да он здесь был просто, скорее всего, сайка одна ушла, вторая пришла. Просто, видать, хороший спас. Опа, видишь? Я говорю, вот здесь. Недалеко. Недалеко. Раз. Значит, надо поставить на верту этот резину. Все меня окуняки, да? Отлично, окунь, средний. Резина скоро уже прикажет сложить. Раздолбали всю резину. А? Нет, окунь. Еле-еле. С откуда-то достали. 5 ребят переехали. Чуть выше обратно встали. С оттуда где-то взял. Вот так же пробиваем ее. Потому что ту стайку походу поддергали маленько мы. Не маленько, а прям так хорошенько подер. Охренеть, ребят, смотрите какой красавец.
Вот это монстрик. Красавчик. Красивый вообще, Игнатьевич. О, На сегодня, наверное, самый хороший. вообще добрый. Да, вот на ту же... А смотри, как еле-еле, да? Нашли опять Геннадьевич, походу. Вернулись на то же место. Ух ты. Опатек-то какой. Приятный. Захомячил чисторок. Прям наглухо. Что не говори, а здесь сбоку немножко прожорливее получается. Олег Геннадьевич. Листа упала и сразу хапанула. Да, сходу хапнул. Ну это походу щукарёга. Мелкая зараза, блин. А, вот она. А, давай, цепляйся. Не было тебя. Так ждем таких бабушек, матушек. Не хочет цепляться. Ладно. Малышка. Тихо, тихо, тихо. Ой. Может, мы еще все-таки увидим. Кстати, ведь с велосипедом тоже у нас. С велосипедом. Последний день же щука пошла клевать. 8 Ага. тишина, а потом это. Пошла что-то щука клевать. Именно после дождя, после грозы, после всего этого. Просто час-два, это красота. 30 щук мы натягали тогда. Угу. Дурак. Ну все, что, выдернули сколько смогли. Идем дальше. Полчаса видели? Полчаса, да. Час искали, полчаса видели, час искали. Все. Едем дальше искать. Едем дальше искать, ну. Я ходил, не могу найти вас. Не можешь найти. Плохо ищешь, блядь. Плохо. Я приду, они только вертушки. Ну, на рыбалку. Ну. Здорово, бай. Что я к вам Андрей. тоже приду? Догоняю. Вы Очень приятно. бачите, темно. Я спать 9 часов ложусь уже. Андрей, Димон! очень приятно. Ребят, ну что, вот тормознули перекат. Геннадьевич хочет попробовать все-таки кораблик замутить. Видишь, нужны тройники. Маленький, да? А у меня нет, наоборот, крупные. А у меня здесь одинарные мушки. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7 мушек. Мушки. Нимфы это все хорошо, конечно, но для кораблика нужны вот такие вот тройники. Вот типа такие. Угу. Я даже не знаю, сейчас что попробовать-то. Да, хоть посмотрю хотя бы что-то одно. Посмотри, вот. Мушки маленькие, ну да, чуть-чуть крупнее. А, ну вот, я понял. Тройники. Самоделки. Такие крупные вообще даже, Это да? я сам делал. А это мне, я помню, тоже из Печоры, вроде бы мужик Угу. слал. Вот я не знаю, сейчас что будет работать-то лучше будет. Ладно, попробуй тройники, наверное. Угу. Вот на зимней рыбалке на Хариуса хорошо бы, конечно, пошло вторым же. Пару минут, ладно. Видишь, катамаран он лево-право Угу. ходит. Немного расшатанный, конечно, уже. Повидал он свое. Когда Хариус клюет, просто выручает обалденно. Я просто как бы сейчас распущу, покажу тебе, что ставите, что такое. У вас на ваших речках-то такое, наверное, точно не практикуется. Нет, вообще такого не работает даже. Ну, даже этот. Хотя можно, в У вас принципе. нет таких перекатов, наверное, даже. Нет, таких, да, широких, больших нету, тем более. Да, и рыбы такой нету, чтобы такую ловить. Все, кораблик работает. Кораблик идет влево. Видишь? А, нифига. Видишь, он идет влево, то есть охватывается большая территория. Если, допустим, погонял он там бомбардой, у тебя чисто идет одна мушка, А, нифига, попер в эту сторону, да? то сейчас, да, а корабликом идет просто это. Сейчас видишь, захотел вот сюда он. А, нифига, прикольно. Есть, да? Маленький, да, гигант. Это маленький. Нифига. О, видишь, Да, есть плески. у них два там даже. Вот.
Смотрите, ребят, ни хрена, работает реально штука. Точно, точно жиганы. Видел, вот такой маленький, блин. Мой его, блин. Вот Хариус, точно Хариус. Не, работает штука, Геннадьевич. Работает, работает, да. Белявка, блин. Вон он, да. Ага, есть. Такой же. Угу. Жиганчик, да? Тот Хариус, ребята, его реально достать так можно. Сдохнет, наверное, ну ладно. Дай бог, чтобы он выжил. Заглотил одинарный прицеп. Хорошо. Так, сошлись переката, ребят. О, у меня тоже. Продолжаем вечернюю эпопею нашей рыбалки. Солнце уже вон на горизонте. Солнце, да, солнышко быстро. Мошки, ребят, смотрите над Геннадьевичем сколько. Это просто жесть. О, есть. Так, ну. О, хорошенькая, Геннадьевич. Хорошая. Флексончик расслабь. О, малышка. Свечку хочет дать. Наша. Красавчик. Все-таки взяли зубастые. Молодец. Кунек, да? Гламур. Гламур работает. Гламурчик сработал, да. Есть, да? Такой же гламурчик. Огонь. Я так думаю, да. Ну такой неплохой. На самом перекате. Нет, а яйца там, ребята. Мы так его не взяли. Убежал он сейчас, показал себе. Опа! Вон он, Геннадьевич. Взял? Хапнул. Геннадьевич. Хапнули мы его. Вот он, бродяга. Прыгал. А, это щучка? Щука. Что за? Я думал. Может, и щука, наверное, была? Да. Да, ребятки, смотрите, какие раскаты вот для спиннинга, да? Охренеть. Таких мест даже не придумать, я думаю. Спокойно, рыбы всякая есть. Окунь есть, щука. Хариус недалеко, чуть-чуть поглубже стоит. Ну, не по чуть, а на течении. Вот оно счастье. Вот по спиннингу я отрыв делал, конечно, да. Я его в руки не брал за сезон вообще. Сейчас на палочку такую тоненькую. Ковыряем с Геннадьевичем. Да, наковыряли мы сегодня его за вечер. Нормально, да, ведерочка есть. Вообще, блин, ведерко сделали. Сейчас самоспалом идем уже. Ага, есть контакт. Думаю, это щука, наверное. Щука, Геннадьевич. А что, надо бодачить, да? Или так, ладно. А, язёк. О, красавчик. На воблер. Геннадьевич, красавчик. На воблер, прикинь. Все-таки взял ты яська. Видите, ребята, он не стесняется. Вот такой вот воблер, да, Серега мне башку отправлял. Вот такой. Вот здоровый, да? Не, такой здоровый воблер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аккуратней. Есть пробитие. Куняник. Кунявик неплохой. Да, ребят, русло тоже у нас, да, здесь такие перекаты интересные. Но разгону дашь, сапога не будет. Вот у меня можно баллон влупить.
И то он полугнилой, мягенький, да? Или в песчаную бровку, а здесь каменная бровка. Соответственно, сразу или винту хана, или редуктору, или сабагу. Ну, что-то, короче, как-то. Вот он идет, каменный мыс. Он бывает так резко наступает, что даже непонятно. Ну, уже Геннадий знает русло хорошо. Сейчас вода немного большая, как бы, да, еще позволяет вот так борзеть по перекату. А так в целом надо тоже петлять, хотя река большая. По реке можно ходить, по реке вообще нельзя. Перекат. Вот тут надо обходить каменные носы, каменные вот эти дамбы, бровки и так далее. Подвинь туда, вон на шлепки положи. Морда горит, а там комарина. Когда снаряды ходили, там, блядь, ворон считается. От страха, блядь, начинаешь звезды считать, хуйню, блядь. Так, ребятки, ну чё, все, вечер в хату, как говорится. Зашли, рыбку почистили, блин, тяжелый этот процесс, но надо делать в любом случае. Время у нас уже прилично. Сколько уже? Вечерок уже добренький. О, 9, 10 час. Ужинаем потихоньку. Ну и будем что-то отдыхать, наверное. Сейчас быстренько сварганим что-нибудь. Геннадьевич идет. Геннадьевич, привет. Привет, привет. Все. Красота. У нас тут салатики режутся. Пашка у нас, как говорится, тут сидит. Опять, как говорится. Как тебя Гена называет? Последний из магикян, ребята. Смотрите на этих чуваков вообще. Ладно, у нас тут салатик Андрюха нарубил, молодец. Мяско рубанули, остатки. Так, Ну, сейчас что, старенькие сюда быстро. Мы пару яиц надо туда влупим, и все будет классно. И у нас и ужин. Салатик сделан на масле, с майонезом отбой. Будем так делать. Я шучу, Пашка, ты на меня внимания не обращай. Я такой веселый, я просто, немножко веселый парень. А что скучать? Нормально. Нормально. Как говорится, Пашка, Добро. не обращай на меня внимания. Как не обращать внимания? Как не обратить? Ну, так, Видно, мужик. так просто, может, видишь, немного странный там для тебя кажусь. Ну, так, в целом, не обращай. Нормальный мужик. Нормальный? Отлично. Мужиком родился, мужиком я умер. Ну и классно. Отлично. Сейчас будем кушать, Паха. Нападал? Он, как говорится, мне попер. А тебя попер? Твои действия? Стрелял, а он, как говорится, от меня убежал. Убежал потом от выстрела, да? Вот он стрелял, да, получается? А ты на поражение, да, стрелял его? По нему. Так, ребят, провожаем местных жителей. Давай, шагай. Еще говорят, деревенские они живут поздоровее. Сегодня днем то же самое было. Нет, ребят, никто не смеется. Ну это нормально, что. Парень стремился к нам прийти. Немножко не увозит колясочку, конечно. Это чисто так контент для своих. Может, даже не буду выкладывать это в эфир. Но в целом это жизнь, ребята, в деревне нашей рыбацкой. Пашка рыбак. Вот выжил у него здесь свежечки. Тайга, говорю. Можешь показать, как живет телевизор. Микроскоп и кинескоп. Давайте к Пашке зайдем. Геныч сказал, можно. Рыба вон в ведрах. Можно сказать, поснимал. Ну, ничего нет.
Капканы на берег. Капканы, да? И бур, смотрю, есть. Ну, рыбак. Рыбак. Рыбачит. Зайдемте к Пашке, ребят. Ну это вообще, конечно, нельзя так делать. Ну ладно. Сапоги давай снимай. Геннадьевич разрешил. Давай, сапоги снимай и ложись спать. Телевизор, ребят, есть. Представляете? Все, давай, бурвой. Что, телевизор выключать, Паш, нет? Это, у него, наверное, это место ночника, он постоянно работает. Угу. Пашка музыку любит. Что это, Пашка, давай отдыхай. Бурвой. Пашка, за баню не забывай завтра. Холодильник тепловатый. Ладно. Ну все, ребят, что? Как-то так оно. Когда люди говорят, что живут плохо, да? Вот просто надо посмотреть, вот как живут вот забытые деревни, одинокие люди. Вот тогда вот закрыть надо. Ну да. Реально забытая деревня, реально. Конвейер является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения. Так, ребят, ну что, перекусили, позавтракали. Река, ребята, волнистая, большой ветер, такие волны мощные. Не знаю, как получится рыбалка. 8 час утра. Варили рис быстренько. Колбасу нажарили. Так, маломански. Ну все, что, выдвигаемся. Попробуем подняться на вчерашней точке, где вечером была рыбалка у нас. И там с утреца поплаваем, походим, посмотрим. Короче, водичка, ребят, хорошо падает. И это, в принципе, на руку нам. Вот, допустим, вот этого не было видно. Вот этого видно не было. Здесь, как правило, она быстро прибывает и быстро тоже уходит. Так, 4-й день рыбалочки, я так понимаю, у нас. Пока, ребята, все тот же окунь. Местами язь, немного щуки. Рыбалку на плотву, на поплавок придумывать нет смысла. Ждем выхода щуки и езя. Вот на нем можно бы было, конечно, посидеть. Прям миська потаскать. Но он боец, ребята, боец. Тем более на такую палочку. Блин, классные поклевки вообще, колоссальные. Ладно, готовимся, заправляемся, выходим. Андрюха пошел. Я жду Геннадьевича. Геннадьевич где-то на сборах. Ветер жесткий, но как будет рыбалка, не знаю. Рыбалка-то ладно, просто придется на якоре сидеть. Ну да. Если так будет плевать, как вчера, не страшно, можно и на якоре посидеть. Просто не будь такого, чтобы самосплав был. Волна очень сильная с той стороны. Мы решили ближе к острову подойти,
здесь будет стена спокойная. Ну и правда, тут мы тоже окуня находили, крупного. Вот с утра здесь попробуем. И заодно ветра не будет. И поснимать можно для вас что-нибудь. Посмотрим, что он нам покажет. О, вот первый заброс и первая рыба. Вот она. Да, окунь стоит. Опа, нет. Первый ушел. Вот он ушел кабанчик. Ладно. Главное, никому не рассказывай. Да-да-да. Вот тут бровочка небольшая, и тут он за бровкой прямо пасется. Вот он, второй. Нормальное начало, Инскаден. Пригубил, уже пошло. Ох ты. Что-то отваливается, но... Ну, окунь, конечно, шикарный. Мне кажется, поплавок сегодня просто должен работать. Так, пора раздеваться, наверное. Окунь, конечно, шикарный. Бровочка тут, ребята. Возле берега. Так таскали рыбу, что вспотели, да, Андрей? Но. Сейчас корягу не поймай. Вижу. Поймал? Опа, есть. О, Геннадьевич дает жару. Я уже поднимать хотел, он на подъеме прямо хапнул. Кабан какой, а? По попе работает, Геннадьевич. Да, кабанчики, конечно, вообще матерые. Да, уха будет сегодня по-любому. Вкусная. Жирная уха. Запах. Лягуху попробуй, бля. Нормально. Есть, выдернул, иначе. На желтую, да? Да, на желтую хапнул. Тоже кабанчик. О, по вкусу ему. Вот такой цвет и запах. Да. Пробуем дальше. Туда же. 2 заброса. 1 окунь. 1 резина. Сожрал. Зараза. Так, ладно. Пробуем еще раз. Ежик. Ежик, но ни головы, ни ножек. Отдай. Ну да, тут крупный, да, Геннадьевич? Тут что не окунь, что красавец. Ямка тут такая симпатичная. Как бы ямка, тут небольшой просто спад всего. Ну тут 2, он береговой, он идет всего лишь, но ну, стоят здесь. Тут место маленькое спряталось. Матросик. Возле коряк, Геннадьевич, понял? Нормальные окуняры. Так, друзья, новое место у нас. Переехали. Но сегодня держимся вот все, получается, правым берегом. Левого, да? Да. Если точнее подниматься, да, тут право. И стараемся там, потому что там вообще будет труба, конечно. Берега здесь на Печоре шикарные. Смотрите, ребят, какие они высокие. Круто. Берег затопляет весной водой. Крутые берега. Сколько тут метров? Метров 3-4? 4 по-любому. Да, 4, да больше даже, но. Больше, но. Больше. Ну, в общем, пробуем на коряжничке. Вон тут сейчас побалуемся. Под коряги, понял, Геннадьевич? Прямо отсюда, вот так завел и сюда пошел. Вук. Есть, походу, Геннадьевич. Ух ты, какой здоровый, блин. Удочка. Вот твой драгоценный язь. Прям с оттуда взял, ну. О, бляха-муха.
Езек, ребятки. Какие-то разлил. Езек. Кто разлил? Что там такое? Окунь. Хороший окунь, да. Я еще хотел сказать, что ты под лодку закидываешь-то? Так просто неудобно было, Геннадьевич. Неудачно, да, как раз закинул. Закинул, да, и он красавец. Ох, сегодня будут наггинсы-то у нас вкусные. Накушаемся свеженькой рыбки. Сход, да, Геннадьевич? А, это ези бьют, понял. Не крупные ези бьют. Я и думаю, что такое сход. Это ези бьют. Получается. Ези ребята бьют. Езя нашли. Это хорошо. А резину не хотят. Маленькую вертушку надо Геннадьевич поставить. Я говорю, тут ези, Геннадьевич, понял. Небольшие. Вот такие, да, они вот тут и лупят. Нашли, ребят, стая езей. За глаз поймал. За глаз? Он решил поближе посмотреть мою блесенку. Не увидел. Ага. Геннадьевич хапнул. У меня удачик был. 2 штук уже выдернули. Ну, такие затишочки красивые. Тут явно прям, как на картинке, ребят, конечно, рыба стоит. Далеко, ребят. Не понял, кого-то езя, что ли? Там, ребят, сдалека хапнул. Бляха-муха. Держите. По красоте. Пожалуйста. Сдалека там, понял, Геннадьевич? Там где-то бодается он. Плавает. Езек. О, красавцы. Красавцы какие. С травы достал, понял, Геннадьевич? Подлодки. Да, я достану. Только под лодку закинула, она хапнула, блин. Даже камеру не успел включить. Кидай. Идет там малосолочка. Я, главное, вертикально раз-два провел вот так вот. И она хапысь. Хапыш, да. Видишь? Сколько проводили, да? А сколько кидали-то, да? Ее надо прям как-то ее доставать ее в натуре как-то ее. Я даже на коротком поводке думаю, раз-два провел и прям заметил, как она Вот атаковала. зацепил. Попадается там. Щечка. Понял, я что ли? Походу ясь или щучка. Пожалуйста. А еще только что хотел сказать, что, Андрюха, сидишь, не кидаешь, уплываем в траву. Да, ветерок, конечно. Зараза, блин, такой. Тихо. Геннадий, что там? Окунь. Ага. Хорошая окуняра. Прошли, наверное. Это ручей, да? Это протока. А ручей где? Иду из ручья. Что ты взял? Наверху? Не, воду где просто убирать. А, там, да, ну. Там, ну. Саш, как дела? Ведро полное? А сегодня ты поймал? Да? Ты засолил ее?
Не, соленый в смысле вчерашний? Вчерашний, конечно. А сегодня что поймал? 3 щучки. Что не могу понять, что такое было. Есть его. Пришел? Нет, он идет. А, не, маленький просто, ну. Поменял резину и сразу, да? Да, резинку поставил утром, тут она работала. Тихо, 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 колючий. Колючий, колючий, брат. О, без глаза остался. Надо забрать. Так, ребят, ну что, обед. Решили в деревню подняться. Точнее, ну что, мы тут вокруг таки проехали. Ветер не давал, правым сегодня держались. Поспокойнее здесь, да, конечно. А там жестко. Там жестко. Ладно, пойдем пообедаем, потом будем думать, что дальше. Ну, в целом, утро тоже неплохое, вообще по красоте прям. Чуть дальше. Надо чистить рыбу, солить и везти в ледник, в деревню. Да, да. Геннадьевич пойдет в деревню свою туда. Рыбу будем тут возить. Ну, а мы что-нибудь поделаем с Андрюхой, я думаю. Банно-прачечный день намечается. Да, попробуем Пашку вчерашнего найти. Павлик должен сделать баню, да, он обещал. Ну что, Геннадьевич, считаешь? Да. У нас такой небольшой счет идет, потом примерно. Ну, окунь, да, сегодня красивый, вообще отборный прям. Прям шикарный окунек. Остановились на косе, вот они уже, смотрите, ребята, чувствуют. Чует. Деревня вот. Сейчас вот рыбку почистим, тут мошки нету, ветер обдувает. Засолим и обедать. Ветерочек. Красивый окунь, да, ребята? С нож. Просто с нож. Пальцы уже, ребят, все поколоты у меня. Сколько уже окуней почищено. Так, жабу набираем. Смотрите, ребят, жир какой. Представляете, жир какой на окуне. Уф, наваристый, конечно, вкусный. Вот и все. И промываем. Я здесь пузырек и жир сюда, а кишки этим чайкам вот оставлю. Воду не буду кидать. Сюда вот чайкам они придут, едят потом. Утки, щуки. Фистер, ну как по-вашему виброхвост, да? Это мой. А? Мой. Твой? Да. А, хвост, который откусил. Хвост да? откусила. А потом взяла, попалась, получается. Да, это еще щука, значит, была, да? Получается, да. Это, а, подожди, это или окуневый? Окуневые кишки. Окунь, хвост откусил. И потом попался на другой твистер, получается. Все равно закусил, ну. Я уже думал, щуки сначала. Я тебе еще, помнишь, говорил, хвосты нежные какие-то. Да. Я могу даже сейчас пачку достать. Геннадьевича затарили пустыми канистрами, то, что откатали рыбой. Получается, везет 40 литров рыбы. Это уже вторая ходка у него до деревни. Вот, поставит в ледник. У него ледничок там хороший, со снегом. Хоть рыба соленая, но все равно август теплый. Я вот до сих пор в шлепках, шортах, но прохладно сегодня замерз. Какие-то тучи, походу дождь будет. Все, лодку освободили, заправили Геннадьевича. Все, готов он к поездке. Ну сейчас сначала пообедаем, конечно, в любом случае. Голодным его не отправим. Ух, ветерочек, ребятки, ветерочек.
Вечерочек, ветерочек, ветерочек. В общем, ладно, идем в дом. Пашка где-то. Вчера обещал баню, не знаю, будет баня сегодня, не будет. Ух, ветер, ребята, ладно. Пойдем. Так, короче, пока Геннадьевич у нас в разъездах, с Андрюхой решили время даром не терять, убраться, навести порядок, марафет по-человечески. Потом как приехали, как разложились, как бы относительно. Особого порядка здесь не было. Вот сейчас Андрюха тут кухонный инвентарь, сейчас все уберем, помоем. Уха уже варится, ребята, у нас лучок, морковочка, картошечка. Рыбку взяли, щучка. Пару окуней. Сейчас подмету полы. Ну так, ребят, чисто для себя. Всякого разного сожгем. Тут в печке все нормально. Печку засуну, блядь. Потом уже будем дальше. Ну-ка, Андрей, дай метану. Сейчас, подожди, что буду убирать, посмотрим. Тут спереди. Вот и дождь, ребята. Геннадьевичу не повезло. Да. Мы успели. Это обещанный дождь. Не знаю, насколько он зарядит. Да, лишь бы не на сутки, на двое. Да. Нам бы еще рыбалочку денек-два. Сплошная пелена на небе стала. Все, вот смотрите, ребят, зарядил полностью. Печора вообще. Волны, конечно, мощные. О, пошел. Штракушки в последнее плавание. Ох, наваристая будет. Котелок сколько? Литра 3, да? Сейчас как по идее. Так, ребят, смотрите, на этом, на газете карта Республики Коми. Вот смотрите, вот она в целом, чтобы кто-то понимал, что такое республика. Это не город, это целая республика из 9 городов. Воркута, ребята, самый север, грубо говоря, точка, самая почти северная. И вот относительно, где я живу, вот Сыктывкар получается, и вот Визинга, ребята, вот, смотрите, вот она. Ну, вот здесь где-то, вот Первомайский, тут конкретно написано. Вот мой поселок Первомайский, от Сыктывкара я нахожусь 80 километров. Вот Лозом Андрюха живет, ну, у нас тут, смотрите, вообще ни о чем. И получается, до Гена мы проехали, и Ева, Ухту мы проехали, Сосногорск, сюда завернули, Троицко-Печорск. И где-то, ребята, мы вот в этом районе, на вот этой реке. Мы вот Русаново, а мы вот здесь мы, да. Вот здесь. На этом повороте мы. Вот здесь. Вот Нефтепечорск, я там тоже вот рыбачил. Вот, а так в целом вот Печора идет, ребята. Уктыл, Печора, вот город Печора, многие знают. Ну, в целом вот так мы крюка дали. Конкретно чуть северно и шли вот сюда. Вот такие пирожки. А так вот она, ребят, Печора, она идет. Вот эта река. Вот. И уходит. Попробуем. А что пробовать? Рыба-то печорская, скажем. Свежая. Только пойманная. Рыба еще 2 часа назад плавала. Бульончик, да? Да, горяченький. Ну, за это не грех.
За рыбалку. За то, что мы вырвались. О, смотри, смотри. Туда прям над окном. Ворона или сорока села. Вижу, на проводе. Так, ребят, ну чё? Короче, в бане сегодня у нас на обломчик. Ходил я к Димасику. К Пашке. Вчера еще и с Димой познакомился здесь. Тоже заезжали они на лодке. Короче, вчера он опять дал. Сегодня болеет. Хотя обещал баню по-человечески. Ну ладно, чё. Полбеды. Шел дождь сильный. Геннадьевич, походу, не вернется. Хотя хрен знает, Гена у нас такой свой сибиряк. Под дождем может пройти. Ну ладно, не суть. Туча прошло, ребята. Сейчас как раз идет туда. Там вроде как просвет. Вот видите? А так туча была очень страшная. Сейчас уже не покажу, наверное. Ушла уже за дерево, не видно. Дождь херачил. Я даже полчаса киморнул. Время у нас 5 часов. В принципе, есть у нас 2-3 часика на вечерушку. Есть вторая лодка, второй мотор. То бишь мы как бы на подвязи, мы на рыбалке. Все нормально. Все убрано у нас. Кушать приготовлено. Чаечек. Все отлично. Ну что, сходим с Андрюхой. Погоняем. Тут недалеко поплаваем. Походим. Поищем рыбку. В целом спиннинг, ребят, продолжается. Отлично. Ладно, понеслась. Оденусь я. Сейчас ветер. Одену штаны уже. Хорош болтовать в шортах. И так сегодня в шортах ходил. Один раз только одевался. Да, ребят, вечерушка походу будет. Я что-то оделся. Забродники одел сегодня. Отлично, это хорошо. Волны страшные. Вечера неспокойно целый день сегодня. Да, ребят, пришли сюда, не получается нам. Смотрите, какие волны, ребят. Печора она такая коварная. Попробуем по правому берегу уйти опять. Спрятались здесь. Андрюха, там туча опять идет. Здоровенная. Это туда стороной пройдет. Посмотрим сейчас. Иди сюда к папочке. Ушел зараз, что? Нет, есть. Есть еще кислотник, нет? Да. Это у меня кислоты нет. А, жабры. Жабры, ладно, возьмем такой. Резина, значит, я бодал, нифига. Смотри, вертушку взял. Так, Дрюня у нас что-то зацепил. О, и кушарик. Надо, тогда... Не-не, проверяю. Он этим как и возьмет. Поплавок молчит. Стоит. Ну вот этот вообще в шахту капитальный, конечно. В шахту. Не знаю. Я где вчера стоял, что я там удочку не мог забросить. Потом не мог крючок поймать, зацепить удочку. Да, вот тут заглотил, как заглотил.
О, ребята, красавец. Ясь, что ли? Да, походу, ясь у тебя. Не, окунь, кабан просто. Ну, ребят, еще один. Тоже, слышь, хорошенький кабанчик. Тебе скажу. Вообще хорошенький, слышь. У меня ударчик опять был. Смотри, какие кабанчики. Нет, нет, до дождя мы сейчас с тобой десятку-то вытащим. Ты говорил, что тут все выловили. Ничего не выловили. Нет, ну видишь, пришли же. Не было. Сейчас вот начал что-то клевать. Ну тут как раз бровочка такая интересная получается. Тюк-тюк-тюк. Кабан? Нормально. Не кабан, но... Съедобный размер. И смотри, опять, понял, Андрюха. Все, видишь? Надо так же, как у тебя сделать. Сделай. Укороти. Не, сейчас добью, короче, весь пакет этот. Так там уже нету больше. Уже. А, все, закончились, да? Там один оставался. А, вот последний. Одноразовый. Одноразовый вообще, но... Ну, тут просто, ребят, дело в том, что вот здесь вообще тоненько все это дело. Тонкий, да. Открывается. Его только сюда надо наперед цеплять. Давай, Андрюх. Сегодня без Геннадьевича. Да. Ну, может там. Что-то Геннадьевича не видать, но... Может не там. Наверное... Не, он там. Наверное... Неизвестно, там или там. Наверное, не будет его сегодня. Ну ничего. Ну, давай. Ну, друзья, морковка опять сработала. Вот так вот. Раз и все, иди красиво. Далека, блин. Не только сказать, на дальний заброс. Можно спуститься еще на повысить. Не, нормально, стой. Офига забодался. Возле лодки, блин. Ух ты. Кабан вообще здоровый был. Вообще матерый. На дальний заброс взял, блин. Не допер. Ну, на то и одинарничек, чё. Так, ребят, выходим с ямки. Вроде как ветерок утихомирился. Туча боком стоит над деревней. У нас еще есть 40 минут порыбачить. Так что нормально. Очень много уток, ребят, уже скоро охот откроется. Приедем домой, Андрюха как раз немножко побалдеет и на охоту. А я в тайгу, ребят, за белым грибом, за налимом. Да, уже успокоилась более-менее. Там вообще красиво стало, очень красиво. Что, нормально, окунек? Нормальный, а что-то вообще не брыкался, знаешь, как будто мелкий. Нормально, окунек, что? Но все равно ветер здесь, ребята, не дает левый берег нам рыбачить. Вроде там посидели, как будто успокоился, нет, нифига. Вот тогда море. Вот сейчас получается нас тащит против течения. Хотя хотели самосплавом пойти, нифига не получается. Надо от деревни начинать. Надо наоборот, да. По течению называть. Подъем. Да-да-да. Шарик, да? Ну нет, у меня просто так. У меня тоже слабо стоит. Зато щуку тащил, он у меня трещал. Так, вот до переката эту траву заедем. И будем заниматься. Заводик кто-то хапнул. Я что ли? Щука. А, щука. Сучок? Да. Давай. А, так достану. Сейчас попробую. Джик-то, наверное, мне и 0,3 полетает.
Нормальный окунь. Не, до этого, видишь, кидал, тихо было. Ну, правда, уже двух-то поймал здесь. В заводе, понял? Вроде завод ни о чем, а рыбка есть. Да, вроде так успокаивался, нет, приехали, опять, короче, поперло. Так, братцы, ну что, до дому хода. Ветрище так и не дал, блин, замерзли все. Ну, что-то штук 20-30 выдернули. Здесь с этим проблем нету, ребята. Пока стояли в траве, там спрятанные от ветра, вроде Геннадьевич прошел. Все-таки прибыл родной. Не бросил нам. Идем домой. Ребятки, на берегу. Ну, Геннадьевич прибыл. Все, рыбу чистим. Ветер. Вот, ребят, на севере, если вот задул, даванул, так даванул. Он реально холодный. Ладно, что, ждет нас ужин. Сейчас рыбкой быстренько займемся, солимся. Быстро и до дома. Вот и домик наш родной. К нему так привык уже. Как свойский уже стал. Провизия наша. Бензинчик. 30-очка еще у нас. Ну, это на подъем. Плюс завтра рыбалка. Послезавтра. Ну, уже послезавтра, наверное, будем собираться, ребят. А так в целом. Пойдемте ужинать. О, все нормально у нас здесь. Дом как свой стал уже родной. Уже так, говорю, привык к нему. Прям заходишь, и душа рада. Василий, у нас вот это с кабачков вот такие вот оладушки. Типа, смотри, это вообще слабость моя. Смотри, такая вкусняшка. Чашку освобождай. Вот она зеленью, все вот это вот свежее. Я пришел, она как Вообще раз. слабость моя. Я такую траву люблю, вообще красота. Кабачков, картошки Она вот драненькие. оладушки сделала, это как раз поджаривала. И говорит, я, говорит, приготовить ничего не успела, понял, да, и это. Значит, это вообще классная тема. Ну, говорим, давай, говорит, там уж покушаем. Ну, что, Дорога-то как? тарелочку. Ну, дорога, я тебе говорю, Подлетал жестко, да? сказать вам, что молодцы, что собрались, молодцы, что приехали. И хочу вам сделать небольшой презент, чисто от канала, от нашей семьи, от меня лично, вот что сегодня съездил, приготовили подарок вам. Сейчас мы это увидим. Интересно, подарки мы любим, да, Люка? Кто не любит? Все любят подарки. Тарататаратаратам. Там-там-там-тарам-та-там-там. Там-там-тарам-там. Тарам-та-тарам-та-тарам. Блин. Сначала откроем один пакет. Вот это домашние сладости. Магазин был закрыт. Дома что нашел, то и взял вот это. Ну, спасибо. Короче, это к чаю. Да. Все, а что вы еще хотели? Друзья, у нас обычно берем печенье, там, сгущенку. В этот раз мы с Андрюшкой взяли чуть-чуть печенья и Не все. успел, сегодня суббота, короткий день. Все забыли. Магазин, короче, А так закрыт. хочется. Ну и вот. Самый главный подарочек. Вот такой пакет у Что-то меня. интересное. Так, главное, чтобы руки не жирные были. Руки рыбные. Так, На вот. пятый день рыбалки. Вот это я вроде уже мерил, да? Смотрел. Это, друзья, вам. Спасибо. Это вам на память. Так, узнаю силуэт. Ну-ка посмотрим. От канала, от меня лично, от нашей семьи. Как башечка еще, Геннадьевич. Опа-на. Вот это огонь. Вот это пойдет. Вот так вот. И вот так вот. Друзья, видали? Да, круто. Красавчик, Геннадьевич. Молодец. Ну все. Как башечка. Ну Чё, что, давай теперь примеряем. Я думал, завтра мы прям в них попрем, да? Что, примеряем? Символ получается, вот медведь вот этот, это вообще история чего? Это хозяин тайги с уловом. С уловом. С уловом, да. Это я, это как бы... Это не просто медведь, правильно, который мы видели 2 раза уже за рыбалку. Да, с уловом. Хозяин тайги с уловом. Это просто... Откуда вообще это пошло? Фигурка Сейчас там, рассказываю, откуда Давай. это прошло.
Я когда работал в Ухте, просто, ну, скучно хожу один по магазинам, там, по сувенирным лайкам, туда-сюда. Вот смотрю, продажи такие статуэтки вот этого мишки, всякие, и знаешь, хозяин тайги с уловом. Понимаешь, даже думки тогда не было, ни канала открывать, ничего. Просто подошел, купил статуэтку, она еще так неплохо стоит, есть гипсовые, там, есть на рубиновые подстилки, там где-то 3-4. Я выбрал самого симпатичного, так на мой взгляд, и купил, и поставил себе на сервант. Рядом, ну, на стенке прямо поставил, вот она стояла у меня. И когда у меня появилась мысль открыть канал, создать канал, как я хотел его сначала назвать, именно хотел, чтобы корни мои были там. Корни интересны, потому что я всегда гордился. Ну да, это же Андрюха, заправка. Заправка пошла, ребята. Видите, как это все идет? Здесь основная тара, а здесь вот так. Да, это чтобы... Ну, друзья, домой приехали. Знакомый бык, ребята. Я его боюсь на самом деле. Смотрите, он на меня смотрит. Коровка получается. И вот маленький бычок. Вот тут у нас в деревне тоже есть живность. Вот они ходят тут. Но бык вообще, ребят, капитальный. Не знаю, сейчас спущусь, покажу вам немножко. Блин, такой он, конечно, серьезный тип. Даже такой злой какой-то, агрессивный. Сейчас спущусь, покажу. Ребята, смотрите, какой злой. Злостный бык. Еще бычара. Ну что ты, конь? Ух, злюка. Все, я не подхожу. Не подхожу. Да сразу ходом. Он такой, блин. Ты злой бычара, злой бычок. Все, отхожу. Защищает коровку свою. Да, злюка такой. Рыбка. К пенному самое то. Что, выходной сегодня, Геннадьевич? Ну, вечерком, может, выйдем, прогуляемся. Андрюха, ты уехал? Да. Дела, что-то вдвоем решили тоже. Немножко. Да и жара на улице, и ветер. Да, ребят, немножко покажу. Геннадьевич, покажи вам. Что употребляем. Вот что получается сизя. Геннадьевич делает. Сначала подвялить, потом подкоптить и потом опять подвялить. И получается вот такая вкусняшка. И так как я заселился кровяном рассолью, у него получается мясо такого темного цвета. Вообще шикарно. Подвяливается. И такой, как жвачка получается. Приятно, вкусно. Ну да, ну вот такие ребешки, ребят. С пенным самое то. Вот ребехи. Вот этот есть, которого ловим, Печёрки который боец, есть. да, печёрки есть. Вот, рыбка. Вкусняшка. Отлично. Иначе здорово. Не хотел, ребят, говорить, не хотел рассказывать. Ну так, наверное, расскажу все-таки. Сегодня с Геннадьевичем стоим на ходу дома. Сегодня похороны здесь, ребят, в деревне. Женщина померла, Царство Небесное. Я, конечно, не знаю ее, но все-таки отклоняюсь к этому нормально и понимающе. Были похороны. У староверов как бы все по-другому немножко. Вот все-таки в деревне жизнь закипела, много людей стало. Все уже как бы мероприятие прошло. Много людей заходили сейчас к нам. Ну, Гену знают многие. Ну, мы с Геном решили как бы сегодня не выходить из-за этого. Стоим дома. Павлик баню не сделал, ну как бы относительно, опять же, сегодня не до бани. Так в целом все, стоим дома. Вечером рыбалка будет.
Только вечером. Сегодня пока по деревне ходить не будем, шуметь тут точно не будем, на моторы ходить. Все. Вот такое мероприятие. Ну, кто-то рождается, кто-то помирает, да. А жизнь, ребята, за нее только держаться надо. Пашка дома нет случая. Пашка закрыта. Пашка не открывает, ребят. Болеет, походу, жестко. Взял же ему немножко. Ладно, пойду. Народ не буду пугать. Так, родные, ну что? С Генычем посидели еще часик. Второй. Попили хмельного. Ну чё, не то пальто. Я когда смотрю, ребят, в окно, когда Печора тут текет, все, у меня уже просто я на измене. Короче, ребят, решено как траву в деревне. Здесь ничего как бы не будем делать. Рядом плавать что-то. Поедем мы в другую деревню, ребят. Недалеко поселок. Тоже весной покажу вам все. Там мы еще возьмем. Там есть, кстати, магазин, представляете? Там возьмем кое-что необходимое. На пару дней еще. Ну и в общем, по рыбалке еще. Взяли всякое разное. Рыбу пожарю, покушаем. Остановимся. Все, идем, ребята. Идем вниз. Нам надо масло, кстати, взять. Андрюха рванул, а литр масла у него был по бензину. У нас есть бензин. Но нет масла разбавить. Вот так-то надо разбавлять. Надо масло купить. Ну, короче, что-нибудь у местных найдем. Давай, помогу. Ты уже привыкший, да? Конечно. Сколько лет получается уже? Чего? Сколько уже лет? 60. А, без ног? Вот будет 60 на будущий год. А без ног, говорю, без ног сколько? А без ног сколько уже? Считай, 63-го. С Генкиного рождения. Только и то позже. Ой. Привык, да? А? Привык. Чего тут такого? Куда денешься? Привыкнешь. Ой. Ну ладно, приду. Там еще вон туристы едут до Ухтыла. Масло, говорит, забыли купить в Троицке на мотор. Масло им дать. На мотор? А мы за маслом, за мотор тоже едем. Товарищ уехал и масло увез. Хотел вниз в поселок съездить. А, Мужбор? Да. Я уже им обещал. А что, Гена подошел? Так мы к тебе хотели подойти, по идее. Так-то бы тебе бензина бы 10 дали лишнюю. А то там, сейчас я посмотрю сколько. Посмотри, может грамм 200 дашь. Пару тушенок банок тебе отдам. Сейчас надо это. Но все равно вы сегодня вам хватит, а потом завтра подойдете. Ну хорошо, ладно. А этим я уже обещал, там у меня литр есть, им отдам. Ну вот так, ребята, что? Квадроцикл, мотор, лодка. Тут бывает с ногами-то вот не залезешь. А здесь все вот так, все красиво, все молодец. Спиннинг, шнуры. Да, шнуры. Все по красоте. Меркурий 20. Сейчас западет за квадроциклом, приедет и все вещи туда загрузит и поедет. Ух, вот это жизнь. Да, без пальца останешься, думаешь, блин, ё-моё, без двух ног. Как-то так. С одной стороны, да, ребята, да, ноги нету.
двух ног нету, но человек же живет правильно. Ну, он рыбачит, охотится, представляете, и все нормально с этим. Охренеть, я вообще не представляю, если, допустим, не дай бог, конечно, случится что-то такое. Не надо унывать, ребят, не надо никогда унывать. Все это возможно, все это делается, да, понятно, что это. Но жизнь на этом не останавливается. Я просто посмотрел, вот, только добрался в гору. Я представляю, сколько усилий на это надо сделать. Охренеть, блин. Вот это да. И все, ребят, смотрите, лодки порядок. Ну, то бишь, даже у нас бывает такого порядка нету, хотя все с руками, с ногами. Подвинуть, передвинуть такого. Ну, тут все, ребят, смотрите. Постелен какой-то ковролин. Тут у него столик, я так понимаю, сделано. Все, здесь бутылочки с рукавицами размечены. Там очки. Тут спиннинги все лежит. Бензинчик. Мотор. Тут все в коробочках. Бродни, ребят, сушатся. Все в коробочках, все чекладно. Охрененно. Это нет двух ног, ребята. Ловит рыбу, сказал, поймал харюзы. Поймал изя. Харюза поймал изя. Окуня, говорит, поймал. Ездил тоже, помогал там, дела делал. Квадроцикл сейчас спустится на нем. Все загрузит и все нормально. Живет, молодец. Да. Забыли масло? Да, до Троицкой, Печорской что-то головой не подумали, только бензин. А вы до Вуктула, да, я так понял? Он уже рассказал, говорит, литр вам везет. Как рыбалка? Я там смотрю, на кострах были с палатками, да, в устье речки там махали еще. Че, как рыбалочка? Ну, в Верховье, Хылыча вообще отлично. Да? Вы что, с Илыча уже сплавляете? Да, мы с Вуктыла на Вуктыл. Нифига себе. Нормально. Сколько дней уже получается? 17. 17-й день? Ну мы в Верховьях очень долго шли, вода мелкая была. А, нифига себе. Понял, Геннадьевич, 17 дней. На сплаве чисто. Мы тут недельку еще балдеем, а они уже 17. Мы на месте, а у них все сплав с Илыча, тем более с Верховья. Да, молодцы. А у него этого мужичка квадрика нет? Вот вон едет. Вот он едет. Сюда подъедет, да? Я сейчас сюда подъеду. Подъедь сюда, Ты видел, сколько я Гена, да? Верствует. Вообще просто летают. А без таких штучек, ребята, тоже тяжело. Ладно, отходимся, ребят. Погода, конечно, вообще классно. Тепло, да, Геннадьевич? Опять переобули в шорты. Снова лето. Снова лето. Как же хорошо, когда тепло, на самом деле. Да, парням, конечно, респект. Вообще, если смотреть, кто-то будет, вообще. Молодцы. 17 дней уже идут, и еще до Вуктула. Геннадьевич, сколько? С Вуктула до Вуктула. 500 еще по реке, так сказал, да? Не, 500 до Печоры, где-то километров 200, наверное, осталось. 200? Но 200 километров тоже, ребят, расстояние. С сплавом, да, палаточка, живут нормально. Да, молодцы. Идет, ребят, как раз вот так получилось, что вот они 4 лодки, одна получается тянет, вторая просто за борт. Да, 17 дней уже идут, еще им идти как минимум 5 дней. Знаешь, вспоминается. Молодцы. Расторгуют, третьи сутки. Первенький, Геннадьевич. Да, есть первенький, но небольшой. Так, ну что, решили мы время даром не терять, порыбалить. Сегодня пожарим рыбу, по-любому на каком-нибудь хорошем месте. Может там возле поселочка, где на поселок покажет. Я думаю, будет интересно и для меня, и для вас всех. Будет классно. Да, водичка упала, сейчас будет интересно, я думаю. Намного. И у меня зацеп, Геннадьевич. Зацеп? Опа! Первый окунь. О, вот это хороший, Геннадьевич, кабанчик. Да, а у тебя об траву, наверное? Да, трава. Первый окунь.
Есть. сегодняшний день. Есть жареха. Геннадыч, есть жареха. Бодренький такой удар был. Ну я взял. Взял, да? Или ушел. Ушел, блин. Так-то начнет. Вот тут ямка хорошая. Я запутал. А меня еще запутал. Ты взял? Нет, вот тут он. Сам достань. О. Штука с антикомарином, прикинь. Так, ребята, я так понимаю, мы доходим до поселка уже. Тормознули, тоже там бровочка была такая интересная. Ну, шли с плавом, хоп-хоп-хоп, что-то поклевки были. Гена щуку выдернул. Отлично, это будет у нас сегодняшний ужин. Ужин она сделала на берегу, на камнях. Смотрю, лодка уже видны, ребят, поселок уже. А так все в тайге. Все то же самое тайга. Вон он, ребята, поселочек, смотрите. Ну, как правило, лодочки на берегу, моторы, снасти, все у мужиков лежит здесь. Никто ничего не трогает, все нормально. Вот эти будки, гаражи, это вот лодочные. Ну, для моторов, для лодок вот такие будки стоят. Бочки вареные, всякое разное. А так в целом сейчас мы зайдем посмотрим. Ну, вроде он такой живой. Что Геннадьевич скажет за поселок? Есть какое-то название? Ну, Тимушбор. Тимушбор на Бору. Вы понимаете, да? Да, вон бери. Ну да, он Бор. Он на Бору и вырос, здесь Бор был. Поселок лесозаготовителей. Раньше гремел, школа своя была. Мы сюда с Ржанова ездили. Школа на школу. Баскетбол, волейбол, вот все такое. Своя школа. Свой клуб был. Приезжали сюда в клуб, на дискотеку. Соляр мог девчонкам. Отдыхали, гуляли. День молодежи, день рыбака, это все нормально. Гремел поселок. Потом 90-е, это как все поселки рухнули. И все с концами. Умирать теперь остались коренные жители, уже все поразъехались. А так вон своя подстанция, свой ток. Вот это подстанция, да? Да, да, сходим до магазина сначала. Тут один единственный магазинчик. Ага. Раньше он вот здесь вот был, потом пошел частный дом, базарем, значит. Ну, коммерсанты возят. Дорого, а куда деваться? В такую даль, тем более с переправой, понтонная переправа, за переправу. Продукты возят сюда. Хотя бы что-то есть уже. Ну что, люди берут, куда деваться, правильно? Да? Чем намного дороже, допустим, в райцентр, допустим, съездить. Это сколько тут до Фокчи километров? Грубо говоря, 30, да? На лодке. Это сколько бенза, и там еще 40 километров на машине, чтобы до райцентра доехать. Да, согласен. Лучше купить подороже продукты здесь немного, чем... Ну, у кого есть техника, зимой-то ездит, зимой здесь дорога, там переправа. Приезжают, закупаются. Вот здесь раньше магазинчик был. Ага. Потом переехал. Частный дом. Да. Понятно, что там Бор был, ребят. Очень сухо, трава маленькая. Сосны такие стоят. Ну, в общем, вот такая деревня. Такой поселочек. Да, жизнь кипела раньше, ребят. Да и сейчас как бы живут. И как правило, вот речка. Все на бережку. Видите, как живут. Печора, мат. Металлокоп. Я что-то нашел. Без металлоискателя даже. О, это от ветерка. От стартера. От одних лодочных моторов запчасти, понял. Ну да. Магазин. Но он закрытый, ребят, поход. Без освещения. Да, это тоже раньше был магазин. Теперь уже не магазин. Вот такой магазин. Супермаркет. А вот ребята нашли, походу, магазин-то. Закрыт, да? Макарёв. Набережная 13, ребят, если что. Запоминайте. Магазин, да. А, выходные даже есть, да? Выходной даже есть, да? Да. А,
Так. Вообще выходные надо так. Часы работы с 10, ребят, до часу. И выходной есть в воскресенье. Вот так вот. Сейчас будем хозяйку искать, походу. Магазина. Заборчик, ребят, с горбыля. Первый раз вижу, конечно. Ну так местные дрова заготавливают. Да, забор с горбыля сделали. А что, в принципе, интересно, красиво. Вот это место техника стоит. Каракатик. Так, мы нашли мужичка, который нам нужен. Вроде здесь. Маленький поселок, а найти ничего не можем. Хозяин магазина уехал за ягодами. Где песок, ребята, боровой. Картошка растет. Здравствуйте. Песко. Да? Нас кое-как нашли. А я смотрю, идете, да, куда? Да. Нам им спросили, сказали, третья дверь горит. Я так посмотрел, тут вроде всего 3 двери. Когда вы будете? А связи же нет. Связи же нет. С легким паром. Да, мы с самым сплавом всплывали. Здесь я тоже пытался позвонить. Коротенько подошли, и этого нету тоже. Вон за ягодами, говорит, приехали. Бери литр. А зачем мне? У нас больше-то нету. Конечно, конечно. Запас-то не надо. Ой, чуть больше половины. А вы сегодня приехали? Мы приехали уже неделю. Неделю уже было. неделя? Угу. Масло нам дали, так даже безвозмездно, денег не взяли. Магазин уехал за ягодами, ну тут такие понятия. Вечером приедет, захочешь что-то приобрести, придешь, откроют, купишь. Это не супермаркет, конечно. Ну так в целом, что, поселок живет охотой, рыбалкой. Да, кто может. Красота, да, смотри. И красота, ребят, да. Вот это вот, я говорю, я вот тут живу уже неделю. И глаза открываю, и просто у меня сразу печора. Бац, и у меня сразу бух, рыбалка. В целом, да, не получилось нас приобрести. Ну, масло взяли, самое главное. Растительное. Ладно. Погуляли немножко. Пойдем порыбачим. Сейчас что-нибудь перекусим. Сейчас Геннадьевича мы, наверное, тормознем, щуку пожарим. Покушаем. Там на песке, да? Да, где-нибудь, да, на камняшках. Тормознешь, щучку приготовлю. Покушаем. И и вечером порыбачим уже. У нас с магазина не получилось, ну да ладно, как-нибудь. Прям возле поселка, смотри. Да? Без проблем. Я думал, зацеп, посмотри, какой зацеп-то у нас, да? Прямо в деревне, ребят, в поселке. Встали, к лодке пришли, пару забросов, давай сделаем. Пожалуйста. Далека взял Геннадьевич, понял? Ушел. Ясь. Да, ясь. Далеко, да? Далеко кинул, но и там с оттуда хапнул. Ясь был, но... Охренеть. Окунь. Здорово, окунь, тебя, иначе. А, ясь. Тут еси, понял. У тебя, у меня. Ребята, тут ясь стоит, да ладно, нахрен. Вот деревня, да? У нас уже щука и второй яйц. Так, ребят, ну что, мы тут ждем, пока магазин, не знаю, будет он, не будет, решили пообедать прямо здесь. Тут еще и рыбалка, оказывается, неплохая. Геннадьевич там уже натаскал, блин. Щуки поймали. Что, этого окуня тоже пожарим, убитого? Ну давай, потрошну, конечно, что. Окуня. Поменьше щуки или Да, поменьше нам хватит. Ага. Все, да? Да, все, отлично. Все, ребят, сейчас быстренько почищу, приготовим, все. На камушках здесь забалдеем. Тут и ветерок немножко, и мошки нету. Тут с мошкой, да, так не походишь. А тут вы думаете, то, что мы балдеем, вот так водки. Более-менее. А так на берег выйди, тебя махом унесут. Маленькие проказники. Так, ладно, что.
щукаречку почищу. Пашка, брат, твой нож уже здесь на севере работает. Так, где-то мы брали, братцы, мылать маслицо, мучку. Есть такое дело. Мука есть. Терс такой. Сейчас быстро сделаем. Побольше масла люблю, чтобы рыбка. Ну тут печорская, конечно. Она пожирнее будет все-таки. Хотя простая же рыба такая же, как у нас. Но все же. Так, ребятки, ну что, небольшой обедик, ужин, полдник, непонятно. Перекус. Перекус, да, с курса сбились уже. Деревня, поселок, тут рядом стоим. Дождемся, не дождемся магазин, ну сходим еще. Сходим еще, да, Геннадий говорит. Так, в целом сегодня такое просто. Ну, хотели, в принципе, вообще отдохнуть, сделать небольшой перерывчик. Выходной надо, ребят, нифига, когда такого количества времени рыбачишь, все равно надо немножко отдыхать. А сегодня такая поездка у нас. Здесь, ну, дела тут поделать надо было, да, что-то забрали, маслица. И вот тут сразу прям на баркасе. Очень удобно. Так должно выглядеть водка, я думаю, у каждого рыбака. Приятного всем. Ребята, отходим от поселка, еще раз ходили в магазин, а в магазине ничего нету. Смотрите, ребята, уже березки желтеть начинают. Дело так осени уже. Скоро все будет желтое, красиво очень будет. Да, потихоньку, помаленьку все отходит. Скоро осень, ребята, золотая осень в лагерях. Да, будет адреналин, будут грибы. Хапнул? Да? И окунь, смотри, какой хорошенький. Окунь, нифига себе окунь. Ну. Братик, идет с лодки. Стой, брат. Ай-яй-яй. Ух, какой, ребят. Вообще, смотрите. На поплавочек. Да, на поплавочек. Бам-бам-бам. Шнырк. Есть. Вот этот. Вот такой макар у нас работает. Резиночка. Во, видел? На леску, вот леска идет, на границе лески, вот она нападает на леску. И она идет. Поклевочка, да? У меня тут мелкий дергает. Мелкий? У меня вроде такой, неплохо. Более-менее. Вот он. Ну, отлично. Не зря тормознули здесь. Сбоку, за глаз поймал.
Мелкий Геныч. Мелкий пацан. Тормознули ребят возле ручейка. Геннадьевич пошел за водой. Пробую. Чистая вода, ребят. Ручьи очень холодные, кристальные, прям такие. Очень вкусная вода. С Печоры, как бы, да, ее можно пить, но есть такие кристальные ручьи. Ни одна минералка не сравнится, конечно. Все же пробую на наш поплопопер. Прикольная снасть. Очень, ребята, она эффективна вот здесь. Можно вот именно где-то с удочки так делает, а я вот заброску подальше могу закинуть, делать проводочку, немножко подыгрываю. Вечером мошки, ребята, вообще в море, валом просто. Тепло стоит, вот оттепель. До августа месяц просто прям козырное тепло. Но это последнее. Все уже. Это 100% последнее тепло. Да, пусто здесь, не хочет. Или не хотит. Вот там где-то походить надо. В принципе, ребята, вот таких коз очень много. И просто можно выйти вот так со спирежком. С одной косы вытащить с десятку окуней хороших. Этого, в принципе, достаточно покушать. Но местные так не рыбачат. Видите, какой бред. Какая коса. Вот туда прям сейчас прокину. Ну, ребята, видите, я же сказал, будет работать штука. Хороший, полосатый. Окунь кидаешь, что? Я говорю, вот тут можно без проблем, ребят, с окунем вообще проблем нету. Рыбалку на спиннинг я тут сделал прям, не знаю, на целый год. Так, все, у тебя здесь так все остается, да? Да, все тут. Давай, буду ты мыть раздетый. Давай. В штанах. Без проблем. Чайки сразу, ребята, кучивают. Рыбку почистили. Все, сразу погнали. Что, братцы, все, мы уже домики. Рыбку кушаем, копченую, вяленую. Геннадьевичу не надо тушенку, ему дайте рыбу, ребята. Настоящий конный рыбак. Вкусняшка. Ничего. Очередная ночевочка у нас в рыбацком домике, я так его называю. Просто выковали 2 банки тушенки. Согрели, остатки у нас сухие еще, тут яичница утренняя. Просто ничего не готовим. Лень, устали вообще. Поставили чай, сейчас посидим немножко. Мы недавно ели еще, правильно? Ну да, щучку поели же. В общем, такой денек, ребят, ну что в целом? В целом все классно, что. Завтра посмотрим. Покушаем сейчас. Пораньше ляжем спать, пораньше встанем. Возможно. Посмотрим, короче, по настроению. Ну все, так в целом-то все хорошо, все по плану. Я еще встал. Ну да, немножко есть. Пасашок. Буровой скоро. Бурту это счастливого пути. На Буровой спокойной ночи. Спокойной ночи, да. А Кольки чем? Это удачный, ни чешуи, ни хвостик.
самогонка у тебя, конечно, вообще. Ну не самогонка, это рыбацкий напиток. Рыбацкий напиток, подожди, я что принесу? У меня вода кончилась. Ребята, доброе утро. Проснулись. Я уже сбился со счета, ребят, какая ночь. Но сегодня 8 дней, как я уехал с дому. Нахожусь без интернета, без связи. 2 раза выходил на связь своими. В целом на рыбалке. Утро, погода, ребят, дрянская. Мощный ветер. Ну и вот такая туча. С Геннадьевичем вдвоем. Утром не решили не ехать. Опять такой ветер, уже проверено. Мы тут раз ездили, только левый берег нам дал рыбалки от того ветра. А так невозможно ходить, волна большая. Печора, река уже посерьезнее. И здесь, ну, самое, наверное, плохой это ветер. Потому что на волне волна очень огромная. Рыбалка не получается. Ну, отсыпаемся, отдыхаем. Сил немножко. Не знаю, ребят, или сегодня будем выезжать уже, наверное, или завтра. Если погода даст, то вечерка получится у нас по рыбалке. Если нет, то будем, наверное, выезжать. Но мне кажется, что, наверное, вечер нам не даст. Будет дождь. Короче, рыбалка подходит к концу, братцы. С одной стороны, домой надо, уже пора, дела, семья, соскучился. Ну, с другой стороны, ребята, уезжать-то неохота. Уезжать неохота. Ну, с Геннадьевичем поговорили, и я приеду сюда, ребят, на первый лед. В любом случае, Геннадьевичу за налимом. Отвоеваю своего осеннего и приеду сюда на первый лед. Ладно, приготовлю суп. Сейчас пообедаем. Потихоньку, помаленьку. Суп, ребят, будет у нас из утки. Вот Геннадьевич такие тут баночки делает. Тушеночка утиная. Рыбные вот. Брали мы с собой вот на Энзуху. А что, вот я ничего не буду, кстати, классная вещь. На избенке оставил, потом вот это, кстати, с сакромам были, мы ее не брали. Вот это он еще, не знаю, когда завозил. В целом. Морковочку сейчас быстренько шмырк-шмырк. Зажарочку с луком сделаем. Картошку, баночку и суп готов. Кстати, будет вообще крутой суп, я так думаю. Сейчас быстренько все сделаем и покушаем. Картофан. Скоро картофан, Геннадий, да, убирать? Вау. Угу. Классно, ребят, штука, выручает. Я вот в походах тоже использую. Буквально мы готовили все, чай кипятили, вот относительно яичницы, там готовили все на плитке. Вот за 8 дней, за неделю, да, то, что мы здесь были, 5 баллонов потратили. В принципе, нормально для похода. Есть, конечно, переходники, и можно там 5-литровым пользоваться, тогда вообще будет в целом. А так, вещь классная. Быстро, все четко. Не печку же топить, правильно? Нормально. Да, 5 баллонов, грубо говоря, там китайский газ там дешевый. Относительно нормально, можно, бюджетно. Можно готовить. Опа. Вот, ребят, уточка, смотрите. Можно так, хоть так есть. Главное, что она не портится, это раз. И в целом это свое. Нормально, попробуем. Морковочка, смотрю, тут еще есть. Ну, зажарочку сейчас сделаю. Картошка уже варится.
Попробуем уточку. Жарочка пошла. Морковочка. Так, что, ну уточку, Геннадий. Уточка пошла. Пошла уточка, ребята. Морковка вижу. Недавно крекала. Еще крекала, да. Не смотри. Все-таки свое и свое. Ну что, братцы, добрый вечер. Дождались, ребят, солнышко. Вот эта тучарка уже уходит. Хороший дождь у нас был. Все так помокрило. И погода, ребят, смотрите, шепчет. Я думаю, вечерка будет прям крутая. Последняя вечерка, ребят. Последний вечер на Печоре, последняя рыбалка. Завтра с утра проснемся, уже будем собираться. Ну а сегодня прям, не знаю, оторваться надо. 3 часа, начало 4-го. Выспался даже, ребят. Ну что, с Геннадьевичем целый день в избе провалялись. Вот так, разговоры. Супчик кушали. Чаечек попивали. И я говорю, дай бог, чтобы вечерка дала, и она дает, ребята. А если будет клев, то это будет вдвойне приятно. Бензин разбавили, все готово у нас. Заправляем и сейчас поищем рыбешку, не знаю, может после дождя даже, ребят, что-то как-то какое-то шевеление будет. Так, ну все, ребят, давайте, погнали. Спускаюсь к лодке. Периодически проходят лодки. Ну, река также, на берегу реки много деревень, и вот местами вот встречаются лодки, проходящие или вверх, или вниз. Бакланят чайки, но они тут мощные, конечно, крупные, с нашими не сравнится. Заправочка. О, как раз полный, ребята. 25. Отлично. Смотрите, ребят, малька сколько. Куча. Ну все, выходим. Решили подняться опять же. Вниз что-то как-то слабоват. Вверх нам побольше нравится. И 2 дня он просто ни сюда не пускал из-за ветра сильного. Стояли и левым берегом. Здесь просто было кошмарные волны. Но сегодня, ребят, шикарно. Шикарно. Вот такие заливы. Когда мы сюда приехали, этой травы не было. Представляете, все было залито. Спокойно тут ходили на моторе. Ну а сейчас здесь глубина небольшая. Ну, места нравится, вот этот меляк. Окуню, щуки. Вот, мелко. Ездил. Ага. Ну что, начну на с вертушечки. Хорошо себя показала она за всю рыбалку. Вот такая кислота, ребят, с мушкой. Белая, что-то желтая никак. А вот это тут прям ядовитая, она работает. 3-я блесна, разбитые уже все в хлам. Пробуем. Первый забор. Будет бам. Будет, не будет бам. Все, погнали. Будет, не будет бам. Ага, есть контакт. Запутались. Нет контакта. Ушел, да? Через траву не протащил. Второго прет.
стороне получается. Вот. Ну чё, отличный окунь. Не карбачка тогда, помнишь, да? Ага. Нашли стайку. Ух. Так, если еще одна поклевка будет, пойдем выше туда и закинем якорь, да? Ну да. У нас не сносило. Опа, есть. Есть, да? Ну все понятно. Нашли. Там стайка стоит. Ушел. Значит, там стайка стоит. Все, едем. Ребята, выезжаем по ходу. Смотрите, что идет. Молния сверкается. Опасно здесь будет. Геннадьевич парочку вытащил, я даже не обрыбился. Не успел. Опасно, ребят. Такая гроза здесь на такой большой реке. Говорит, волны будут, Геннадьевич. Говорит, лучше к деревне поближе пойдем. Еще плащи не взяли, ничего. Да какие плащи? Накроют. Да, страшное дело, да, ребят? Смотрите, как красиво с одной стороны. Но с другой стороны это будет, походу, бум. Это будет бум. Да. Полтора. Ждем. Растянуло ее так. Как-то непонятно. В дугу какую-то. Тут это очень быстро идут. Эти идут в ту сторону. Будет дождь, не будет, гремит. Так не видно, что там дождь идет. Полоса вот туда. А пока посуду помыли. Сейчас будем думать. Там уже чисто. Все, видите, как-то вот так. Она резко сюда пришла. Ну, ветерочек такой стоит. Вот это не нравится мне. Гусочек. Попытка номер 2. Взяли дождевики. Поднялись, помыли посуду. Ну, все-таки вроде как растянуло ее нормально. Погнали. Первый окунечек. У меня тоже поклевка. Да. Нашли, значит, окунька. Есть начало. Что, ведро или в лодку покидаем пока? Да водку давай, что. Можно и ведро, в принципе. Ну, если немного поживут, то... Наша Маша. Наша малышка, ну. Щучка, это хорошо. Щучки бы пойдут нормально. Геннадьевич говорит, берем. Конечно, берем. Тяжелый, что-то помыть? Да, походу есть. Нет, окунь. Что я не понял. Сдалека так, с оттуда. Там за травой, да? Да, сразу 2 поклевки подряд, понял. Опа, кабан такой. Кабанчик, да. Ох ты, брат. Подъедем туда? Давай вон туда, вот тут что-то вот удары такие идут. Раз, два. Красавец, да, братья? Аж этот, соскучился за ночь по рыбалочке. Повалялись. Такого инстаграмчик брата. Красивый. Опять с-под струи, понял, Геннадьевич? С-под струи. Такой же, да, красивый? Смотри, красавчик. Володька. О, добряки. Печорские окуни. Такого одного пожарить и все, не надо, забылся. С травы вот как-то вот непонятно вот. Верховая. Целый день убегали, за что-то. Так вот, смотри, с другой стороны начал. Все, закрываемся. Смотрим. А? Ты говорил, удобный, да? Да, такой. Только яркий, вот, знаешь, тебя вообще сдалека будет видно. Как вот. А так в целом, да, удобненький. На рыбалку туда что? Карманы, считай, есть даже. Угу.
Ну да. Вот такие-то кабанчики красивые. Вон. Радуемся каждой поклевке. Радуемся каждой поклевке. Кабанчики красивые, с лодки, на тебе. Вот это реально повезло, понял. Андрюха спортсмен. Вот это спортивная рыбалка, я понимаю. Вон утки, смотри, Геннадьевич. Да, хорошая стая. Ох, вообще кабанище, слышь. Ты думаешь, на струе, да? А? На струе стоит? Вот за струей. На шпаге. Вымутил, понял, Геннадьевич. Ух ты, слышь. Хороший, да? Кабан, вообще кабаняра. Ах ты, блин, такие рывки, понял. О, как показалось просто течение. Нет, ну все равно хороший. Да, хороший, хороший. Хороший коня. Кони прям, кони, но... Попадешь, нет, на этот раз. В этот раз я сделаю по-другому. Чуть-чуть нежнее. Чуть-чуть нежнее. С-под баллона, короче, Геннадьевич, понял? Он где-то там хапнул. Там? Да, водил, думаю. И хап, есть. Еще одного выудил. Вот пацан, пускай гуляет. Где пацан? А, сорвался? Да, да, я специально дернул, так потряс. Гася, это что, с оттуда, что ли? Все-таки он клюнул. Ну, я говорю, на струе, а под струе они должны, по идее, сидеть вот короткий. Это кабанчик, слышь. Нормально, да? Вообще матерый, блин. Ну да, что-то, ну, неохотно. Это даже не трава. Это вот такой вот очередной полосатик. Может, еще расклюется, разловим? Смотрим, что. Должны, но тихо, не шуми. Хороший. Надо искать его, да. Кто-то сытый, кто-то может быть. О, малька сколько здесь, ну, дорогая. Такой затишок, смотри. А? Затишок такой, да, красивый. Да, да. Тут и... Да, литров 40 надо взять. Маленькая. А? Шла. Ушла. Хорошая была. Я видел, что она хорошая была. На канале не увидят, только никак никто и не узнает, какие кадры пропадают. Прямо здесь вертикалку взяла. Что-то да? я не понял вообще, но. О, смотри, у меня поклевка, оказывается. Вот смотри, кабан какой. На муху взял. На муху взял, ну. Так что не зря муху повесил. Геннадьевич достал. Долгожданная поклевка. Хороший. Опа, у меня есть, понял, Геннадьевич. Вот сразу, да, в одном месте, только это чистка. Ах ты проказница, ну-ка отваливайся давай. Вот смотри, вот даешь шанс, да, не хотят. Она за это, за глаз, видишь? Стоять. За глаз зацепилась. Стоять, подруга. Это малыш. Нормально. Глаз порвало, да? Чуть-чуть там сбоку задел, да. Кровяночка маленькая, но уже более-менее. Ух ты! Ты как-то ее окучил так интересно. Я не попал в первый раз. Да, я понял, да. Так, ты справишься сам? Да, разберусь, занимайся. Давай. Занимайся делами. Вот это уже пойдет, только аккуратнее сигарету рыжую. Ага. Тихо. Огонь, да, Ген? О, кабанчик. Отлично. Резиночку идет. Ямочка хорошая здесь. Есть, но он хапнул. Нет, разберемся.
полсатик. Вот ёшкин кот, у меня беда. Тут беда. Я таки выудил. Хапнул, Иванович. Наконец-то. А то уже, наверное, минут 15 тишины, да, было? Да, вот так как-то, ну, у нас рыбалка проходит. Забросил одна рыбка, и то не всегда. Даже поппер не работает, что, прикинь? Поппер нас не подводил. Первый день что творилось. Ну, да. Это просто было вообще трэш. 2 раза попадали, да, там даже... 2 раза мы с тобой попадали, да, вообще прям вот так. Что творилось, блин, вообще. Вчера, не сегодня вообще глухо. Вроде вода уже падает. А, щучеренок, да? Щучка, дурочка, ну, молодая. С откуда здесь что-то есть, походу? Немного веселее, чем вчера. Да, повеселее, не спорю. Так, ребят, ну что, уже темнеет. Сейчас махом потемнеет. Еще надо 20 минут покидаем и домой. Нет? Есть, да? Ух ты. А вот он. Все-таки взяли хлопчика. Сильная рыба. Это нормально, Геннадьевич, 3 крючка. Крепко надо держать его, он жило и разговаривает. Скажи что-нибудь. Понял. Лапки. О, красота. Блин, у него поклевка просто, ребята. Отдай спиннинг, дакс. Вот и в коллекцию извек сегодня у нас пошел. Так что мы, в принципе, все, что есть, поймали. Харюска, конечно, нет, но совсем другая история. Нельзя, да, хапнул? Походу, да. И не такой окунь крупный. Идет как язь. Есть, да? Это не похоже на язя. Ну, тут уже место езиное, оно стоит на резину, понял? Да. Отлично. Видишь, вот эта струйка. Тут и стоит, блин, рыба. Сейчас пройдем. Можно еще будет попробовать. Да, если там ниже будет тихо, но сейчас вот тишина уже. Такие впечатляющие экземплярчики. Есть? Да? Ага. Вот, это что? Хороший тот кабан, да? Кабанчик, Геннадьевич. Опа. Иди сюда, иди к нам, родной. О. Блин, кабаны, конечно, блин, у нас таких. Еле-еле, да, зацепился? Да, вон, видишь. Была? Есть поклёвка, есть. Смотри, ясь. Смотри, какой хороший. Ясь. Нет, окунь. Нет, окунь хороший, кабан, вообще реальный кабан. У-у-у. Сорвется. Не сорвался. Вообще конь, да? Отлично. Есть рыба на печоре. Только она что-то Поклевка была, Геннадьевич. начала хитрить в последнее время, чтобы ее уговаривали. Опа, есть. Ух ты, слышь. Крупная? Мотыляет неплохо. Пятачок? Че такое? Такой же кабан, наверное, окунь. Не понял, сошел что-то? Нет. Нет, значит, далеко я. слабину дает. А это окунь, смотри. Ох ты, бля. Такой же, блин. Геннадьевич, смотри. Если сейчас уронишь и все. Стоять, брат. Зверь, блин. Красавчик, вообще огонь. Смотри какой. Ну, хоть немного перед темнотой, перед ночью, хоть немного успели, блин. За все наши беды сегодняшние. Ух.
Огонь. Штука походу, да? Ага. Нет. Птичка, не видите? Ах, блин, зараза маленькая. Потерпи, подруга, теперь. Сейчас как-нибудь аккуратненько. Проглотил? Проглотил, но засранец. А где тройник еще там? Тройничок, да. Пускаются? Брыкается, да. А. Давай, подруга. А в шоке немножко. Ах ты, бля. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Стучал. Разговаривает, красавец. Ну, что-то иначе так накидали мы с тобой сегодня немножко. Есть дело. Птиц, может быть, немного, но такие хорошие. Хорошая рыба, да. Окунь крупный, ясь, считай, щуки. Стучал долго, он бам-бам-бам-бам-бам. По лепестку попал. Да, по лепестку лупит. Блин, темно уже, рыба еще клюет на спиннинг. Место классно. Вот здесь что-то, наверное, есть по-любому. Здесь спад будет тоже за мостом тоже зашибись. Тут когда ветра нету, вообще красота, одно удовольствие рыбачить. Подлодки, да? Что-то под лодочкой, ну. Хап-хап-хап-хап. На вертушку, да, Ген? А? На вертуху? Вертушка, да? Проглотил до желудка. Поднялись опять на то место, где жадно проглотил. Угу. Здесь, да, что-то как-то активность какая-то стоит. По традиции обработка рыбки. Самое приятное. Самое приятное. За неделю у меня, ребята, пальцы уже все исколоты, блин. Хорошо, что хоть хорошо не клюет, да? Ну, мы же для себя, что? Для себя же, любимые, для семьи. Смотрите, какие окуня, ребята. Ну что, красавцы, вон. Вот ведро. Гена, как сказал, 20 литров. Ну, вот считайте. Грамм 350. Как минимум, да, вот эти вот окуньки. Вообще добротненькие. Такого можно, и не знаю, и закоптить, и пожарить, что угодно. Очень классная рыба. Глаз бывает так вот сразу. Я потом разбиваю их пальцами. Не переживай. Милый дом, здравствуй, милый дом. Как родной уже стал. Фух. Ну привет. Посуда помыта, все шикарно. Все. Как говорится. Ты за лекарством пришел? Да?
Глаза такие хитрые, блядь. Видел, мужик, зрачки так, опа. Сейчас нальем, сейчас поужинаем. Глаза блестят такие. Как там это? Нет, ты сам видел? А, в журнале прочитал. А журнал как говорится, горяченькое надо каждый день кушать. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. О, красота какая. Бычий орган. Да, Паш? Давай юж там это как по коме? Выпить. Да, давай выпьем. Выпьем, да? Киш да юж, киш это налей, да? Киш там да юж там да. Да чуж там да кажешь чуж там, да? Лёгай чурай. Сильно полный. Ты по коме этот, ну, нормально, ну. Конечно, да. коми деревня, что ты хочешь, конечно. Слышишь, а я вот слышал, что диалекты, вот, допустим, ну, вот разные. Все разные. Ваш диалект, сестрский диалект. Ребят, ну что, добрый вечер. Вечер у нас реально добрый. Пришел Пашка в гости. 11 час уже. Быстро картошку так заварганили. Уже 11? 11, пол 11, да. А в 9 пришли, да? А в 9 пришли, да. Видишь, быстренько. Ну все в порядке, что, рыбку почистили, все сделали, по темну уже не успевали. Красавцы горбачи сегодня вообще. Ох, хорошие, вообще хорошие. Картошку жарнули, там яиц накидали, колбасой и так. Все, как говорится, по-простому. Передай теперь друзьям Андрея привет. Передай, скажи. Вот Пашка. Пашка вообще тут кореш у меня стал вообще. Лучший друг, да, Паш? Андрея уважаешь? А у меня уже, как говорится, лучше брата уже будет. Да? Ну все, краба жму тебе. Я приеду в ноябре. На первый лед. Семьей? Семьей не получится, зима-то уже будет, она холодновата. Да, на буксировочке-то ездить. Куда? Так, в одного Геннадьевича приедем. Ну, смотри, сам. Баня будет, да? Баня, да, как сейчас, чтоб такого не было. Чтоб такого не было, иначе я оберчусь на тебя. Да. Ладно, что, ребят, немножко, как говорится, выпьем, покушаем и отдыхать. Да. Все, дембель, сегодня дембель, ребят. Тяжелый день. Да, тяжелый день, завтра подъем, завтра сборы, завтра разборы. Самое такое, ну не то что неприятное, а что все, праздник закончился, Золушка превратилась Баба Ягу? Не, наоборот, блин, да. Карета превратилась в тыкву, сказка закончилась. Все, да, ребят, неохота уезжать на самом деле. Тут спокойно, вообще тут спокойно, тут связи нету, понимаете. Телефон вообще оставляю дома, как бы. Раньше так, ага, ключи с собой, телефон с собой пошел. Здесь не нужен он вообще. Только разгрузился вообще, разгрузился наглухо вообще, разгрузился, столько планов, сейчас подумал там. Ну да, это каждому советовал, неделя. Завтра будет неделя. Покруче южных морей, да? Да, конечно. Вот так пожить в деревне глухой, порыбачить. Это вообще здорово, конечно. Это вот я всем прям желаю, не знаю, ребята, если есть возможность, вы выезжайте. Это правда, да. А Павел Иванович вообще живет в этой деревне, да? Рыбалкой, охотой. Здесь отдыхаешь. Спокойно, полностью открыто. Спокойно. От всего, как говорится, мира. Хорошее место, да? Отрывайся уже. Да. Хорошее место, да, деревня Скаляк? Ну, да. Удобно. Рядом яма, тут курья, там, река, перекаты, хариус, там, утки, пожалуйста, везде валом, да, тут утки много. Короче, уже сам понял. Что буду говорить, да? Сам понял. Да, отлично. Молодец. Хотя не попали, Геннадий говорит, ну в целом вообще. Хариуса, да. Мелкий начал плескаться, крупный нет. Давай аккуратнее, только не падай. Где вы фонарик-то? Фонарик, да, Андрюш. Сейчас осветим, все нормально будет. Пашку провожаем. Пашка вон немножко этот допинг взял. Давай аккурат, Паха, ну. Оп, молодец. Все, давай, Паха. Давай до завтра. Спасибо. Я сюда ведро поставил, ведро сухое было, да? Сухое, да. Чтобы мыши не ели, так, чтобы не поднялись. Да. Вот Пашки собрали остатки продовольствия. Ну, ну, завтра, говорит, придет. Нормально.
Ребятки, доброе утро. Ну что, 7 утра. У нас идут сборы потихонечку, помаленечку. Решили немножко поспать, выспаться, так как сегодня дальняя дорога. В общем, Геннадьевич там собирается потихоньку. Я забрал все продукты, которые мы там вчера собрали. Пашка вчера просто отъехал, не смог нести. В общем, ну, надо отдать человеку. Здесь с этим проблемы, тяжело все это. Но у нас лишнее осталось там. Хлеб, макароны, тушняк, там, овощи. Все, дам сейчас, попрощаюсь с Пашкой. Кореш стал мне, перший. Ну и все, ребят, на этом история заканчивается. Едем домой. Ребят, у Пашки домик старый, уже не знаю сколько лет. Ну, в таком домике он живет. Да, дома, наверное. Пашка, здорово. Что, спишь, что ли? Давай. Пашка покушал немножко и домой. Пашка. Ну все, ребят, вещи перетаскали. Порядок. Прощаюсь с этим домиком. Жил я здесь неделю. Все, пока. Так, ребят, ну чё? Все, вещи перетащили. Шмурдяка много. Сейчас будем комплектовать лодку. Значит, ну спешить некуда, ребят. 9 утра. Андрюха же уехал, получается. Машину надо было искать. Хотел везти меня Геннадьевич домой. В общем, повезет Ромка, сыну Гены. Он работает до 5, и в ночь мы выдвигаться будем до моей родины. Короче, как-то так. Значит, еще можно порыбачить немножко, пока поднимаемся. Ну, в целом, еще по реке 20-ку надо будет прошагать. Все, пока было вот так. Ребят, прощаюсь с деревней. Староверческая деревня. Говорю, пока. Приутила на неделечку бродяг. А мы с Геннадьевичем отправляемся домой. Ну, еще порыбачим немножко, наверное. В общем, погнали. Нет. Или 2 окуня тащим? 2. А кто где? Я здесь, наверное, да? Я здесь. Нормально. Блин, вон, это твой. Твой-то. А вот это мой. 2 окуня сразу, блин. Смотри, красавцы, да? Ну. Так что у нас нормальный пассажок еще получился. Только вот сносит хреново, блин.
Одновременно опять перехлестнули. Ага. Да врубиться не могу, блин. Куда, чё, блин? Красавчик. Третий красавчик. Иди на место. А еще Геннадьевич На пассажир? ушел, что ли? Походу. Ага. Да, ушел. Сейчас вернусь. А нет, сидит. Ну, что-то успокоился, что-то он. Тучка, я вовсе не медведь. Опа. А белый будет доволен, слышишь, Геннадьевич? Вполне. Есть контакт. Там же в траве, да? Что-то этот, слышь, Далеко? башкой мотает. Ага, хороший просто. Вчера покрупнее были даже эти, Ой, да? вчера там вообще кони. Ходят кони, как ты там поешь. Где-то с оттуда, Геннадьевич, понял, где-то вот с оттуда. Стоит там. И сюда к папке. Далеко взял, блин. Ну сейчас, да, все кидал туда, ближе к берегу кинул, вообще в упор. Хапнул сразу сходу. Все, братцы, немножко побаловали спиннингом. Половили даже. Штук с десяток выдернули. Хорошенький. Белый будет доволен. Ну все, идем на деревню. Ух, ребята, хорошая река. Богатая, великая. Как-то даже грустно стало мне немножко. В прошлом году, кстати, был на ней, только был намного ниже. Я намного ниже был, ребята. Не знаю, но влюбился я в нее вообще. Вот, красивая, богатая речка. Даже грустно как-то на душе. Ну, домой надо, ребята. Дела. Неделя рыбалки. Да, грустно как-то стало. Вот и деревня. Набрали. Убираю спиннинг. Вот рыбачил на такую палочку. 1.7 тест. Шнур 0.1. Шикарно, ребят, комплектик. Вот именно покайфовать вот по такой рыбалке. Рыба не такая крупная, ну, ее много количеством, удобно забрасывать. Отличная палочка. Все, Геннадьевич пошел за машиной. Надо быстро собираться, а то сейчас дождь будет. Все, комплектик прям по красоте. Фидер, да, не сработал. Ну и как бы ставки-то на него и не было. Все хотелось рыбачить на спиннинг. Так и сделали. Две вершинки здесь на этом спиннинге. Ультралайт, лайт. Соответственно, вот еще кончик был, но я поставил пожестче, так как окуни тут злые. Все. Теперь эта палочка переходит Ларисе Юрьевне по наследству. Это ее напалка. Ей покупали на сплав. Ну, вот таким случаем я ее взял на эту рыбалочку. Так, ребят, Гена пошел лодку отвозить, а я на машине. Там его встречу заберу.
Деревушка. Вот здесь Гена сказал прижаться, подождать его. Успели, дождь пошел. Генку сейчас намочат. Успели вернуться. Баня, ребята, это святое. Павка, блин, не сделал нам баню. Но обещал, на перволетку сделает. Ох, ребята, огонь. Все, добрались. Как добрались? Еще 700 до дома. А так все хорошо. После зуда мошки, комара. Прям то, что надо. Что, братцы, я у Гены, возле дома в Троицке. Приехали с деревни, вечер. Ждем Рому, сына. И уже на поселок. На свой поселок. Вот такой городишко. Троицко-Печорск. Сейчас, возможно, встречу с подписчиками. Все, братцы, быстро стемнело. Сейчас грузим Ромку. Перегружаем егоную тачку. И Ромка потащит меня 700 км. Ну, так получилось у нас. Ну, Ромка молодец, взял выходные. Все, полетели. Сейчас грузимся, выезжая. Время уже, ребят, позднее. Посидели, покушали. 8 часов. Ё-моё, только утром будет. Опа. Опа. Все свое ношу с собой. Все, ребята, я отвоевал. Все, ребята, это 8 дней получилось так у меня. Все, ребята, Ромка везет, чалит. Блин, Геннадьевич вообще молодец. Все скомбинировал. Так получилось у нас. Ну, выезд. Переезд с одной машины в другую. С одного дома в другой, ребята. Ну, короче, по 1000 километров получится, наверное, в одну дорогу. Все, еду домой, ребята. Все, отвоевал наконец-то. Ну, не точно наконец-то. Я вообще говорю, не Печора влюбила меня. Я не хочу Геннадьевич просто уезжать. На самом деле. Он еще приедет. Все круто, ребята. Спасибо за просмотр. Все серии, ребята, присмотрите, потому когда что здесь ты будет... предупреди, когда ты здесь будешь. Я здесь буду, ребята, первый лет, это Налим будет. Ноябрь. Это Налим, ребята. Я Вы так сами думаю, знаете. ноябрь. Геннадьевичем рванем также на недельку. Там будет еще круче. Как минимум, как минимум. Я теперь понял, что здесь нужно, что здесь не нужно и как здесь надо жить, по идее. Собаки ругаются, у всех охотники, все рыбаки, лодки стоят, авозики стоят. Ну ладно, потом Андрюха сам покажет. В целом все закончили, Геннадьевич. Блин, я не хочу уезжать, ты мужик, ты реально мужик. Я хотел Андрея отвезти сам, но у меня через 2 дня опять рыбалка, мне надо отдохнуть немножко.
Что, ребята, всем привет. Вы как поняли, я уже дома. Под чашечкой кофе, ребят, смонтировал все части этой поездки на Печору. Рыбалка была 8-дневной. Это была самая длительная рыбалка в моей истории, ребята. Сколько я находился на реке, столько времени я не рыбачил. Прям именно жить в деревне, да, как мы жили, ну, относительно жить на реке и рыбачить, добывать рыбу. И под чашечку кофе, ребят, хотел вас собрать и подытожить все части, потому что задавали вопросы, и вот этой историей, ребят, хотел закончить, ответя на эти вопросы. Ну и в целом разойтись так, чтобы туда вернуться еще раз. Я в Курке, ребят, у нас на севере похолодание, +1 ночью. Классная погода, ребят, по налиму, но нет воды, к сожалению. Никак не подняться в те точки, в которых я рыбачу. Жду, ребят, дождя и жду поднятия воды и сразу в бой. Ну, в целом, сегодня не об этом. И, ребят, хочу поговорить о этих людях, где я жил, кому я приезжал. И в целом, какие-то нюансы. Такие вопросы были непонятные. Вот берете вы всю рыбу, вы браконьеры. Да, ребята, рыбу мы добывали. Мы на самом деле поймали не особо очень много. Да и в целом, как бы, это была запланирована рыбалка, вот именно добыча рыбы, чтобы привезти домой, угостить друзей, близких, родственников, там что-то как-то так. Привез я, ребят, 20 литров, вот это полное ведро соленое. Что-то, какие-то крупные окуни были засолены, как правило, они уже были соленые, просто были заморожены. Какую-то часть промыли, готовили сразу, а какую-то часть просто, ребята, завялили, закоптили. В общем, вся рыба моментально ушлась. И тут многие писали: Андрей, угости рыбой. Нет, ребят, в целом не особо этого было много. Брали среднячок, более-менее крупняк, так как многие видели, что мы поймали только конкретно окуня. Ну и в целом это было достаточно, ребята, просто кайфовать, балдеть на спиннинг. Ну и в целом как-то даже не думалось о клеве уже после 2-3 дней рыбалки. Идешь, просто ловишь и все. Красота. Приезжал, ребята, я к Гене, Коме Рыбаку. Многие поняли, что у него есть свой YouTube канал, ребята. И именно к Гене я ездил по приглашению его. Давно я собирался. В целом все это получилось. И я был у него в гостях и очень понравился, ребята. Классный мужик, простой, на самом деле, я прям говорю как есть, реально мужик просто, не знаю, слово, сказал, сделал, вообще. Все очень понравилось, все грамотно, все адекватно, все по-простому, без какого-то там вау-комфорта, но все было как нужно. И для этого я, в принципе, и хотел себя проверить в таких рыбалках. Как люди себя поведут, ну, когда уже живешь уже много времени, живешь в одной лодке, и все равно остаешь, усталость, как это все сказывалось. Никаких, ребят, у нас ругани, ничего не было, мы все жили классно, здорово. Питались маломански, быстро сготовили, там на скорячок покушали. Да, немного выпивали, ребята, многие писали, там, вот, там, вы только пьете. Ребят, на самом деле, бутылочка рыбацкого напитка, на самом деле, мы там не накушивались дрова, там никаких-то было там попоек у нас. Все красиво, все адекватно. Я, в принципе, ничего не могу сказать, что там кто-то как-то перебухивал, там что ли, как-то, как многие пишут. Это нормально, ребята. В целом это просто культурный мужской отдых, ребята, к которому мы выехали, объединились и в целом прожили его вот так здорово. Я Евгений передаю большой привет, передаю его на семье. Семья, ребята, такая подвязана. Спасибо Ромке, то, что он меня привез. Дорога была тоже не сладкая, колеса пробивали, короче, туда-сюда. В Оконцове спасибо, Роман, тебе большое. Супруги, Гене, вообще огромный респект. Приняла, накормила, вообще красота, вообще поддерживает мужа. Видно со стороны, прям очень здорово. Семья такая прям сплоченная, классная. Простые ребята люди. Находясь в деревне, да, там у нас были и похороны. 7 человек там жителей было, уезжали, уже 6 осталось. Женщина у нас там на тот момент померла. Познакомился с Пашкой. Видели, ребята, Пашка к нам приходил в гости постоянно. Пашка вообще свойский парень. Мне так он понравился, и я ему так понравился. Так многие
многие говорили, то, что он такой какой-то интересный парень. Он интересный, ребята. Да, он просто на тот момент как раз употреблял. В деревне, ребят, для того делать нечего, то, что просто рыбалка, охота, это как-то сбавляет их моменты, а все остальное, ребята, ну, все. У Паши была семья, кстати. Он жил, как все жили. Может быть, даже если так жизнь сложилась, может, где-то бы он сейчас и нормально себя чувствовал. Ну, прям, ребят, достойный поступок. С одной стороны, вот, мне рассказывали люди, и он мне рассказал, то, что вот у него была дочка, была жена, все как у нормальных людей. Но в один прекрасный момент тут получилось что так, что пьяные охотники или рыбаки, проходя мимо, приехали в эту деревню и начали ломиться в дом, угрожать супруге. Якобы, понятно, ребят, да? Ну, Пашка, недолго думая, достал просто свою старенькую двухстолочку и дал одного прям насмерть. Ну, тем самым даже отсидел, ребят, 6,5 лет, как мне говорили. И скостили ему срок, но это была оборона, но в целом, ребята, это достойный поступок. Я думаю, каждый из вас бы сделал так же. Мать у него потерялась в лесу, в тайге, так и без всяких там следов. Дочка утонула. Короче, у Пашки, ребят, своя жизнь. И в целом я ему ничего не могу сказать. Только по приезду на первый лед я ему пожму руку и привезу какой-нибудь подарок. Дядя Жора без ног, который живет всю жизнь без ног и научился делать так, что многие с ногами так не сделают и в целом не падает духом. И рассказывали за него слухи, то, что он даже выходил на дискотеки и даже дрался. И у него руки до того степени крепкие, что если он тебя поймает, то ты уже от него не убежишь. В целом, ребят, когда я начал уезжать уже оттуда, с деревни, уже приехали, мы проезжать начали Ухту, первый город, уже эти фонари, и я уже просто задумываюсь, то, что там где-то далеко, ребят, живут люди. И живут со своей судьбой. И это прям, не знаю, как-то меня так тронуло в этой ночью, когда мы ехали с Ромой в машине, и я так думаю, это да, ребят, это жизнь. Ведь жизнь, она жизнь, вот реально как-то, я не знаю, ребят. В целом, спасибо хочу сказать, ребята, за просмотр, за все части, спасибо за комментарии, спасибо за поддержку. В общем, ребята, я так понял, где заканчивается цивилизация, там начинается жизнь, вот реально жизнь. И это не пустые слова, это вот реально так, потому что они не думают о таких моментах, которые думает городской житель. Они думают, вот сегодня так, а завтра будет по-другому. И не надеются на какие-то там власти, поправки в законе и так далее. Там. Надеются сами на себя. Все, ребята, я буду прощаться. Спасибо за этот момент, то, что были со мной, за это мои 8 дней, проживающие в этой деревне Староверов, в этом рыбацком домике. Я думаю, мы увидимся, ребята. Точно так же, точно там же, точно с теми же людьми, только, ребята, уже по снегу. Ну а пока, ребят, в будущем новые путешествия, рыбалки, налим, грибы. Так что на связи. Все, ребята, всех обнял, только здоровья. И будьте людьми, ребята. Я думаю, как говорится, будь проще, и люди к вам подтянутся. Все, братцы, на связи. Пока.